وهинза был иш 21 веке. А? Хопаем цыганщиц не свяшуй. Цыган also. Хинза должно и 21 век. Цухена из 1400 чем-то лет талхилом до цухена арбашен мекшор оманука шита хомшхилла оманука дон. Цухена хилдol и хомшам хун дадойло иш дет иш арбаш дука дет ишинт. Hins in der don hal roboter coach бар унада поймари рабышла бо что хинза буен роботер коуч бо окаш даватен ол Эпштейн аш хастуаш диалаш бол американч дон Израиль дон адмаш дойш бусал беш дойш бол Израиль дон хо чуа шусан идеология на бой 100 чем-то тысячи бердич хена дом цун вообще давно ла дуанса те о шанс ты сажалась хинз хангоё пожалуйста, минуту, садso просто. Очень дискуссия нормально ходит, порядок я шел. Высота, да, дицем, валится, помяло свет. Свобода, цаун доище. Инцавайше дальше на пророка, на возраст Айши, на политику, на американцев, на евреев. Дьявол, после того, как мы подтвердим, то есть сейчас мы точно точку поставим, что дело лет сунца ни хрена цеха. И что есть? As olkonhök, sadel qul huwa Allahu al-ahad, shata oq sadel. Allahu samad. Itamo vina wat, itamo tuata vina. Allah del oqsa. Her dunya alam qala qalam qobs qiwash ashul. Hasan ol buyas bagyol sagana ritlatos. Allah del oqsa del. Son hajla, son da omel da. Чек валитин со. Watch the more хазон. Скажи, что Аллах един. Сон чек валитин со, omel один. Аллах вечный, лам мелид валам юлад, не родил и не был рожден. Сон omel один олите. Ахад, и нет никого равного ему. Цунах тиецу. Но на этом это не заканчивается. Потому что хазон, брат, секундан себордин. Находится ли Аллах на троне? Конечно. И как давно он туда вознесся? После сотворения мира. Алло, ходи. А до этого на чем он сидел? Алло. Omel один валисон, то есть да что? تعال نقدر سواش ровно секунда تعال نقدر كجان سواش حبوسل باشو چون هرشا اكا تا ديسكوسي يوش ما داس جكش حيل اترودي منغوستا مايور اروالا چون كانت قسم Мангуста. Ома това дискусия هما ده чул шейна. Жуктеша обезьян шмадина, а он мангустует. А вообще цаца. Кона о мангуст башта мультфильмер. Мангуст изменяет тестуш. Мелодию. Может быть, это озвучивать. Вистрели сонца. Выстрел оккупирован. Сон выстрел шейна, а помял да шейна. Плюс 32 террорист, дух богу за, дух это. Бобой. Терроризировать, мало это. Джо Олшейна, шутен иташен, таум доказать, долштачен, шо лахдат, лахт матесяби, нислурдостна дачу. هو اللور هو ايش نيسلور شو نيسلور ده نيسلور هو اجي وش نيسلور هو ما جانس ده لوتنت الله هو بيمر باش انت هو حاجه وش خزان سو ويسترل هون سو ده هو بيرسن يقتن لاوسن Ну, вообще, да, ол швау, давай. ودير وقت خزان أقام داش حلا دوستان حلا تجيم قون خللا لا دوست يجا 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 ناخل ما نيجا قون خلا ما يترجع هجلا أسين سويست خلتون
يوخ حقم عندن وين شلتا ويش أستيمتي حيوارو Bek du har litteratur tar sån ta om jag också så shidwash jag så också حمل بوصل проверки شو روش انت هلا så visst tror så så har jag väl har jag har homsha zosh paymaran umstuch dan alla han umstuch büret in der üch dan achtische it's kerst der reski وای منادنگ هنوچلوچ موی هوچال وی آنولو ویترانو ات غیس قدین هونسا دویتاش ای غیس قدین هونسا دویتاش ای کرست نه اونا ایسوسا دیلو باش ترویتا باش آشبو ایمینا ای ناچی بوسا ایتا بوسا لو باشلو ای تون کو چون غیت ای تا دیل هون دویت ای هون دو اش سیسس هزیشون تو همان اینترس یکسون Selch o degazlo hondushus toitani. Hochu wella zudri bota shay zud besh ochu amiri bo sho zud shu shay donaden nochi zud besh du shu ochu shay nochi shu sam dela besh du nado sen halra euros du shun shay dol hom megstu شو شين ابشتين فلش عندك شو نساهم ويفتا بالتاك ده نو اللي تا ديسكوسي شو ديل ده سو هو زين ديسكوسي ما تسويش بها هوتيل غانت هو تحقيش تراست حلال توين هو بالتاك ديش تا بدكريبلون هما دوچا بيچو بروست بالتاك ديل هذا تحق بدكريبلون هم ده تخا بروست قلن نو سماتري اسون ابيسني تحلق اسون ابيسني دوخوس بروبليم فيو وين داتي تاين يدها قشوف إيش تا شاشتينو دير دوتشتون هم دوي تا ديسكوسي تا هم عشوفوا اللي هم قوانا ويا تا هون كروتش سورسات دوقنا سورسات у которого ничего не ожидается в перспективе вообще полностью деградация полная если تجمع قيتم بسنة инициатив подхватить цель чего оплачивал юхар насчет обучал ладош вала зомби он что как раз обусол брать талон зомби и дуич что он дуй хочу отсаязи что и что вы не один час он дуй хочу хавязи разда на бушу сурса дер бешбух в основном بيو بغلي اشي بيو بغملي бош а бош цайр учёнелек хоз суец короче как бы единомышленник шатя уша провоцировать беш цайр био хумшнуич био хумшез яш ответку шандуич и бол беш проблема религиозная нохч То есть روح بيدي ما بيدي باش إتيما إن توان موح كاب يقين توان دنيا مالدو دايس قيسين تاق أم خيل تدوش полностью использовать даже это примерно цена сурса дермауна ты готов на русских работать да чтобы на свой чеченский народ не работать и чтобы оправдать вот эту свою деятельность, тига дина дуйцар до, он дина подкину, дина шадек Путин, Аллах дош на вот дешу, Америк поехал, Израиль поехал, Путин усул нас спасать бешу, и разные темы шуишь, он подкидывать вещь, чтобы оправдать вот эту свою тему, на которую вас посадили, вам вот это вот все будут подкидывать, там придумывать и вот так управлять вами. Изучить проблем религиозных, разъяснить таешь. И далее лахуй просто хаттер хочу рваться дары. Реально ли ты мусульманин, который следует предписаниям в книге Аллаха, в сунне его пророка или нет? Но ты сразу слился и понял, да, что я же тебя предупредил. Мы вернемся к этому вопросу. И что он до ветра выставил охоту. وای بود خوبو قوم مرشو قوم هم دوی حالا دکن غیل کشمیال دولم قوم مرشو وایگر حدکن دلیونی حدکیش ترش غیلکش دادول دول تدولم شتوت حدکیش
Her disnik lertse da, her disnik und ach dadeli, disen dalurdu. Esse te %50 is dal hein gahush. Normal do her hoket elats dies boshuk. Disnik dalurdosh do. dadel gioni hada qiyat shduk we her nochchel do. Din her kan bispolzut dalush do wen gush do. Ets raske edu wen chwa din sa lilwash do lumen sa gush do. Ets din sa uproliat dalush do her kam. Nochchel kam merchdelche raske وانت يحشيهم ليل دو الخريات اك عرفش تحلغر تعرف تعناك اورتي تيتش بن تيجي وخسان مرال يا خسان وحاتيش هر تعني قاعدين قريشيت يحين خوي هروي وجوي بوخش تير تاخيل الجوالكش تاع يستوش وي خلبل قومن بالح يقبل نح يستور بو وي ادرك مان التر غانو حاستورو هروق نوخشي قون هروق دنيا تاع نوخشي قام سبري احدولشين مل متيول يزيش ليل كارو خكون ولا هرنا واستي برال وينتون ولا خلنا واستي تبويز وين يقام سبريار تصدا ايت بوخش اربل ليل بنخ تبويش بيتر بات تا وزر شيني كرنم استوري ويغدا حكيتش دقوي اشدو هري وجي بوخش وهر وما تصدا حكي تاش شيوم شديتر دو هرنا بلغا بوخ ديت ديزر دوش خز وشتا حجوال نيت حوال بوخشناخ وكشو حيجور بوشبو قار الله ماستري هاري ماستري دال ماستو خلي لا دات دال ماستو موخرو دير وات اشتاقلن ترشش الله ماستو هر ماستو وج ماستو هر دو وج يتورنش تتيش تون مو ماستو اكاكش تامو تون تا هما هو تك تدل دعوة انت ماستو ويتون دحلو قهوك شتخم دات قهوك شما نوخشوك يعني مش مدارج دي غاسك بوليتيك تسليلي تريتش دكتور ات ارابسكي يعني غاسك لي يعني كيلر ات بيرو توام دعبلت تاجي مارش دول تاني دول ليرو توخ وجي اق ات دينو واحد عيقوي ناخ اي غابل هون داج متي بر ناخودي دو تخار اتشوتت سيمش اق ناخ ملاديوج دهم دوت الابرز واني تشوب والبوس ديال الاراب ولا جماعه شي يقول لي ناخ ادواش سعيد واش نفت كوركيغو وي قومت يحدين در بوسو دينو مادت وي قام دوي وي قومت يح دياش در ايميل ديك بيسبريدل بوسو دينن تاو مادت ترخلش تا بوسو ناخ بوش بو باتر بوش باش نوخشي براش ايميل دولي نوخشي بوخم زمنيت دياش بوسو بوش خيت دو تا بوليتيا تا نشيط خوات دوي ايميل دولو الله دحليل شور والله دحول هرق امن هدوي واش يدحليل شجت الله يقام لردا مقرده تاجي ملموني شابوك دادن اراب والياش بلغ بايس لو تعم جواب دل مديرتون اتويت تخلديز اتويت تقواش قميلش دواش يبولش نيتشيو تو باتوا مود تو بيت دير دوتسقس يتبع ويسبل جوتن هلتن دير دوتسقس يتوام هاي بيوتيل دات بيوتيل دو كيتو حبيوتيل دات سبون دات يسون يجينا يسينغتم جينا سون سكواتشر دات بل يوغو ايش دحيج واش دو قام شو سدات تدش ويقوم من ايش دو تمش دو الكوتش دوش ديكدو عادشون ودي وحقيقتي ما شغل مسو شو مش كريست دوتش edge hand akıl один момент это док شي كريست دلن هتشوف انه الحو شو ملشتو ладу يغبا شو ملشتو христиан христосов чудошу Ну, с дош алнекш мандес. Христ просто тоду edge тяхке уаллерсо христанош чем да чу أحر إفير دوش آريتي لو حاي تعيش. نيو просто خات سمك يحوك شو دوستوا просто христанош دوت كون سمك شت. أسأل دقر دال دع أتويت لودرون. شو извините. مكشت حاجة إهز حبة شاكاش ماشو كديك دكتور ويل بوسوب دينو نوب أو يوصل سقيت إليس بوسوب دي دكتور نوب أولش أخذ مخكحة نقشي شنا تو دينو تو
quelli ta organizacji noć odi duso noći u arau zu bil paid metik gaita ta cendu muhboş söyleyeyim. Fu der to hetnak bek ma billaş. Fu organizacija, fu hudina elar. Subo هذا حاجة خبر يسرون نقطة تعدس قبل شتوش وات هذا شو ده حق حق مقع يوروب مقع تقيتر يوخ الله بيل بايد جايتا نقطة تاع organizacji تعدوش لا سوشا جايتنا أصلا вообще با خبر شدوشة با بين بايد بوي بايد بين بصوب دين عيت ورشون أتعب بايد دين هم ده تنت أش بايد هو بهم بايد مواتي بورش تقوي تعدي تشاو شا تعدي سرتيب برا شيء تعب ألو ميت كلمة بيزي روك لوشتون الصندوق كلودي تشيام تقواتك أوروغوايا تيون Hoću Uruguayć mabati hoću. Noći dobaveš. تونيل أحو بايد بيت تحقي والله صعود شتاد لا تبع بايد نوش بيل بايد بوي شو نوش وال أحبيل بايدا أحجي أحوت المتك إيش نوش بايد خدوار تحنا نوش قوليش وصو سو نوش وصو مرشا وساعتو بورا دو وجا دو ال روس بالتا تيجار وش مواتي تل نو بالتا تصديش حو تهم ديش خلش يوخي خيتن دا قوية صم حش ويس تقوى شو تقوى ناخذ شو إدوقس هنزقان حل تأكيرنا يوخي خواتوا إيش تصدق شو حيوخي خواتوا إيش ديستولش هجال هرا قطع هرا هقول ناخذهم ديز هرا ناخذهم من بيت بيوخي خوات كيتشو وما شوي تتا كيتشو قدال دنيا ناخذ بايل دقيق با كيتشو هر خزنا ما يوخي خوترو ويقول كروتشي نبويست كدنا تديش متجو إتات يوخي خواتات يشتغلهم خوز европейские جنجم سجوخا европейские متنش وجا خوش غردون وات هر يوخي خوتين خو وجا بايد بحربو او خو كروتشي يشا письмо يازوردو يشا текст يازورو يش مت обратиться да هم да شناق واستوهر إلا إشت خشوع الوشخ ديستا خلش ليوخ شلوك إشت الإنترنت توي هجال إشت يدنا مشلينك شوال سونا غايس قمتا يدنا مشلينك شو وشخيت يدنا مشلينك شتا количество وشخ مقيتا يش بتخون كوشاش بول شجها نوخ شغلك ليلو بيلو قيتو إيش ديكم يوخر إنترنت قطع ما درس قطع ما شو هوش جيني شو وبشي شو هوش جيلات إذا دا شو تعلي حاجات أتشوتش حون جيني حيوخاتش حاجات بروستا خياتر حون بتانيس خياتو جيني تجيني تهم بودات نيت شو هو جيني بو شو هو سابرديا شو هو زد واحد يا شو تقول روشن زد واحد دوا حون احتاجوتك نورمال لا لو عليه شوي ويترا سو تعمل ولا حاجه سام إبراهيم تعديت ولا شو؟ در أصابر دينار. تعديت ولا شو؟ تعديت ولا شو؟ تدويت أهر استعار وق ميكشتو سؤال ميكشتو تاويش كريت موال كريس دلنا سؤال ويقون ويترا ويستخروت أخ شو ويقون ويشم ديسكوتير ودي. kerstdagen, هم دو box, het kerstdagen, هم leerling del haar, is dat leerloorder. Als zelf na dit een periode aanbuurt tjenen, wanneer kinder's kerstdag boe, wat de bek. Laat je
Lürsch, Chul, Hisch. Gummeniterne Pommes Josh. Noch die Schwacht Amboy, Büetschreitsch, Dünyan. Noch die Amboy, Schulkbesch. Buchheitsch, Besch, Ikestnachbo. Saim, du ashi dütür dat şu diti şat isen gen derse diti şu dat rodinaş işbu. Tuam dabelç. Atrah lürş bir. Nokçi çuat tuam bütçen eryelik pası yer. Sigar politik şu behken. Guldi man kiniş lord jad belbeş arabı nokçi çu tuam setu gerç erbulış. Европейский керстнах бір керст бордатвой Европенах бір нохчичум тем эрбол и переговор шук йол лела и гульдеман трюгавен гиллу хают эйван чуах гиллу и гульдеман шуниш дютер датчу дитиш ят инах буэ колман балабош лелнах йогу хар мэтқом мершу яхч чуах туан белч и мерш бах цебитнах буэш دوجي خطري وجي بوش ويتوان بيبو بخنخ إنخ بويتوك يو هك ناخن حبهكن اش يوخ تيغا دوي خيد وي خيد دغ متك ياتشو قوم سوفيتاخ كيني كاه سوم تابي نو هر قام نوخشي قام تريستش ادم قوز ديان دو كبه متك تل هو قرد الات دي اش يدوتر دات شو ديتيش يات اش ودوتر دو شينا اترامش كاه شي ديتي شوك ديوش عيد شو تاق قوم تابال بوش شوم دو شو مادات شو جاي تا اوسكا اي الله خرا وجا عمل يشبوش إشي هم شدوت شدو أبشيت قوم بالبوش شو هم دات شو خوك ناخن هر يوروب بتشاق شو قالم دا كيوم دات هر نوخشي قامت إلهت شوشبو شو يتان بركل ديريزي قالور دات كيوم دات حوادو دا حقامت إلهت سيقه دو دا دوخشت إيات جنس هيات جن زودري بيرش سرنا حاب قوز بيحكن مبو اش إدوتر دات شو دي تيشات إبراهيم سويليون Все, мегер дохер та халвах касин чуми. Кристанова ситуация. Так. ديك دو حاجة ودي حاجة نوخشي بوي نوخشي مش مكانه نوخشي хотя еще раз тебе объясняю, цажим лайрам бия, хотя не площадки ТВН валла жимладуа ветеран вити вайши вистхул юни хай хатаран юх валла шу нохчи чудуал хибагари сонис қитари юх хай хатар пере Арита, моя микрофон да. Арита, дош Арита, такой умер шо куллури хо сам дош алючцо, ой хо куллури, ой хумади да, ой ишт эй духой. Особо хажан ладуа нохчи героиш, помни героиш хебой, он хой, тулпал хой. Қиинаш, бинаш хажал нохчи бусуб нанион. بصوب داو صدق إيدو نقشي واحد يستاهل خيون واحد يستاهل ها إيش وجاءت بتاعه ويبرت ساليت يقبح نخبر حاط آخر بغير حاط آخر ليش يتبع على شو لبوا بعد على شو يشو حاط آخر لبصو ما مش آخر أحمد حجنق بويزو سو تعال نيت يعواتو سو ديل نيت يعواتو سخون أبيسني دو أحمد حجنق بوي إذا شيت نشيد ستوان بيش لابول بن بو إنستوتا ميل دينك دوي ميل ينول построекша ميل короче دين دول نيقشا تعاونا سونا إنايات بيزنس صبر دي تعهم أبيسني ده شو سو إشادك ميل دينك أحمد حجنق بوي نوخش بوي شيتنش تو бош беш уж бой подписаться дин дела ишт Ахмад Хаж строик шейтна ишт хум нештейт нахтида аха та вайну абарт боч тадин хум дуи туда сюда тадуи чва и вайца и шейтнеш дой бош и нах байнаш уж милш бо уша бусал бо شاید داشت شو دوی حاجل بوسو بوش قوي بوش شيل بوش نخ بوش وات تلاش سيدا السوي أحبو
كريستالوس يتصوبوش صود عليه روسيلا إناخ إشتهر وجوبوش بصو أول شيء إيش بخيش إيش تيجي تخيل داخبو за всю историю. Ну, аз швой борцоли, тю бахи, إناخ бахи, قداخي وباخي إشتوي ودحر وي طول مو باخي أيوه Sohun объяснить да что хотят системы сижать мадир он дадит сах сон хожим сагу диктор он им шхаз только ахтунах та пейд цаятах он дальше аха هنا دم بوصل داس بوصل نانس قين بو هنا مو قينا أو بوصل داس بوصل نان وهبيش قينا حنان بوصل بي вопрос سنان وهبيست ما يعتقد حنان بوصل بي بو حدا بوصل بي باتس вообще бats хос нагасан ханти төвжин дуйчо с чьей точки зрения царь шаш багари бога шаш бога هو منو هو نتشرع تا солнце хацути хайол христишат хо уже бусул бats сош он объяснит да шонцов просто чем всех цавел чандат с точки зрения ислама истинного, Корана, Сунна, вообще, Христа и шхит, то, что Аллах бусул бац, понимаешь? А соючил сада страна, фашабеш, уша бусул бац, а с точки зрения Корана и Сунны бьюч Аллах. А так, да, хилла, бусул бац. Сразу ответ салуха, и он салаху, он халдуй, ассадахун салух, прямой. Прямой, да, шмацахуд из, а прямой, ответ, да, в ситуация, та выход коррекции, дальше. ليش خامو مثلا عوض ماما هيزنا حلوش بمو تاع حوجا سوغا لينوش واتوقع انت ديكتو وين شادك ديك все расходимся потому وين شو شادك ديك عني ستيل دو وين تا проблема يا все та ديكو هو بوصل все وين شو ديك ديك خلال شو قصيبه اديك داي اشار دادو يرزر Her plashyatka speciellt ähqit. Och nachchi qoman uqada kudu. Hun problem hun bu palestinchi kudunya meldo. Shay gulq duychi. Her dunya meldo shay gulq duychi. Nahun buter. Her dünya meldu Ukrayinçi şena hun bu liyelş. Her dünya meldu hiç qomnişina hun bu şey liyelş. Anohçi hun baht şey ulqat bayl bolş. Sunt yaqi интересият sayet. Oy yede nohçi bayl bolş hun baht. Bude bo çovaqi bahçayqa. Şavek bayl bolş bu şey problem şu qiyegiyo. Masoddik xilitayç. Да, адуqa bayl bolş budoway, да, way bayl bolş qam. Amma way gulq khit way tagulq nista. Довольно это таин хочу вообще это абсолютно бесполезно. Захренно. Дадуйцу гишт. Шут хочу аудал верудет. Вообще я дала вообще это дебил, бля. Цанна хуман цаш да хаолш хайгедуй чунахие чуэцо. Бехма билаш просто лишний раз. Конечно, маршо канал дуэр, но психиатрический больница цар. Не, цаал غيرش ما وريك أنت. هقو دوحة جوات تلوش. قديق. مارشو دو مسألة. مارشو أبو كريم. تعال وقت جيم قلت لي نتعدو. Иша истрелан хочу чуяхнун людан элк. Икант фуэл гэрчвар цасахтра нуқастунт тях гэрчтун дадуич и фуэл гэрчу со вообще қиечват нагасан вай нохчи шадаш вай бусол баду вай дика ду вай нуқа ца бала бат боша вай ашдала хад шадал шдаир духшу ишт
هر هو بلاشات كتها وين خلا خدوت إن وين يول بليزنات إز ويتين اللي شيء تغير شيء يلو ريرتي وبشي بوشة إيش صحيح ناخ بوكوزا أتاك просто чугал وين شافك ديك وشو هو ديش تقولشوا أحودين تهونادين هم ميشاهو это вообще бессмыслица, понимаешь? Худеет хэш чур, хоча деет сиш маю, хочу элдин ца еще. Да. Выстрел давай, все. Да, несма, Ибрам, шадик бусоба думай, отположение, куда да хума дать, да хулак дать, а вообще проблемы очень, аж дохуй, бусоба думай, давай, да. Давай, когда веришь, да, мы были. Да, все, дальше, да, ничто, что ичан, я Allah, что Палестин, тволи, юкты иешви, ишт, короче, керест иешви, ходинен, чабусов тволи, ишт, короче, да, ничто, что аж дер халаиш, бог, что аж тухой. И все, дальше просто сидеть, и все, зачем хочу, что он волшу. Абу Кирилл, хаймастела, от крестоносицы, выстрел, уже как бы, вот, все, короче. И ладуш, так кетам, ладуш, аж вот что, Ибрам, это кетам хлеб верчват, и гадуешь ты ладуш, что это. سيدر إدرس إبراهيم إنيس بارا تصدقلا إنت مكشو تقوات حموز جات هالكيريوش قميل دكتور هو بقى شاش تعديت بس باتا هنر مال والله هالكيريوش رس الدات حموز هالكيريوش قميل دكتور ده غاز لايتنج ديك لو شو ذات هو بقى إيش لدوق شرقار ولا ثلاث ونوتاري ديش لو قميل وهرناخ وين قومي وقيحبوش ويتأمل شاي يا نوع شيخ الدور دوتين قول هرناخ ملبل تا ابرزوان يوش يتعني وما تيحكي يا جنيس ويش تا هم دوتش ها هوك هرقوين حول الله ماستو وي هر وسابر دي حول تاهم دوتش وسوار نوع قوم هم دوتش دوحول هر الليل دوت يا هوك الناخ بيان وي كده هالليل واش دو هر غاسك شديتش دوار تتر اخشنش بوش ديتش هو تعال يعني الله يحتيش هو تا دوتش والشو غاسك ويون هرم دي نوي هالليل هوك التقوي نوي هوكا هرب واحد كابل ناخذ شو الله ماستدو تعدوا شو قوسي ده تعد أخوي لوكا ديال هوك إتو هم أسدوتشن بابويتي وقتك يقولي وين لوكا هر نقطة مو نه ويتي هر مرتا وبشة شو وايد أنت تكمل ورتا سموه دون روبوت دوتي هر وكون كورت شو إشتا أدم دوتي هر دوتو كيتش لازم بويتي قوم بالا بتاع روبوت مو كل سكياتشن شو يايد إذا برنامير ولا شيء هم شتوش خاطر ماكش تك هوكا يقلدوا خير وات هون داير يسكن تربيني يا إبراهيم هوكا يقم ناخ بوزيت بيش بوش هر وين قام يلحو يقرش ناخ شو يوار بوش بوش نوش شو يجور بوش بوش نه هون داير شوية ماشي ويستلو حمو تعوز غيرش حوي حالك دوس قاسيدو وبروس دلا ساساتو أتوت دلا صود إموتو أو خطر سينك تدوت أسقامهم دوت شو سينك دوت شوات سينك دوت شوار سينك دوت مش خير ورسو سقامهم دوت شو أسوي Крестоносец, там جواب وصل بوصل بكستي بو بوصل نا بباقة وتعاون مفتي صوبدي لدوان Ладуя вообще. Он вообще канал يحتاجه على يا أروي بيو دو بيش دوش دايلي وما وقت دارا شو دو دوشي أش ناغن هو عمردو أش ناغن هو بيتردو شو بيش دو تعني خلص بيز أش ملو مدراتر دين هم قاعد لوقتش جن اردو اخشتل ازان دات اخواتين سن دقدات
زين ايردوخش ازان كاكراس خان ما يروين Бо шуды власти аду, шу цахи дош. Шу иш мечтати, шу власти иш даду, дош шу хочу дош дати задик. Шу цахи дош. Так, цаим ржинши чистки. Вообще там интересно, что Вообще пациент, что хочешь, что будешь. Dedi хочу. Большой. Видите, долго. Да, Вот это اشتغلهم يقبلون است. شحال هو عام وردو قندون. خوشوا زودري باش نه أكون ملوجا خير خوشوا. خير شيء شوا دويزل شيء شيء بقي كيجي إشتا. شيء عامن بال سبورنك موات بات. إن سبيتا إن غاس خش باي ياروش ما يير أيه هذا. دويا ملدك دين شيء دك. Ищет как раз сапожники по-русски. Бусулга, бусулга, бухудирду. Какая кардода? Кардона, да. Нет, это нормально, что ел, что любой, короче, это торчок, это лела, хиет чен, хиет. Это какой-то дискуссия, это сел, это язык. Абсолютно беспонтово, короче. Ешайна и наверное йоч, это ущербно, короче, что. Это мол, что это был дуния действует твойлен, это просто для такого, ну там. Для гуще такой, зажимаешь, там движение умхалит. غاسكا عدل وين شو غاسكا عدل دو ارميو ميلدو زربلات فينانسيرون سيجاريو غاسكا عدل نوخشي قوم بالبوش دو وين خوش دو تان بوال بيشول تقوات شي لا ميعوات شاش بوقت دي تان زربلات الوردات هناخ يبوال ببيش بو اقار شو تدور دات سرا دات وجا وين شوني غاسكا عدل دائما خلاك شنك شو تصدي ساعة نوخشي مار شو يدينا تاج يتشوك دوتيوك شتون دالش شو مياندولا اتدوح كادل نوخشي قام مارش خير دات سون شو وبشي تاج او مار شو نتنال شو تاعم دات شو اشتاي دوك تاعم بوال بيش اشتاغيرت شدوك شو تاع نيت بوه تندل شو تادور دات غاسك نيت وقش خير بو تاريخ تيا شات ياش انت تاج خلق موخل اشتا شيء أول حاجة ثانية أول نت كذبوا وق أول نت صوب نت بول أول دي حول وقن شو غيرتك شيء غير ما داتش أول ولي نت بول أول دي حول وقن شو غيرتك حدي على أول منو غاسق وق وق نخشي شنا نت كذبوا غاسق شون صوبوا ولي زربلاتا دو هما دو أقوق غاسق شو نخشي حيز وشو هو دو أول ولي يو اتون دي خوتي نوخشي شو غيرتكر نتبولش اوار ولوخشي واش حو هرا حو تكر واتو تصور واتو هرادي دوشون وجادي اش دينا ديرش نوخشي اتغاسك شتا شو ما دو نوخشي بينش موات بيت شو ما تانا تيرون قوتش ديش تاغم ايردات شي تاهم دير ايردات ودات زربلا تالو دات كنيك خردات دولو ولا دولو بيسن داوي غرو شو ولرو رسي نوخشي شواتسيوت نوخشي وين نوخشي شواتسيوت أبزا كون مودو غايشن جرمانيا دل ميتشانا دل نرمال سيريزوني بتشالشكا شون يوم شهور دات اش امور دات شو يلا نولتك غوري نداجو جرمانيا دو ميتشا شويتي حتانا شو يلا نو بجزدن تياخول تقوات رسي تصبي شرط غويت زودا دانا دل
كإنك تعتمدشكه بجيز دول كإنك سوداني لوبا كإنك روسيا شرط ألوميات يقول لي عشان ما حكى هندو تشوخايشن يشوف ولا ريتو نكزاني سون جرجر ولا زود يلا دوزل بلاح تان جيتا تيها وغا يشوش يدوي بقواني سو ويك انت يجري دو تاتيها والروت شو ما ادر داش خيل تيها بخشي سوداني تلوي يغوبوخ شين اوغيلوا شون دات شو كانت دوزلن تيها واتش داينا شو كانت شيزو تشوا هو هو شيزو تشوا سوداني تلوبوخ دانا يغوح يجواش صح يجواش يومش اشديتو دات شو ديت يشات شو إدات كويرتشوا شو يديتو تور دات اش قيوم شديتو دو قيت شو وين ديت سوم داي اش إديتو دات إقاميلش تخشويت دوال تخلق اش تدوق تخويت إقاميلش اترو تياتولك تخشويت إديت غير اش تقيوم شديتو تخويت الله هر اللي وجه اللي هر تعنوق يوم ديت وقت يوم اش يتخويت تديتو إديت غير تخيوش تديت سخاسون شوية تبقى المود إديت إبراهيم سمالش موز كلكي يقطع نوختي شندات أكاسوال شو نوختي ها داتوش نوختي مدوشو يتغاتخش دوحد اللي اتعادش دوحد يعشي نوختي مش تديت تاكيتخش يقرز ويلي سم Dedikov شو Dedikov هزيسا ما شو نكسم بيو بقلي رلاح بتشوا زرع يحكون الله سوالو سوالو الله بيو بق مالي نك مالي شو مالي رجع قول نشتو أمن أبرع بيحكون الله سوالو فيستو ودوش تشوف شو سأس ضربت خزي إشارة صدير صراحة برا توجه استل كوشها لبوي تيم مش канал любой тем приветствую тебя шо просто ночи сингаттан битгертер ноччум дитгертер и уктахун ночи сингаттан бал битгертер Окчауи дитер туолой изда ال توتلور دي تاتديش اديستي وين احبوح صوتيقيتين تاع هما تنس ايوه دي تاتديش وبشي حي خام دايوي تقدي تديش اشتاي دوي دلز واخي هو دي شوي Эдем, а по чуть-чуть он дуэлла так, что интересно. Шикарно дуэль, Им худа хочет, что хочет, а не сто поматься. Да он да, я Далее, сейчас отлично. Алло, هاي голос خيتر وهدا ديز بوخ شو هما دي دا تشوغو Вот так цундел, заранее дамаила. Амел эрдега хош, эмин обратно. Дела хани он что хош хай. Эя, да хай что хажика. Ветеран, амел бен саволе там вистхала. ويستغل انتي روان كان уже психология өзüm хайнек вечерник ишт швавадица der что хош о халхер душун тажим собрица хо Дохайло руатро ветераник вистал арви росо висткнигердари додаш венават он баш венават ветеран Через матчом сюда. خي شو يستغل Ветеран, салам алейкум. عليكم سلام بار شو Ветеран, هو شو شو مجيء على دوتشة وقوي جينا وقت قدر إبراهيم راديو مارشو Вентентер хош дали пойман сити куд шнах я шока чу хайжини и программа жур блёна абон ханюка майя арвал хабахул сих سيخ رويلا ветеран شه وديون سيخ ودائف راس دائل تجين كيركيني نبرات سدن هم ديتو يخرزوا دائل представь анал сагват
بطل ما هو بالبور بويا تو جوكت باش تير كانال تيوان شو تير دو توجي تير ويلي تير أورا ويلي ده представь хочу что ли я что делаю там на сих эруэлла бошта хочу я таю хаден не вожу короче кристей шватен чего вы цацакли что может не шмалу и все у нас нормально как что дик манистел дик да что такое Zaum berdere in so ko elchun. Werur han niqo wish shun ta ist wel all dat hadit za buiwe za ne buiwe. Hadit za parte khil yes ya za nach khil bezoin omen Deutsch. Mich abu bits as bacht za ne wird bitish. مش مش عبوش هانيو قوغا شويته من ني ثاني اش بويت قومن سينغت تنبيش قومن بالكش قومن مش عبو حبيتيش يا قومن ليش قومن ماستري بو شو عاشوشين سو يقخ ان قومن ماستري بو بيو قومن ماستري بات قومن ماستري بات شو قول والله قردوش تكتغزون alert اوات صونا قال والله قال ول شو كشوغنش تاكوك بسنشين عقل والله دينن لوش قوما لوش بوصل دينن لوش تيجي بول لا أنا واستموصل قتالوك موصل أجل شوية تعمل أسوبة خايون هاي بوصل بول هاي شو أهلا مزديش أطيبا سونا كيتشانا قوما نهر مشكوشو صدوق شار قوما نهر بالي دل يوم شخزو صدوقو إناخ بوتاري قميلش ديش ناخ إيغابيش كلاكش إتغاسكش عربوش ويقومت يهليلينك هون مجي سون تمك باز هون تجينش جينسون تيردو شين قاه حبيتيش إناخ قومن بالبوش بولناخ سون تقوي كدير وارش تاق قومن بالبوش بش دير تقوق يا تورتي عبش تقوسونه خوزي حبهكن ناخ إدين توان بالرتا بويت حبهكن دين دوتش بول ناخ تقوسون استانيوك يهدوم دات استات ناخ تيدينو ما تليرش يش ناق واستي بات قومن يش يحيان تا والين بالغ ناخ بات يتير نش دوتش حبيتي ناخ قومن بالبوش بش حبيتيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنت بصائر والقشور بشي أباس نبالبور ايوه بوصلنا بيزرخصون بوصلنا بيشلاش واصل تا بوصل باتوش Milo Sogorski noći jure osob svoj pasport a izdiješu čečenski gorski jure tajpan terlovolš Hvala žukčan za elo ja šmac halahiš da mino ronin zek ta da apušen mohol je huci je apušen ujhaj dože tulši mac qita uvish ronin zelš sanal yalahšiš o teslo busal assalamualaikum teslo السلام عليكم أحبسوا بسقبوي حقا بيشتروا عشوي لقصك أتزوات سقدن يعار الله يسلمهم بوصل يعار صوت بكست فنارك تان ليخ بيزربو إجدينا سندير سوقون بوصل السلام عليكم
Santa Rosalia Res Huilon. Tanto Rosalia, Domras, Pastros, Alhamdulillah. Mohamedus, Allahos. Allah воскресе. Allah воскресе. Им ничего аяш, из-за бусов бош Иронин, олак, джо бусов болчтер, мадарон, и бусов дин хомца олич, турдяха, невроби. Сразу Элла. Но ца игра гинеон беши ца роу яти хай что кварт халбола цунати роу тух цунра следующий кварт бол что ты ронши. Что есть юж сан что на оргол хала уил что хавист магала бешти леон. Рамзан Ахматович, воочай моджа, чмо боду роли. Сочу моджа, иш das üdrisch. Бусовна. Интеллектуал адисник, я картин, чего представить его нас, короче. Ронин, он не адишь, ерша я здесь, я царикшур халат яш джоуич. Пауяца есть, сан кварт карандият есть. Хотя бы кварт лич монтелоза дарит не за. Хота бусул на вашен хуал дерчу абу Даяла хуа ашо даяла хо ик олё таат эло ва ик олё ала истаца Суннат ди. даял богу ца даял Петушица моде бог. ой да Апушен вимо, аш петушица на адам. шон хуял хиет На ходоха. Омир биат на петушица дечо. Но ба что он те что цуна, короче, вы такие я шу, я бутал хаку. Бусул так гуша бош гейтраш. Вейсен бусул так хирвати. Маша и Аллах. Аз полностью хлбо бусал шед дахк дел сюли тогаца доиш. Полностью Коран Камасутра шадо хадис телуч. Сон координар было больше. Полностью, обратишь полностью. Ну, как это полностью? Ты что? Где я харчеваться буду? И вайбусул биш на ухи. Махрам мецюис хучва. Махрам мой еще молел, хочу чаще махрам мецюис решать. Абу Муса махрам, абу. Кучалки, Аллах воскресил логия, кучал. То есть на слова пишется тешь, а без махрама лел что. Инс халго чуэла гой бусул ваш вахристия моэцев, цуна моэлишта. Шижа. الله شو يرودين على واحد بصوا واحد سوي واحد محمد سنقيري إنه خيتي وأنا رجع تندي أوتو بصوا واحد شنو وين بيخطبوا وقتك كذا ما دري سوي أبو الله محرم شو كويس Законно бусул такой, мадиц харстик, законно бусул такой, как сказал наш пророк нынешнего времени, имам Шамиль Маликов, настоящий мусульманин должен либо сидеть в тюрьме, либо гнить в окопах. Тесла, признание Абу, признание Мегадария скучала. Можем дать. Мы что такие ешь меттегиона, лучше ладу шат илах, короче. Нага сан исповедала, хочу исповедь, короче, плец. Хажа, заслана я это не бош. Миссию я спалила, короче, миссию чакца ела, so как бы я Абу Кирилли, кой да бахя это не Абу Кирилли, кой любым способом Короче, напиши это в холцу на А4 листок. Я сон хатассу ой лион, короче, заслан. Тесла 275 дош, ходя что Аллах и Коран что арбо дош доч. Я хуял, мечер долец. Ну, Аллах способен на всякую вещь. Дичь, на всякую дичь. Да, на всякую дичь и на всякую вещь. Пути Господня неисповедимые. Пути Аллаха неисповедимы. Пути Маши и Аллы неисповедимы. Это серьезно, Бона, 275 слов не арабских в Коране. Ихуда, да? Бах, это Коран на арабском языке. Там не есть тацах, да?
Allah, балабол, зол 275 точно арабский. Слово алдизри, этот Коран на арабском языке, кроме 275 слов алдизра, то есть это ехать на цу. Просто думайся, Тесла, в начале 2000-х годов Бельбон, они скрывались под чужими именами из-за угрозы безопасности, живя в европейских странах. Просто вдумайся. Хайря, кувершен, террористчатер гребаный. Хорошо, не может вот киец сарштаны, уж буйкуда европейский, востоковеч, арабовеч, шунядинш. Они вот полностью разложили это Камасутру, нашли в нем 275 неарабских слов, и само слово, это Коран, это сирийское. Ишь там тебя, докдон, вообще сирийский мотта язин дуи, и хак шуш, огласок шолов, ласком мотта, и огласок шец, еще даях, и полностью кич мотта бишлой. Тесла, если Коран попытаться разобрать его этимологию на чеченском. Да что у тебя, Коран? Да. Не знаю, Коран. Как бы и закрыл, как ехать ценно, кеду и дуй. Коран. Что передали в руки, типа? Не, вайца ор, ама олицуна, ор олец. Оран ол. Давай не томи свою версию. Не, мы же обсуждали это. Типа глухой ор. Оран. Аллах'ın deyil, değil mostuk muğul, deyil çuğurdarıyor. Ну, ты сунаш, загадки они, откуда они, Аллах и мостах, дели моста, он гуля автоматически. Аллах, ты его разве? Ронин, чума вельня, платтер дует, что это такое, короче? Ну, и вообще опущенный, забыл Хабашевич, поэморвать. 1973 Бухари, 90 муслим хадисту, ты чуа поэморва, боши, дейнен аннешт, боши, буя хакю, и элба ол, лошегиш, дайелхум, один истикчайший грехов. Это опущенный, та ешь, ятхшай поэморах, это динах, но сухокар хубоха, хосо вешит рубох кодинах, а свобоха, бог. Называется шок делать. Хочешь бешиться, бешься, на сохон ваш вешу. Я что, лысый, что? Я еще не лысый. Цачом ты бешься, цудинах, из инцохчулеал, шер, бузоби бо, шер. Цачо, це петушин, угрож. Да, гендер. Эпштейн, что на губу Тесла представляет, я уху, Аллах, хиджа бятец, то шелкабе, и калатес, бишь до беш никак, но полный бусол бож, эндуэн кочу, что это? Не, по-моему, он ищца, Мухаммад Санна ищца бьёхца вялле, и ищор делишь сахилатига, там у них там 14 лет ищет, по-моему. С 14, по-моему, у него они были. Ищ ген, не смог он, короче. Цадина, 9, цадина. Да. 9 лет лишним. Полностью бусол зал, да, Тесла не половозрела, ярцо. Да, он, наверное, стремился быть этим полностью цунадатору Ахмабар из-за Яцецу, но все же не смог он докинуть. 6130, это было речь, а как раз таки Айша не половозрела, ярбог. Девушка, у которой еще не начались 65-й, 44-й, 20-й развод мой объясняет, да, шук Аллах, трон туахин, гуэлт куакбаха. Да, даже Эпштейна, как бы, не смог он покорить эти вершины на нашего этого возлюбленного пророка. Тесла, что инцел с меча дарбов, интереска гучтой дубовой. А инцел си до кахар, ерец, хотя хватит на варе, ладвечил.
Что же чех бош барха что дерьмо гочел швац аж муална ша бош тон ула гюч. Сирия вар шами и вогру бош махди вогру бош и кифиевиаци ан хави ан ишца. Момент хилцаиз даволуш. И губа просто, да, короче, почему вы начали бош? Ну, начали, начали точки. Жук приказ дел адил дел дубо. Сон приказ дал зажук ты вац подинеде. Шау связи вака сунты далу шозетшун. Горский. Горский, чеченский юрил. Голдберг и Шмидт сун телефон тё даволу иш даволу нукса, короче. Эпштейн вац, су прям Израиле телефон хатё. Сюк Жабраилова, чор я чалаху. Так могила его алаш един модер дадича отдельный квадратный османированный публичный дом дочь хавори да еще короче вечно отца боч арши муджач сата гец и что дадица модер шаун отдельный квадратный османирю бош Жабраилович чорксе гец красный на гец Аллах это лон аяч. Да. Вы ахи брат Эпштейн законный, Абу Эпштейн законный вы ахи брат. Просто это Тесла, а так гола, не Нетаньяху, день то бо, also худа то ушло, с худин то суна, за омна, бейдаудал. Нетаньяху, день. Отегола. Кего утавать я Типа отегола, зверюец один на один ойл фор. Прямо учи. Почва цагирон шоне де боржеяла. Шулбе сам белыш. непонятно, кюкер. Нетаньяху вие швацкан, но почему-то массу сунитос Нетаньяху цавель шиит шахлиеч мабу. Какой-то это непонятное этот Российский мусульман шиит бу дал. Жуктыш дал. Хитабеш шебеш короче. Это не хоть что цакет Ибрахим идут, что российский беша и с теми бу. То есть вот идут и кверчу миксер хайзер идут одновременно за шиитов будешь против американца, одновременно за суннитов будешь против шиитов. То есть короче непонятный ёптер, расплывчатый ёптер позиции. Полный проклад щук использовать, что я на всех. Соборди. Дочо дики азим дал холок бол жукти цан одяш беш цан омелд. И шо аруат трактор то чо бе хрхе. Амад хажа вар христиан уйде те собаки Аллаха бах. Йо Путин вац христиан сон кига муат хайқрх бах чо до квартире он. Сочи он. И докош. То есть 300 Нет, так ходу хэр массу един ларбеш буй, ярик араб буй сунич. Массу не знаю, нах ама беш дин объяснять деш. Уж массу за этих самых сионистов мабушу шиичи слечь. То есть как это у вас в голове это уживается цахьецу? Тесла сама, Хоке нанят, бузовшный нан, и проститут дубош большевичи, ты мухой тоже. Да и вас, ну шиичин, допустим, первый чбатушится, и просто американчин хютрен лешхал бушнен. Но хакар сунницкий те ерик подчалш, массу суннич, Иордан ербеш, массу Саудовская Аравия ербеш, Катар ербеш, Дебок беш, массу даже и Сирия ербеш, массу пока что с этими, с американцами и с Цабиш был джуктиш сана, Иран нахлиешь, мабут, непонятно, куда он короче, уж за кого бош, уже непонятно, наши или это не наши бош, санца запутаться день, что на терхе так сунешь. Да, Тесла, ich tallieren teilen, ich жим хумлив, Я придумал.
Я им решение. И короче, хотят последовательно хилит, а позиция, ишь бает, может в шиизм перейти, да удар тяться, так, шашдуется, шашлилыш, цацамух, это хиреакция в одном этом. Юктиш бьёхом шубош, ихом ждится уже законных основаниях, хирдарцер, шиич поддерживать это на законных основаниях, да мегардарцари. А то получается совершенно страшный разброд и шатание, короче. То шиич бьёхом, что то жуктится вместе, то жуктиш сан хоршбу, непонятно, короче. Шиизм делает из метцун царь. Да, он будет здесь, а хокарил буэржем, есть он еще, по крайней мере, последовательные позиции хирюпции, короче, оттуда уже их будет легче вытащить. Все же Сунич вообще, короче, да я Ахли Сунна, Валь-Джамаа, опущенные течения, Тесла, самые опущенные течения в исламе, Ахли Сунна. Американщина опустительный, больше, жуктышин опустительный, больше, короче, малнищин опустительный. Цахума Байден братья, цахума я скажу, полностью за счет... Я хочу полностью. То есть хотя бы Джим Берш бешбат, эти идеологии, хотя то же самое, да, лидер идеологии, но хотя бы на ступеньку круче. Тест хаусер дой бог. И мацхол что ты фер. Мацхол дези. Тест хаусер дой как. Доктор. Тест гуштат свой, массу вариант построить один кандидат полностью да модель уже. Очеич. В Европе واهم دقدون هم Европе уже опутаны келахи нашят. Вот так больше ла отца Российской Федерации Конституции пише хвастен чикшер хвату дуала. Царя Коран та $100 дон шишелмет. Виндетта, не отвечаю. Что с Путиным, лучше хаздать от Турции, чуть будет. Плюс 32. Да, научим там, цакиетер тикток, садик. Да, хочу стукачок, что полностью добыть. Тесла сона яшкал матуяхат 3 апрель хачился. Ну, он заделал тюахир, отирваться. Да, это не стало, вот это. Сана и матюро. Изер луж лачат, 130 так чувал, что еды да. So чур эрвел, да? So чувал это, что он хавел, да? Лода докш бектур. Лев Лещенко, Аллаха, и мелодии. Нетаньяху, они буэршум. Аллаху, Аллах швали. Нетаньяху, молодец. А вот ахата давно кадали. Бисмилlah. Аллах воскресе. Ночи, бусал, ладно, цель ночи, ой, баш так, цолерк, чукту, что его, ада, чего ночи. Чукту, что лацабан вот, скажем. Его шенд гласони, Вецове, цабан вот, ту, что люк ночь как раз таки, джуг. Табин вот, что, цан лилгат, лилу, еще ка. Понятно. Ронин, Энвия там будет, да, цвела. Юндей Барас, Хархудич, Намзахи, Халазана Берш Сагуи, цу как бы его кормили, цу и, короче, ответственность, Танах, Буцун, понимаешь, который от него зависит, от его защиты, от его этого, не знаю, Ялтаться, ну мага. Цундела, и цабим вати даха и тмассан, чтобы его случайно там, короче, по беспределу или не знаю, ну ларви, короче, в каких ситуациях дахает. Просто мерю и просто дальше. И солнца хельча автоматически, кто от него зависел, он попадает в ситуацию смертельную практически. И жукчах мастер боряч, але жукче шун я хочет.
شيء مواصلات سندوع دوش دا خيا شو جكش شو вообще شو مش قيتشتو شيء بيتصالح مواصلي بس سنديل короче سونيش حقوش لما ده مواصلي ما باتي وتسلا سونم تاعها جكش بوصلشنا انا просто тут дубош شيء شبوغ هذا наоборот, иштум куса кожуктиш. Да, модиц ол царствек, даже что движешь. Хол, представляете, шеич открыто дня нахеш, мат проверна проститутка бош. Ёж вот цан хумцо бох, жукты бухом шо. شيء تابوش مو سارش لوزر مو بات Да, это не го, то дели. Се оман ода етлом хербърса бадик дич. Се деда ватси. Вола аре, аз вознеясан он оман оком да это дерзинг. Том добавил мне к швушам, кстати, есть признаки, что там самая короткая Третья мировая война или Первая педофильская война сейчас закончится, возможно. Не, Тесла опущенный чар болен бол, там гейн маца будет сатэг ма я хайр хал хайрла гет я худшек так цол хайр хут уамири. Это Вообще-то учитываться деш бацер лучшим вообще. На понт лати яхан спектакль Тесла из голой задницы эралилхан. Мультфильмш гейт андин. Первая пушистиковская, бацтер. Первая педофильская это. Не, пушистик, бацтер, пушистиковская. Да, и с той стороны педофилшбу, и с этой стороны педофилшбу. Заместе попасть на педофилшбу. То есть это законная мировая педофильская война. Тесла воует пушистик вац, любой чараси, а ты вообще будешь. Просто да, тоже хотя такая чата ватса гош, тоже оушса кедрасы, а там Россия. Дел дама, чего пушина его Кажи, да, я говорю, да, ну, а жагает, короче, еще что пустить его kasi. Затешься, и лев Аллахову. واحد أبيض شليس وشكلين ده بيشوف يا سويت دوخهم وقالنا شيء ده ما يعرفنا سليت نقولنا شوي وقت أنا لابس كتوشيت سمودي السلام عليكم الله يعيش مارشالدو سو فلسطين وانور ريكشنا غونيا ما شاء الله ما شاء الله да مسكت الله воскресе الله воскресе هم داعش بو داعش مصري غونيا وانور هنسي باسخا مدايت دو Буду педофил, что уже лечь будет аспель. Да, обл дуэл масери. هم تعام дат. Хоча хило, Христанос, твоет, из поздравить твой. Дитстан лерс, хоча хэшки дурза. اسم قايقات يا حر حاجة وانا اليرو بالله وداشتو شو ما ادري да دو بسول يوش كوي حباب يزردو كوي حباب يزردو ديكدو اسم и Крис Листво. ها تسلا ладу шум сам просто ладу шу ладу Dabari говорит, койки лах, короче, стечки не халдалачин айл, короче, пространство мое тиги свободное. Пугая старух. Закон Арсенал наложил рюцик, как случай. Дрон. Дрон. Абу Кирилл, и табачные. Дрон вылетаешь. Абу Кирилл, и контрабанда. Лес я окшлила шербуайку. Буде куи берлиан Газга и тяхки, кена геал рючичвал. أعوذ بالله плюс 32. أعوذ بالله أستغفر الله. إبراهيم وشتان ما تشوف شو ليش بو يا إبشتين غوت لنقل
И тлярца уж чилелш больше на терхила, есть он си хуннерочи мягдо або что там босу. Тесла, Бога суннит звоишь, лебо. Крестоносец был фигуратор. И то и одмеш душ, вы сейны крылут я, соцсет морали, душ Ватсонсон, да. И Эпштейн, и одмеш да орал, и мечердал духа, да, мацукусу. И распространять ее, и, короче, ну, и на самом деле, политический бол бежал того, политик, он шантажирует, бежишь, заманивать, бежишь, делаешь. Но хинца, и хумца как бы нахана, и цункардахка, и сектант, вари, одиночек, вари, нахву урцу, и хум бошишь, в эту плоскость дахилуш просто пропагандеризм. Тишь ват на самом деле, все уже знают, что к чему я. Ich habe nicht dabei Heizo Ашхалапа, что типа, да, Тесла, я рук бяхтивы, Да, нет, Хиза тоже у них, конечно, там шей Исаду, Маза, Хилхерюцер, но его главная цель была и Голцуна, в чем-то замазать человека, которого по-другому на него нельзя повлиять. Миллиард ахча должен, так гуха, короче, так хун асуху. Купить я тебя не могу. Нет у меня такой возможности, потому что ты не нуждаешься в деньгах, короче. А нам срочно нужно тебя использовать. Так и острова, и оттиги камер, шриттин, и годами популярность нах туда приглашать, беш актер знаменитый, там ахчал, какой-то актер пригласить, то на вечеринку, нах было. И потихоньку я тебя тоже туда завлекаю, и когда ты хлопнешь там несколько стаканов вина, я тебе холцана, говори, я россиерца, хаялинца, шмаряц, там 15 лет, там 16 лет. И он хочет свести, ой, естественно, съемка, и потом ты, когда очухаешься, все, ты попался. Там еще знаешь, что можно легко? Голцера, несовершеннолетнюю, которая док делал, ждать, которую можно технично, как бы, даже саму Эрдон, Меллуала туда-сюда, как бы, чтобы еще лучше тебя за хвост потом взять, да, чтобы... Да, за 20 лет своей работы он там много чего было, и он потом вообще обнаглел, и там и 14 лет были. То есть вы и я, хотя бы хоббюхума, я хотя педофил, но хоть вечеринки ухан, а если ты напился, все, ты попал в его сети. Потом ты не верблюд бог, не докажешь ты. Я не знал, что ей 16 лет. Я не знал, что это. Иша из Удбея Штуйцарус, россиец, она краснодарец, она какое-то агентство. Я через него хотел пошхалаться. Это понятно, потому что в России у них возможность была негрш бахш сахалацу только вот этих красивых блондинистых там по России, где их только можно найти. Ишхат Якоша. И поскольку они не граждане США, то там просто паспорт там пугнуть, джим ахча, обратно на хажинчан, короче. У них все работало, это было поставлено фактически на поток у него. Тесла, представь, ты Абу Кириллин подписаться давай, чего, мял дезаккаунт, вы не можете подписаться на Абу Кирилла из-за настроек аккаунта приватности. Да, хорошо, что все. Абу Кирилл. Вот редакол, да ешь лезом подписаться. Ну, вот он подпись, только что. Да, Божий человек. За 10 миллионов просмотров, что ж, канал Мадула, и вот была подписать. Стихаря, короче, дик канал раскрутить. Да он, троху задохся. То есть я все рекламирую видео, я класс видео, Оля. И должен такой, мы тренер должен такой, да, как раз будет реклама. Ты чистый. Там много чего, кто в этих
побывал за это время. Почти что массу влиятельной, богатой фигурят он успел зацепить вот в эту неосознанную такую репутацию и бехеш, короче. Ну просто уже ты как бы будешь ходить под его угрозой, что он скажет, что вот то вечеринки несовершеннолетние. И он у нас был. Ты Абу Карим, он подарок даже сядет, лох, он такой зволш. Измовый фактически представитель. Абу Карим, где-то подписано, могу. حرقية كانت بدويس التكية يشتيك صابر От Абу Кирилл холгас койбат сучу кайца Абу Кирилл виллурук. صورة يعيش بس على البودكاست سؤال أبو تعشيد واحد свободно чувакан европеген вал рух Путин. ветеранку чвауи. Сват, дух его здесь. Маршал душик, я что, да, хан. Евронохчи появился, Марш Войл. Маршал Гуль Тесла, Мичао, тэнкс ю швагуш хэш моа. Царши дау рон ядер Никос Машин Седер Чейдович. Первая педофильская война закончится, короче, Третьей мировой, который называют. Залег на дно. Цауалет, Амина, подписка шия бога, блокировать новина, канал что. Просто уже حاجة حطريتي وقصو جالب ده ستعوق مودر بوكشياتس تغاس بيك حلوة قروق تجرس بقان سنابتقيش شوية اليرسو تيجي سيفوني واتن دعويش غيرش قولش واش كارو سنابتقيش شو ايه Erno čo, Allah воскресит, что он цокот беса. Да, вот это. Солнце шел, и трюкся, нормально, да, вот. Мои эти кефирские Аллах Пейхмар хахви, Аллах хахви, бусув нахдат. Моду хейн уже стопер плюс 32 должность. Tesla marhaba tās jādu moči, busobdien, atdēt, madi, savi buvādi muslim čvā. 106, 1106, 1107, до 10 savi buvādi čvā из, короче, хадис. Поэмар вац, прям глава, пророк целовался во время месяца Рамадан, короче, бога Мархадолш. Че зудри наложнич пацерцан. Ой, хадис. Подожди, если он месяц Рамадан это делал, то представляешь, что он делал в остальные месяцы? Хадис штан, дадаузич, да, ты абахкан. Ханенц ты душеш сосац. Саненц диета бо. Шай зударш ди бо ага, короче. Ханенц сосац то волша. واحد ده أطيق ده قصين سنين هو أدرس له والله إذا هو الحاجة إذا والله زاد خشايا كان إسكويرت خشايا تيا عميرة توش أبوستيت وأخوس ما يو وبش كويرت عندك أبعد يصور ده الحكام زلبكيرون هون يغلس زلبكيرون تنونا ده هنساجسه чужой я не подвязаюсь, но евронохчу чувствуется езин цец и даешиш йо важный пцео Лео Галилео царапуется его поет борче Галилео Амин посолница 33 розел. Я вот ли есть Ибрахим делаешь, если масса подписка камера тоже, а что подписки, масса подписаться, да есть, самое хорошее. Аллах рез рукой. Ветеран. Аллах, кал вершин, подписать, мял дечун. Амин, дохуй, да,
Dolso lēmums dol, man būs lēmums, jādus. وتشواو ماش فوق التراب حصل إذا وقت نعيد إيرالانس ونحوزه وقت لعش يا زوج سمعت سامات هسه برواش أنا على صهور سيران كالك آخر وحتى آخر خايتاسود أيوه قرون ديك دوي تيران كالكي سقوط نقع بقوت شوات سو سيسر نابلج نقول شورا تاك نوي مارك تيوي يرسو تاك نوي مارك تي تاك عاش ماي просто خايد بورس حاجة بتيران شو جيت سمعت تريد إيش شقو ساعة كالك آخر مور سيران كالكي هاي برواش أبو خلدي هابا خلدي هاي واحد يلشطو يشو خلدي هاميو خلدي هاميو خلدي ديفيد تي أديني يدقتك ديواتكي أديني كأسون تيجي ملشيت كأسون نو كالكي عصو اتشنك بيت شوال شوات سلنا نوي ماركت كنيجني شوال يرسو يقتكاتي كنيجني يول تيجو نوي ماركت أول شو نابرج نوال أول شو يبادي قال سا مجوعش يشغل قورش ليل شورس بادي قال شو واتسابي أقول صيخة يا حريات قرصاز وصوت يبدأ أصلاً دو واتساب يقدر عمي واتساب دو سكاز Literalno, Ervolčena, es mažion, kas nā lielā što Hrvats, kabzone pariksan, Ervolčena, teotoš maži. أسا أربعة زودري دوغردات زودري دوغراتي أربعة كواتياتي كواتشي وهي كوارتير شل ما هالشو أرولكسو تيري كواتشي وهي كوكتا بتشكشي تيري شل ما يوحشتا وإدر مواتر تاقبو خود أيوش حمو وإدر وصوت عمي تيراني أربو جيش صيوت شو إشتبيش خزو قوة Вот челбанчу цачу или лилур мау, если что, да эйлу ахуеза. Deutschlätscher goa, hayazale apushne. Avek bonas haydeni nanni bo samshi chegi. Hapaemar bo iziat apushne yat zu hadis diten hosanol ubludakan. 5973 соя Буаредон, 90 соя Муслим Дон. Сом хапаемар бо изят апушин. Ицу ватади чисо нохчу схадана хайхордас но хом ю апушин. Иц хайдин яхта гятсо. ونوختشن وآيات وتج هون أجي نعتني ديني ناني إشتا تقوتش داتي داتي هوس راز أبوشن يري نمستي نيت غديت كاسي إيش شيء بيمر يخسيانتا يشوخت يابا خاتشي أزدادا إتنان بيتش 1973 دون 90 дон. Глава о поношении, то есть один из тягчайших грехов дон хинц хайдени нани элла ахсун сейчунум се элла сейчун аирдец. Он дальше мечена алдиш муди, очо кнопкштити ошса олш. Нохчен нех да нан хай хош халили терват нохч апушин вируах. Тир хачай оқрион. Из буарждо цогангер мирата яхқорио юртера. Еда Es hypoemor ja قابل يا شباب شو موندي تاني ألخ يهدت تاني بوخي وين قشتو تاني إيرادو وي إيردات وي تاسجن يا شو ما دات مقامت آية تر حديث هر دكتور لي كيو ما دات وي صباح وي قلت ما يدين شنو كان مش قابل تصدق كان وقشي الدنيا دي قابل دفيش يبيخل قابل سيهو يبيخل ما يتونتا يتيو أبرز جيزي توليلين نجمدو شون دي زح تدي زح توليلين ويتوني خطيتي زميشات إبرينيمات تشيلا معدات شن تعلقوك دويش تا موردو هرسون يوش لات بخير جاخورش شون يشع تيشع دجمدو حديث آيات يشخيص نردلو مش داتش حلقة مش ناخن دوزات تدوزر دوتوش ناتر حجرش ياتر ماجكش موالنش ماتر هال سويت ايضا دوش ناخن دين دوش نات داش بقى ناخ لامش دياش بنقع بي لامز دياش واتر ناخ تا جوال هو لامز دياش شوي تويت حل مودرن تح لا شون تحوش انت تا مرز وشو دا دل انت احلك اول شتركس
In çövetçen hudur alişun. Payt boçdalar da şunum. So lamaz da çövet alır. Asbalar hal hudur hayşun şa çövetçen. Çödü al hoy alır. Çemerdu. Hin çödur. Uje keçera düç düşün. Sa düç. Uje keçera düç. Lamaz da çövet so. Прицати, чують, що холема здаються, бо ж чув, но викло вірчула. Чемер чудвел, лема здаються, і гуду хайшунця. Роди лат квардін гульцунця паспорт дує, це лемас. Лема здаються, багато, бо ж лема здає, хай ко іменно лема здаються, моват. Цуно ця паспорт це дє, що хай нохчі гумаліл діє бас. Ас і ця бехум, що йомшіш багар, ах, хонахан це віз. هناك يوم شليل دو يوحدو غال تا مسي انير كاد بي انير بوش ما يهديت وي تا مس تا كاد اتنام داني ديشا وخودش ما يت جورويل والوش وران دا جنيرل وي دا قاد يش نوخشي باي ابوش ازشكا مسيت باجر تقوي نخبوكي غاسكي تا جورويل حواليش دادو ير شنوتي وي هما ميلو بروبليم دايولتي وي داني سلو شنوتي نوخشي چو مسيش داني سلو شنوتي هم تا نوخشي چو خش دوكو ارا خش ديل نخ ها اتوكل تا مسيال ورقوي تا كات بار بوي داني سلو دو هما دير دي سلو دات نوخشي يومش نسته دوكو مش دو يوك يعني نسته وتيومش دوكو يدوتش دان لانا بوردو دير ميال دوت بوردو وكشوه عبيش بوك نخ شو خوشين بوش عبيش بو أصبح توان بالي نخ إدين نهو يوروبي حبود دا ترقيدم دات ويوروبي حتى تعمش دينو كسنا ماش دويت خطيا اتمش وحشي عيدان دو حلوم شلوتشا شين رشيا اتمش شوق كسنا دويت قي ماش تامشي نه بوكوش بيسات يوق ناغي شين دو حلوشيا تاشي كولتورم تتسلوتشا بوغ بيش بواتشي هناخ إش قاباكوش أش اتسل ديك نه بوكوش هوكار اتشاش تليه تسان ديك دواش سألوش بولناخ بوي غير قلق بلغا دارنست بوخوش دوي تعدوك تعم قولش неблагодарных уродливое племя уж. Сам ду неблагодарных уродливое племя. Та неблагодарный нахбу. Хокер идиц диш до кордину неблагодарный хилба хот элахчи хайни. Ху хайдвезел капчи хобалет я бесплат битиха ош кест бушун ош мастри бушун бош и методички ти хаязиню. Хош люр бу удир дукер. Хондач эт и شاشبوك اتخواتن واتشوكا ليه ميقردو باحتون ليه ميقردو زودو هو حيز ووه كاكير ميكشدوك يوم دات وين تسمي كون تسمي وين نوكشي غلق يا إدوت ديل تسمي خيو ما دات ويلسو Здравствуйте, добрый день. Приветствуем. Приходи свободно. Я хотел вопрос задать. Здесь речь о чем идет? Я новенький просто в этом. Любая тема приветствуется. Вот радио Маршур, то, что наверху написано, это означает радио свобода. Главное соблюдать культуру общения. Любые темы приветствуются, там, религиозные, политические, исторические, без разницы. Ага, понятно. Здесь сейчас речь о исламе идет, да? Ну, можно такую тему тоже поднять. Вы мусульманин? Нет, брат, я не мусульманин. Ну, здесь любые темы интересные, важные темы, познавательные темы. Можно здесь всякую, ну, только, как говорят, некоторые хотят нас потянуть, пишут всякие похабщину. Вот. Мы стараемся от этого как-то старым, но не получается у нас. Любая тема. Вы чеченец, да, брат? Да. Я очень уважаю, очень много достойных, брат. Тех мы не разбираем по национальности. Чеченцы не разбирают. Они, как у нас этикет взаимоотношений со всеми. Ну, просто у нас религия. По религии ты должен разбирать человека. Ты его хотя первый раз видишь, он может с тобой как-то по-хорошему хочет видеть тебя в человека, даже может он и рад тебе помочь, как здесь Европа помогает. Но религия настраивает нас
Для этого человек совершенно по-другому. Вроде он хороший человек, он как ты не разбирает, какой ты религии, он тебя не спрашивает, какой религии придерживаешь, даже он тебя национальность не спрашивает. Он человек, у него человеческое качество. Он вроде с тобой как, а ты заранее настроен против него, ты мусульманин, нет, ты тогда уже все, мне с тобой нельзя. Это не человеческие качества. Чеченцы раньше отличали всех гостеприимностью, их обычаи, традиции хвалили. Но сегодня нам нечем хвалиться, потому что своего родного чеченского у нас мало осталось. Первое, что мы дали свои имена. И потихоньку, по шагу уступаем свои традиции, обычаи, все. В конце концов, сегодня мы называем, что я сначала мусульманин, потом чеченец. А потом мы даже будем говорить, я мусульманин, даже чеченец не будем говорить. Вот это чеченец, вот это мы хотим сохранить. Я все. Угу. Конечно, у каждого есть свои права. Кто как хочет, кто как должен, как бы от себя зависит. Ты сам откуда, брат? Я из Казахстана, брат. Ну, не казах. Короче, живешь там. Да, брат. Просто считайте, мы, чеченский народ сегодня в таком состоянии, ни свободы, ничего. Чеченский народ подавлен. С одной стороны, Россия нас уничтожила, на протяжении 400 лет уничтожала нас. И с другой стороны, религия давит нас, отнимает все, что есть у нас чеченское. Мы сегодня не можем против этой религии противостоять и против России, потому что религия тоже давит. Спасибо за подарки, всем барков, Алшахел. Дикус грема и науна. Тухат захиц гилсом сахиса сооча собраться здесь. Баракалла, всем баракалла. Макс, поднимись, если хочешь. Ладно, братья и сестры, короче, всем удачи вам. Я не хочу здесь помещать, у каждого свое, как бы, как хотите, как это делаете. Все, удачи вам во всем. Тебе тоже всего хорошего. Все, давай. Так, Лев Лещенко, Аллаха. 53 шудуса, 43 шудат. Подожди, моя 54 хочешь, Юй. Интересен, bu koçaha pensiya, öte pensiya doğum, çadoğum уже. دعاء بنتي دعاء موت سؤال أصلا نسأل موت بيش ما يس دعاء أختي دوسم ما قدرتش أوديك عشو سدال حد يلا سعادتك просто Ронин, при чем тут? Ответишь Ронина. Сумпятся. إبراهيم حيز يسوق شو راديو ما شو شيء شو خسق شو يور سوق حيز يسوق ما يزي على سوق ما بوقش كتر عديتيش شدال دش عديت سو دلا خوشوا صحيح زويت تعوق تيلا ريش إنسان حلا توريرس
انت دعقتي شو صوي دات جست دات سقر مبوخ بوقت دوق بنتي شو قال مبوخ بيتر كاك شو دو شادك اش دوت بوق دوق عدتيش اسيت الو تشلش نا واو Я не делаю. Хундиальто эс хагукто чеша. Зачем хундиальто? Хагубаву самила вела. 43 листа, Саша дети делается. 44 дуса. Или 54, да я не знаю. Ты хочешь, ты дуса, можешь дуса. Хотя все лично гина с паспорт, освайс, гица, он вас почему? Что скажешь? Куда это так? Стоша дела садуки. Соканья жут хочет, а фунду да. Делается суном. Пай море зучун мас шо дар два харцо ялуш. Ис шо цахила? Первый чун. لا كيف تخلى بيت عندك حق حديث إنومر إشادك كنت كوارت من شعبه يعني سمعت أمريكا ميلو وقتيش شيء لا وعيق شيء لا عزبلكي وقتي أشتينا بيلوتر دوقس سعود إبراهيم براوش ديس أريوس دي دعاء ديلش أريوس ديريس فول على عمل فلان تازا دول أشياء ميمو ده ميمو كاتيجوري ساعدك ليش كده تروح وقت ساعات من حبيبتي ويشين Дух. Михась, ты поднялся? Как твои дела? Мои хорошо, Мин, твои как? Обращай внимание, да, вот что там пишут. Как выглядим? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال شيخ. Валейкум. Я тут смотрю, всем интересна личная жизнь присутствующих. Да? И вообще, чувак, из Нигер баздык вещь. Валейкум, во Христе. Сабу собом ночью. Михась, ты мусульманин? Да, я мусульманин. Сколько процентов? Ну, 71%. Это лишь одному Аллаху известно, насколько я мусульманин. Ну, это очень интересная позиция. Это даже лучше, чем моя. Ассаламу алейкум ворахматуллахи вабаракатуху. Валейкум. Подожди, что алейкум? Валейкум, я сказал. Абу Талиб, я знаю, ты уже это. Ты думаешь, что ты больше мусульман, чем я? Я в ваше сердце не заглядывал, так что не могу сказать. Ну тогда алейкум, какого хрена говоришь? Да, вот интересно. Основываясь на... Основываясь на что? Ты мне сказал алейкум. Я что, говорил где-то, что кефир? Вы себя так позиционируете? Алейкум ассалам ва Я так себя позиционирую. Вот, а здесь присутствующие себя так позиционируют, как враги ислама. Ну, все?
Что ли? Я что, позиционировал себя как враг ислама? Или чисто под раздачу тоже можно попасть по сунне? Нет, судя по комментариям, это смотрю. Я муджахид, Аллах, алхамдулилlah, рассказывает. Сейчас зайдет сюда. Смотри, сейчас зайдет сюда еще какой-нибудь там Михася, не знаю, Серега какой-то. Раз так зашел, и ты ему говоришь: саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, ахи. А он тебе такой: ва алейкум. То есть ты среди этих, которые здесь пишут, там туда-сюда, среди всех сидишь. Поэтому я тебе тоже такфир сделал. Вот так, да? Ибре, еще один вопрос. Макс, а ты знаешь, в каком хадисе Василия есть? Василия? Нет. Я серьезно. Хадис есть Сахих Бухари, Муслим, в котором Ибн Василий есть. Передатчик Василий. Вендетта. Вы, как всегда, любите пошутить. Я не шучу. Я надеюсь, вы не за рулем? Давай запиши. 1 глава «Достоинство родословной пророка». Под этой главой есть хадис Сахих Бухари, Муслим, в котором передатчик Ибн Василий аль-Акса. Бисмилlah. Не, прикинь, какой облом, если, например, Михася звали Василий, и он переименовался в Джондулаха какого-то. А тут мы потом узнаем, что Василь это прям там с подъездом пророка. Ибре, Иван и Хуан это одно и то же. И это одно и то же имя. Ихван, Иван. Просто Х убираешь. Вендетта. У меня к вам вопрос. Любой вопрос письменно. Я вижу, вы под этим аккаунтом, с этим аккаунтом перестали писать, что вы будете ложить фугас под трон Аллаха. Я уже положил, там негде уже ложи. Понятно. Генератор фугасов закончил свою работу. Да, я уже там нить уже провел. Если 32, Аллах, плюс 32. Это все. если Аллах пойдет, короче, как обычно, пророк, не смотревший по сторонам, вот это ложить фугас, он там обломается. Там кругом, короче, я все заминировал. Боите блокнутый плюс 32. Аллах воскресе. Алхамдулилlah. Ты знаешь, Максим, треть ночи, что Аллах спускался на крышу Лубянки. Ты знал это? Я знаю про нижнее небо, на крышу Лубянки. Кстати, совсем забыл. Буданов вам привет передавал и сказал, что ждет вас. Буданов, муджахид, алхамдулилlah, он по Корану 4 суре, 24 аята изнасиловал чеченскую женщину, девушку. Он был муджахидом. Кто-то против имеешь этого аята? Против ничего не имею. Имею против вашего Буданов 100%. 100% он сделал по Корану вот этот поступок. Он был прав, потому что на завоеванных территориях мусульманин имеет право никяхать любую женщину, даже замужнюю. А если рабыня выдана замуж? Извини меня, этого в этом аяте нет. Я вообще говорю по Корану. Если рабыня выдана замуж. Да, учитывая, что там Эльза и вообще чеченцы, проживающие в Кандичу, они вообще гражданские, мирные люди, они вообще ни капельку не салафиты, а не суфисты, то Будан вообще как бы для него полный зеленый. Иншаллах, Буданов на концерте Кобзона с басрайскими гурьями отдыхает большегрудыми, у которых грудь не будет отвисать.
большие, круглые. Максим, не надо уходить. Они будут нападать без меня. А что извой обуться? Роман. Мы ему ничего не говорим. Мы говорим аяты, хадисы. извой, базар, تعوق فقر وبتيش تدوحت Один вопрос. Ты знал, Михаил, что вот это во время Рамадана, даже когда у тебя пост, пророк, короче, со своими женами целовался и ласкал их. В Сахих Бухари, Муслим, хадисы есть. Да, я читал эти хадисы. Ну, это как? Я просто не пойму. Когда нам рассказывали, мне рассказывали муллы, балаболы, что даже если я со своей женой... Подожди на минуту. Аярза опущенные, подожди. Вот эти опущенные заколебали. Мне рассказывали вот это муллы, балаболы, что если я даже вот в голове подумаю, посмотрел на свою жену, у меня пост портится. Просто любой площадке, сигарнах идет, делаешь сандук, делаешь что. Лишь бы туда люди не заходили. Отпущенный однажды будет опущенный дважды. Арсенал того что муджает опущенный пидоразию. Опущенный пидоразию. Я как вот молчу. И вообще кахалек так гачун. بيخو بيح غزر ما بيوم وقت باش تقول حمي شرب على كيش Амин, свободен. Вот этот отстагу ханан харни инана хацанию. Ахтун дуаутун хавушол Allah هو انتر جامبوش. Истумассу бусабштагиу. Итун гош кучу ашо бусабтагани хеш кучу арверу кучу алверват. Хог иттаган юка вен юка. Целми сутка мигадами арпалюч ируко масан балевел. Мала ирч, мала чамбош самятас яч. Это шишал, дочь хазыдрол. Ну это русо свободен. Шишал, дити, так партоле, таджи метош махуле, как ты это говоришь, таджи метола? Смето, что это просто Аллах, на не свега багажник чувак, на мялюца, наложный слатваш. Но им это максимум свой, максимум. Я вопрос хочу закончить. Но смотри. Муллы мне рассказывали, что если у меня в голове мысль появится во время поста, что я с женой вот это, мне говорили, что этот пост уже все, короче, испортился. А тут пророк, короче, ходит, целуется и ласкает свою жену. Это как понимать? Объясни мне. Ну, просто мы хотели вас стращать, чтобы вы в порыве страсти решили не нарушить. Видимо. Ну, порывы страсти не будут, если ты не будешь не целоваться и ласкать. Вообще, это как? У тебя пост, и ты целуешься со своей женой. Это вообще что за дичь? Я не пойму просто. Почему это дичь? Целовать свою жену? Свобода плюс 32. Что это даст? В чем тут дичь? Аккуратно. Такую дичь, короче, на таких площадках все равно ненормально. Ну давай тогда, я тебе главу назову. Пророк целовался во время поста месяца. Глава там даже есть. Есть хадисы, Сахих Муслим, 1100. Проблема перед людьми, вот так, всяк, как угодно, пост, не пост. Ты что, думаешь, он чеченский ислам, что ли, там?
практиковал. В одном хадисе, Ибраим, прикинь, в одном хадисе у пророка спрашивает отец, короче, его жены, правда ли, что ты во время поста целовал свою жену? Он прямо говорит, спроси свою дочь. Он ее спросил, говорит, и короче, не смеются там. Айша смеется после этого хадиса. Да, он всех жен целовал. Это вообще... Это как? Где это можно рассказывать? Не, если у тебя есть сила воли сдержаться, как пророк, то тебе тоже можно. No, игрушки шьяцить шопчур. Это затеял, что кукол должен, затеял, что аппарат хулук, саз ил рюкты. Sober die, het is keer met James die hinza door dacht, wat had Jim sober die koude door door. Все, стопил. Михася, на Безбородова можно смотреть во время поста? И не во время поста. Без вожделения. Не, главное, слюни, чтобы не потекли. Говорят, что нельзя. Что случается, если... Да. А как ты думаешь, каждый запрет имеет же причину? Почему нельзя? Как ты думаешь? Да, это мне интересно. Что случается, если посмотреть? Så du har da i sin hvor tung så i mok svart ved disse kan det se Уже усыновить повинны. Это я хочу совать. Несяхан, Михаис, объясни нам, что случается, если посмотреть на Безбородова? У кого-то это может вызвать вожделение. Что? Это когда ты возбуждаешь, с возбуждением. А вот если на стену такую посмотреть, которая похожа на какие-то черты там тела женского, можно туда смотреть без вожделения? Можно. Это называется, как это, пробелы в законе. Можно. В любом законе есть пробелы. Ну, на обнаженную женщину нельзя смотреть. В любом случае. Потому что это может вызвать желание. Пророк на свою двоюродную сестру посмотрел уже. Ну, когда пришел к Зейду, если бы я зашел... Зачем смотреть на полуголую двоюродную сестру? Он на нее не смотрел, он увидел ее и отвернулся. Если бы вы зашли в комнату, увидели... Да, подожди, отвернулся, ушел домой, потом пришел с Ты аятом. просто, Абу Тальха, ты просто не понимаешь. Любовь не имеет, вот, понимаешь, границ, логики, вот такая вот, такова вот любовь. Но у меня есть объяснение. Он ушел домой быстро и пришел с аятом. Сказал, короче, удержи свою жену при себе, Зайду ибн Харис, и побойся Аллаха. И прямо дальше Аллах говорит, почему, о Мухаммад, почему ты в своей душе скрывал то, что мы сделаем явным? Почему ты боялся этих лицемеров? То есть те, которые скажут, почему ты боялся этих лицемеров, когда нужно бояться меня? Мы, скажи им, этим лицемерам, мы женили тебя на ней, чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к бывшим женам ваших. Я тоже хочу такого Аллаха, Я тоже, у меня есть еще вариант. Это вообще гениальный человек, просто гениальный. Нет такого Аллаха иметь.
Я тебе объяснил, он быстро ушел домой и с аятом пришел. А если бы он ее не увидел... Нельзя, больше не будет пророков, так что вам нельзя. А я не понял, а какое право он имел, короче, приватизировать Аллаха? Нет такого. Наоборот, походу, Аллах его прихватизировал. Михаил, а ты знаешь, что 33 сура 36 аят, он насильно выдал ее, типа, короче, за этого Зайда. Она не хотела за него замуж выйти. Но он сказал, алло, 29, это Аллах уже решил. Короче, Аллах 2 раза решал вопрос Зайнаб бинту Джахч. 2 аята в честь Зайнаб. А насчет намаза ни одного аята не прислал. Это что? Подожди, то есть имя Зайнаб есть, да, вот так, как в Коране? 2 аята. В 2. Зайнаб, да? 2 аята именно в честь Зайнаб в Коране. А насчет намаза ни одного нет. Ну, намаз это персидское слово. Даже Абу Лахаб там есть, который будет в аду, а жена его на шее. Да. Но не то, чтобы это зороастризм. Это их полный ритуал спутинизмный. И еще в Коране 275 слов не арабских. Почему-то, короче, Аллаху не хватило своего словаря, запас закончился словарный, и он украл 275 слов из других народов, других языков. И само слово Коран это сирийское. Да. Это что у вас получается? У Аллаха закончился словарный запас, где 12 миллионов слов арабских было. Ты в курсе, что в Коране 275 слов не арабских? Объясни. Я в курсе, что там есть неарабские слова, точное количество не знаю. Я знаю. 275. Что получается? У Аллаха не было своих словечек, чтобы туда свою мысль, закинуть. Словарный запас у Аллаха закончился, да? Нет, он просто не спасал Коран на арабском языке образца 7 века. Я вот как раз и об этом. Он не спасал, он говорит это в аяте, какого-то, не знаю, Иблиса там, 275 слов не арабских. Даже название Корана сирийское. Это Коран, это сирийское слово, 100%. На момент 7 века эти слова давно вошли в обиход в арабском языке. Вот и все, они стали частью арабского. У нас таки Коран не написан во время Мухаммада. А после его смерти, через 50-60 лет, только начат писать. Когда они завоевывали окружающие эти, на спящего нападали, на многобожников, у которых можно детей и женщин отправлять к Абзону. Прямо хадисы есть, в котором пророк говорит, они из их числа, не церемоньтесь. Да. И когда их завоевывали, их писали, самые, эти нужные люди, писари, лекари, их забирали и заставляли все это писать, вписывать. Вот это нун, рыба, знаешь, у кого украденное божество? У египтян, персов. До Мухаммада 2000 лет, которое было это их божество, нун, они просто у этого чувака, там человек стоял по колено в воде, держал землю в руках. А эти сказали, что это рыба. Просто на рыбу этого чувака поменяли. Все спутинизмно. Все. Про Нун я знаю. То, что это аллюзия на Левиафана тоже. Тогда так надо было. Если бы тогда так не писали бы, то никто бы не принял. Так, я вынужден проститься с вами.
Благодарю за спокойный диалог. Вендетта, вам особенно спасибо за то, что без подколов на этот раз серьезных. Не, я просто, когда все вокруг знают правду, и сам человек, который лжет, знает правду, и он хочет ее втереть, я просто в агрессию уже прихожу. У меня уже это нервный срыв бывает уже. Все вокруг знают, что человек, когда начинает, он знает, что он лжет, все вокруг знают, но он ее хочет втереть. И это противно бывает. Уже нервы, сдают чуть-чуть. Извиняюсь перед всеми. Не какому-то личного адреса какого-то человека, но человек, который приходит вот это оправдать, он изначально на проигрышных позициях. Потому что я смотрел, я даже, знаете, что вот насчет Айши как делал у себя в голове, чтобы, когда я первый раз вот это услышал, вот это все, я у себя в голове хотел вот оправдать, хотя это оправдать, я делал, знаешь как? Так, когда Мухаммед с ним вот этот Санта-Барбару делал, 100% Аллах мог ее резко, она взрослая, когда процесс закончился, обратно маленькая. Даже так я у себя в голове хотел это оправдать. Но 65-я сура 4 аят поставила крест жирный или полумесяц со звездой на этом деле. Потому что этот аят полностью дозволяет любому мусульманину тем же самым заниматься. И я уже понял, что тут бесполезно. Я в качестве адвоката хотел встать. Ни одна позиция в исламе, она не подлежит защите. То есть невозможно. Потому что это все ложь от начала до конца. От начала. Даже вот эта шахада, вот мусульмане начинают с лжи. Я свидетельствую, что нет Аллаха и Мухаммад, нет Бога, кроме Аллаха, то есть и Мухаммад его свидетельство в исламе начинается с лжи, потому что он дает лжесвидетельство. Откуда он знает, что нет Аллаха? Откуда он знает, сколько богов или есть ли он? Он не видел Мухаммеда. Мухаммед в 7 веке говорят, что жил, хотя нету никаких исторических фактов даже, что он существовал. Да хорошо, мы допустим. Но ты-то не знаешь, был ли он. Тебе говорят, что он был. В исламе свидетельство начинается с лжи. И еще плюс. В исламе вот эти люди, которые заходят типа ислам, вот шахаду делают, им не говорят перед тем, как принять ислам, выход из ислама. Извините меня, без головки. Вы где-нибудь слышали, чтобы по телеку, по этому интернету тем людям, которые типа, якобы в кавычках принимают ислам, говорили: алло, 29-й, выход из ислама, секир головка. Чтобы ты знал, ни одному. Все ложь. От начала до конца. У меня все. Тогда прощаюсь с вами. Желаю вам всего наилучшего. Берегите себя и желаю здоровья вашим близким. Тебе тоже. Спасибо. Марш, оставайся свободным. Марш. В чем ложь, Абу Тальха? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Абу Тальха, в чем ложь? Во всем. Ну в чем во всем? Свидетельство, шахада, ложь, со лжи ислама. Иляха иллаллах, Мухаммад Расул. Хорошо, где он? Ты знаешь, где он? Ты его видел? Что, обязательно надо видеть, что ли? Нет, ты знаешь, ты как ты можешь мне объяснить, что Аллах есть, и как ты докажешь? Вот смотри, ты своего вот в 4-м поколении дедушку видел? Как ты докажешь, что ты дедушка? Он знает, что тебе говорит. Подожди, он имеет в виду, когда ты говоришь: я свидетельствую.
что нет Ну да. божества, кроме Аллаха, также я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха. То есть Раб, ты раб являешься... Сначала Смотри, раб, пускай потом посланник. там разные версии. Сначала ты... версии. Не проблема. Сначала Абдул. ты... Алло, ну не перебивай. Сначала раб идет, потом посланник. Окей, Абдуху ва Расулю. Я не Абдуху ва Расулю говорил, а просто Расулюллах. Поэтому без разницы, я могу и такой шаг, без разницы. Имеется в виду, ты говоришь, я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. Также я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Ну. Ты... Как ты можешь свидетельствовать, он говорит, если ты не видел, не, как бы... То есть, обязательно надо видеть, что ли? Не, смотри, ты видел, когда суд идет и свидетели вызывают, так, свидетель, как бы он подсудимый, и свидетели, которые видели, которые находились там во время вот этого дела. И очевидцы. Очевидцы событий. В чем твой пример суда и... Ну, он тебе объясняет просто, ты не можешь свидетельствовать. Ты можешь, правильно было бы, если бы ты сказал, я тоже верю, что есть Аллах и есть его посланник. Так это правильно. Нет, зачем? Зачем? Нам же Коран доносит. Понятно, но ты не можешь быть свидетелем того, чему ты не являешься свидетелем. Как я не могу? Ты не видел ни пророка, ты не видел ни Аллаха. Не, как я могу быть свидетелем, если мне Коран это доносит? Так не можешь. Все просто. Кстати, ты можешь только верить. Ты поверить можешь, свидетельствовать ты можешь, не можешь. В Коране есть аят вот этот. Аманту билляхи ва малайкати ва кутуби ва русули. Я уверовал в Аллаха, в ангелов, посланников. Вот это только ты можешь. Нет, причем это потом. Это потом. Нет, ты можешь сказать вообще правильно, искренне. Смотри, вот правильно, когда ты говоришь, я верую, что есть Бог, что есть там ангелы, я верую, ты можешь сказать. А когда ты говоришь, я свидетельствую, то есть ты свидетельствую, что... И смотри, в чем суть свидетельства? Суть свидетельства, что Бог не делится на времена или на... Смотри, например, как вы любите перебивать? Один момент, просто чтобы тебе более ясно было. Смотри, вот Вендетта, говорят, ударил кого-то дубинкой там, по этому, плюс 32, по чайнику. И ты это слышал. И очень тебе так передавали, да, он по чайнику, вот дубинкой туда-сюда. И как ты вот можешь свидетельствовать тому, что он это сделал, если ты сам не видел, не присутствовал там? То есть ты не являешься свидетелем, ты не можешь этому свидетельствовать. Нет, зачем там присутствовать? Смотри. Ты где-то слышал, тебе кто-то там сказал, значит, ты не свидетель. То есть это не свидетельство. Смотри, свидетельство здесь в чем идет? Свидетельство здесь идет сокровенное. Кто-то видел Бога? Ну, поэтому ты не можешь сказать. Ты, если Нет, ты имеешь в виду, что Мухаммад является посланником? Вот это свидетельство я не могу подтвердить. Оба. То, что и Бога, то, что ты видел. Как не могу, если Бог мне доносит? Ты можешь только верить, ты сказать, аманту билляхи, я уверовал в Аллаха, ты можешь сказать. Нет, я могу. Я же засвидетельствовал, что нет Бога. Тебе через Коран никто ничего Бог не доносит. Тебе Коран арабы донесли. Чего ты решил, что тебе Бог что-то через Коран доносит? Чего ты взял, что арабы донесли? На каком языке эта книга написана? Кто ее распространял? Кто ее принес тебе? Коран донес до меня Бог? С чего ты взял, что... Бог, это уже психушка. Бог донес до меня, Колян. Чем ты докажешь, что ты невежда? Смотри, я тебе говорю, даже арабы не могут читать Коран. Какой Бог тебе донес Коран? Когда? В какой день? Год какой? Сколько часов было времени? Что значит Коран Бог до меня донес? Через Коран донес же, через Коран. Что значит через Коран? Коран тебе кто донес?
Коран донесли до меня люди. Вот! А что ты говоришь? Бог до меня донес. Не, а сам Коран-то до меня Бог донес же. Через людей же. Сам Коран тебе принесли арабы. Нет, а Бог чего ты донес, взял? не донес, это уже твоя вера, которую ты чего ты ничем взял, не можешь что? обосновать или доказать. Не с чего ты взял, что арабы донесли? Так она написана арабами, на арабском языке, они ее распространили. Изначально Коран появился у арабов, если ты не знал. Если ты не знал, Коран впервые у арабов появился. Ты не знал этого? Серьезно? Не, Коран появился у мусульман сначала. Не, зачем кричать? Зачем кричать? Каких мусульман в Мекке и Медине? Каких мусульман? Национальность какая у них была? Нормально. Смотри, если ты историю изучал, там арабы... В Мекке и Медине кто были люди, мусульмане? Кто? Какая у них национальность была? Смотри, персы были, римляне были. Какие персы? Что ты несешь вообще с головой? Думай, в Мекке жили персы? Серьезно? Конечно. Дебил. Это дебилизм. И евреи жили там, и персы жили там, и римляне жили там. Идиот. Вообще, куда от темы? Назови одного римлянина, который жил в Мекке, когда писали Коран. Смотри, Назови если одного римлянина. Если смотри, одного перса и одного римлянина назову, ты примешь ислам? С темы съехали. Называй римлянина, который жил в Мекке, когда был Коран. Называй. Я слушаю. Называй. Нет, ты принимаешь мои условия? Я жду имени. Ты будешь извиняться перед всеми мусульманами, если сейчас я назову Кем одного извиняться? Ты приведешь, я приму. Скажу, ты прав, да. Нет, ты будешь извиняться? За что извиняться? Я тебя выкину отсюда, Мауля. Сейчас вылетишь отсюда, если не будешь нормально diskutovать. Нет, я не буду перед тобой извиняться, потому что ты... Потому что ты идиот. Коран появился у арабов. И мусульмане это первые, это арабы. И если ты это не знаешь, то ты идиот. Зачем мне с тобой извиняться, если ты идиот? Ладно, будем по-твоему. И в чем проблема? Будет имя римлянина или что? Или как? Да. Будет? А? Смотри, есть... Будет имя римлянина, который жил в Мекке? Да, конечно. Да, Аль-Фараси, знаешь такого, да, сахаба? Римлянин, да, фариси. Четкий парень, блин. Ты не поверишь, четкий пацан, Аль-Фариси. Смотри, он же перс же. Ну, хорошо, один перс там жил, гостил, и что? Почему один? Я тебе сейчас буду называть, ты будешь извиняться? Будешь извиняться? За что извиняться? За оскорбление? Вообще... Так ты идиот, за что мне извиняться? Коран появился у арабов. Смотри, Коран написан на арабском языке. Ты идиот, этого что-то пытаешься оспорить, но ты идиот. За что тебе от тобой извиняться? На каком языке Ты оспариваешь то, что Коран появился у арабов, в арабском народе изначально, а потом только распространился на неарабские народы, и что он написан на арабском языке. Ты идиот. За что перед тобой извиняться? Смотри, на каком языке должен был написан быть? Что ты мне вопросы задаешь? Ну ты если тупица, я тебя спрашиваю, на каком языке должен быть? Подождите, можно? Божье послание, на каком языке должен быть? Этот, Маулан, вылетаешь? Следующий. Дайте мне сказать, я вот слушаю. Идиот просто. Спор очень тупой. Бог мне в Коране сказал, да, Бог тебе в Коране сказал, что он, звездами, падающие звезды, это метеориты, которые он, эти пули, которые он джинов пуляет, чтобы они ничего не украли. Бог ему сказал, что у женщин есть сперма. Бог тебе в Коране сказал. Бог тебе сказал в Коране, что кости появляются в утробе матери, а потом кости облекаются мясом. В Коране Бог ему сказал. Земля на спине кита, Бог тебе сказал в Коране. Так, следующий. Это неправда. Шанкс.
Шанкс. Да, шанс. Дайте сказать, просто дайте сказать. Можно просто поинтересоваться? Шанкс, что такое Шанкс? Что? Шанкс — это персонаж из аниме. Вот. Все, можно говорить теперь? Спорить с этими людьми бесполезно. Я готов сделать диспут с любым неверующим, просто дайте мне свой телеграм, мне в личку. Когда я захожу в эти эфиры и начинаю делать диспут, мне дается ровно 5 минут, и я не успеваю показывать мнение ученых и так далее. Меня просто отсюда выкидывают. Я даю всем мусульманам совет не подниматься к этим людям. Стоп. Вообще. Стоп. Это просто Стоп. А ты зачем поднялся, опущенный? Следующий. Я даю совет всем мусульманам. Попытка еще один раз реабилитировать Маулена. Я тоже даю совет всем мусульманам учить, изучать Коран, учить, читать хадисы, жизнь пророка, чем он занимался. Не слушайте вот этих пропагандистов, балаболов, мул, шейхов. Читайте. Аллах же вам сказал, читайте. Да, изначально слово «свидетельствовать» оно не подходит. Я не знаю, оно в оригинале также оно на арабском, но вот это русское его применение и чеченское тоже, кстати, стешал до. Это лжесвидетельство. Да, это является уже лжесвидетельством. Ты свидетельствуешь тому, что ты сам не видел, вообще там не участвовал. Можешь доказать. Да, и ты просто... Это вообще неправильно в корне. Единственное то, что более подходит к этому, это да, аманту биллахи. Я уверовал в Аллаха, в малайкаты, в этих ангелов, в расулихи, там, пророков и так далее по списку. В кутубихи, короче, в его писания и так далее. И вот это вот самая как бы приемлемая форма. То есть, да, это уже по-честному получается. А когда ты говоришь, я свидетельствую, ну, представь, ты пришел, там идет какая-то разборка, то есть, или суд идет, или все что угодно, и тебе нужно свидетельствовать. Там на карте стоит чья-то жизнь, смерть. Ты вообще не знаешь, сам не присутствовал, не знаешь, кто виноват, кто прав. Но тебе просто по слухам, вот как бы ты услышал, тебе сказали, и ты веришь в это. Такое свидетельство, оно не свидетельство. То есть это лжесвидетельство. Да, это лжесвидетельство получается. Шволобак. Аргументы закончились, что ли? Аргумент закончится, да? Ашладуа, ашун. Минимум, на арабском дайте, чтобы вы поняли, дайте, чтобы вы... Приветствую всех. Вот здесь мусульмане, они апеллируют тем, что Мухаммаду дал послание сам Всевышний. У меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что послание Мухаммаду дал не Всевышний, а Джабраил? Если еще поглубже копнуть, то кто был родственником Хадиджи? Имя напомните его? Варака. Да. Вообще-то он сказал, что послание, которое слышит... Не, но он подтвердил это. Послание подтвердил он. Да, он сказал, потому что он был знающим христианином. Да, то, что слышит Мухаммад, что это является Всевышним. То есть то, что он слышит, вот эти слухи, Варака сказал, что это божественное. И вот так вот мы все узнали от Вараки, от еще одного пророка, или кто он там, что это все божественное. В исламе Джабраил, да, разговаривает с Мухаммадом, а не сам Всевышний. Во-первых, да, чаще всего пророк Мухаммад разговаривал с Джабраилем, но в Исра Мираж пророк Мухаммад разговаривал напрямую с Аллахом. Да, когда на 7-м небе был,
И когда из-под трона... Он торговался, как будучи арабом, торговцем, он торговался с Аллахом насчет намазов. Не, он не торговался, он чисто просил облегчить. Это и есть торговля. Моисей надоумил. Это все... Да. А если Моисей этого не сказал бы, мы сегодня мусульман вообще не видели бы, они нам не мешали бы. Потому что 50 намазов в день, короче, они бы... Самое интересное в этом Исра Мин'адж концовка. Когда Аллаха уже осточертела эта торговля, он сказал ему, отныне будет, 5 у вас, 50 здесь. Это вообще что значит? Типа в раю будет 50 намазов в день или что? Не, это значит, что за награда за 5 намазов, как 50 молитв. Причем, откуда ты это взял? Где это сказано, награда? В хадисе это сказано, что 5 молитв подобно 50 Нет, будет. не сказано. Нет, не сказано. В хадисе говорится, сначала идет торговля, Мухаммеду говорится 50 намазов. Нет, подожди, где ты увидел торговлю? Там кто-то там деньгами что ли платил? Так это и есть торговля, когда ты насчет чего-то торгуешь. Это просто прошение для облегчения для ума. Так это есть, это тоже ты когда просишь на базаре. Причем тут базар? Где там было про деньги вообще какая-то? Алло, 20 рублей тебе на базаре продают что-то, а ты просишь за 10. Это и есть прощение. Но это на рынке, это понятно, на рынке, да, торговля является. Ну так и есть, он был торговцем, он и в религию торговлю, перенес. Так вот, сначала он торговался 50 намазов, потом 50 намазов, точнее, он спускался, торговля, это когда он ничего не просил. Ты можешь замолчать, алло, 29-й. С 50 намазом он спускался, он ни хрена не просил, ему было вообще наплевать, сколько вы там будете делать намазов. Он встретил Мусу, и Муса сказал ему, эй, ты чего, Мухаммед? Твоя ума не сможет 50 намазов делать, иди попроси. И тогда он пошел просил. И в конце Аллах говорит, 2 раза, 3 раза он так ходит, и в конце говорит Аллах, хорошо, пусть будет половина этого, 5 намазов. 5 намазов, там у вас будет 50 здесь. Какая награда там вообще? Где награда? Там имеется, про награду имеется в виду. Ну с чего ты это решил? Ну так говорят муфассиры, так говорят толкователи наши. Что еще можно значить? Муфассиры тоже, им тоже тот же так вопрос. Ты же сам на них ссылаешься, ты же на них сам ссылаешься в своих роликах. Я тебе вопрос задаю, с чего они то же самое решили? Тот же вопрос и к ним. Ну, потому что они лучше знают, конечно, они лучше знают, что имеется в виду. Они лучше знают, чего, откуда. Подожди, знания у муфассиров, они передавали через подвижников. Через подвижников передавалось после табиины, после других поколений. Хорошо, тогда ты веришь, что земля на спине кита, Я не верю. Ну тогда через Ибн Аббаса, самого лучшего толкователя, передается. Да, потому что Ибн Аббас, он взял толкование от евреев. Я понял, где тебе не нравится, Почему? Так от него передаются разные толкования. Да? От него разные толкования передаются, значит, этого аята. Не передаются? Передаются. Не передаются. Единственное достоверное про письменную трость передается, про чернильницу. Нет, письменная трость, следующая Письменная трость это Коран. А он говорит, это книга. Толкование, подожди, мне толкование про чернильницу. Нету, я тебе говорю, нету. Было. Как нету? Не было. Так что, угораешь, что ли? Не угорай, я тебе реально говорю. И также есть даже третье толкование, которое... Подожди, у меня дебаты были на... Алло, 29-й. У меня дебаты были на эту тему с мусульманином, с армянином, Закария, который принял ислам там, студент и так далее. Так вот, он то же самое говорил, что и ты. Что есть другие толкования. У вас дебатов не было, ты часа ролик снял про него и все. Ну вот и это и есть. Ну а какие дебаты? Это не дебаты вообще даже? Это и есть, я тебе говорю, условные дебаты. Какие условно, это не условно, чисто опровержение. Что я ему привел видео? Что все толкования, помимо того, что рыба, это рыба, все они недостоверны. Показал источниками. Что ты со мной споришь, если ты это видел все, а? Я тебе могу лично сам толкование привести и подтвердить его достоверность насчет ученых. Привести ты можешь, но оно недостоверное. Прикинь? Да.
Да? Что ты тогда мне недостоверный приводишь? Я тебе достоверный привожу, что Нун это кит. Это от Ибн Аббаса, асар, передающийся достоверно. А ты мне называешь, Подожди, другие я, такого во-первых, тоже есть от Ибн Аббаса. Но они недостоверны, прикинь, чувак. есть достоверное толкование, я тебе могу привести. Покажи тогда, покажи, где это. Например, Асуюти приводится он тафсир на аят, что... Причем здесь Асуюти? Я тебе Ибн Аббас. Суюти когда жил, знаешь? Подожди, Ибн Аббас тоже приводят же толкователи. Суюти когда жил, знаешь? А Ибн Касир когда жил тоже? Ты что, угораешь, что ли? Это муфассиры, они приводят Асары. Они Асари приводят. Ибн Аббас приводит, Ибн Касир приводит Ибн Аббас, алло. Ну, Асуюти тоже приводит его. Так оно недостоверно, алло. Ты чего ты сказал, что недостоверно? Он сам подтвердил достоверность. Потому что так они сами говорят. Я же видео показал это. Что ты со мной споришь? Тихо. Парма, короче, он Потому что твои опровергает великие Аббаса, да? муфассиры сами говорят, что оно недостоверно. Так я тебя хочу ты привести, со ты мной говоришь, не споришь? надо мне привести. Ты что, угораешь? Ты сам говоришь, привести, я тебя Сам хочу все привести, ты не видел, хочешь. сам все знаешь, все равно споришь. Ты серьезно? Ты Так угораешь, я что тебе ли? же говорю. Ты же не хочешь Так ты слушать мне меня нормально. говоришь, что ты приведешь мне недостоверное, которое те Где же я самые говорю? муфассиры Где сказали, я что тоже оно недостоверно привел? Я недостоверно. вообще не говорил этого. Так любое толкование на Нун от Ибн Аббаса, помимо того, что Нун это рыба, на спине которой Аллах уложил землю, недостоверно. Сколько раз тебе сказать? Сами муфассиры это сказали. Достоверно. Тебе же видео я привел источники, и ты сам это все видел. Вот именно, я видел же эту ложь. Я зачем твои видео смотрю? Конечно, чтобы разбирать и смотреть твою Какую ложь. ложь? И тем более ты постоянно противоречишь. Какую ложь? Где я там сказал ложь? Где я там Дорогие сказал друзья, ложь? дорогие друзья, если вы хотите увидеть противоречия Хармата, заходите в канал Антипримат. Там куча, там десятки его противоречий. Он опровергает Ибн Аббаса, я понял? Правильно понял? Хорошо, сейчас покажу. Парма, свободи. Ибн Аббас, было любовцу. Не, он хочет сказать, что есть другие толкования от Ибн Аббаса. Так есть, а Это чушь собачья. толкование и подтверждает достоверность его. Кого? Где? Скажи источники, книгу. Ну, его книга по тафсиру. Какая книга? Название? Тафсиру. Том? Страница? Тафсир. Суюти тафсир делал, да? Ну, а что, нет, что ли? Делал он, да? Да, верно. Как называется его тафсир? Я честно не знаю, я тебе могу привезти сейчас без проблем. Давай, посмотри. Нет Давай. такого тафсира. Ты что несешь? Ну, он делал тафсир на Не, смотри, я просто я не знаю, какую книгу он делал. смотри, тафсир. Иди смотри, тафсир Суюти. Дай мне его название. Честно, не знаю, что за тафсир, но я его читал, сейчас приведу. Причем здесь ты куда вмешиваешься? Да, тут у нас аят разбираем. В этом аяте нету этого чувака. Никакого его тафсира там нету. Откуда вы это берете? Как нету? Я же говорю, что он приводится в тафсире на этот аят, что Ибн Аббас привел другое толкование. Насчет буквы Нун, Можно которая меня является... на большой экран? Кто тут за рулем? Есть такая возможность? Да, на трон Аллаха позадымись, что ты за рулем. Вот, смотри. Тафсир Ибн Касира, том 14, страница 80-81. Приводятся все толкования. Было сказано, что Нун имеется в виду огромный кит, находящийся на великом потоке воды, окружающий мир, и что он несет на себе 7 земель. Как сказал имам Абу Джафар ибн Джарир, бла-бла-бла-бла, от Ибн Аббаса. Первое, что создал Аллах, это перо. Он сказал ему: пиши. Оно спросило: а что писать? Он ответил: пиши предопределение. Да я И 100 перо раз читал записало это все. все, Зачем что его будет засчитывали? происходить. Закрой свой рот.
Рот закрыл свой? А смысл? Мы все знаем, что сейчас... Оно спросило. Смысл Смысл в том, для чтобы меня. показать, что все остальные толкования, прямо там же муфассиры говорят, что оно недостоверно. Все толкования, помимо того, что Хорошо, это смотри, рыба Мухаммад, на дай спине, скажу. которую уложили землю, рот свой закрой, зачем ты со мной параллельно говоришь? Ты что орешь? Ты как Все нормально разговариваешь, толкования, да? которые И рот свой уважение. закрой, я сказал. Уважение тебе будет, когда я говорю, если Так ты я с тобой будешь нормально молчать. разговариваю, ты начинаешь орать там, затыкать что-то. Когда ты вопрос задал, в чем смысл? Я отвечаю, и ты со мной параллельно говоришь. Да Смысл в том, чтобы показать, что те же сами муфассиры приводят недостоверность и доказывают недостоверность всех остальных асаров, которые передаются от имени Ибн Аббаса, помимо единственного асара, где говорится, что Нун — это рыба на спине, которую Аллах изложил в землю. Вот в чем смысл. Ты же со мной оспаривал это. Ты же тут тверданул, что есть и другие толкования от Ибн Аббаса. Ты же это сказал. Я тебя вынуждал это говорить. И на канале Антипримата то же самое, где я вас могу вот так вывести на чистую воду. Кто здесь лжет? Читаем дальше. Все, ты закончил, Кто все, здесь я могу сказать. врет? Я не Нет, не можешь. Когда я закончу, вот тогда скажешь, хорошо? Идем дальше. Затем он сказал, над водой утвердил землю, бла-бла-бла-бла. Сейчас тут будет чернильница. Вот. Затем он первое, что создал, смотри, иснад. Другой хадис на эту тему передал Ибн Асакир. От Абу Абдуллаха, вольноотпущенника Бану Умейя, от Абу Салиха, от Абу Хурейры, который сказал: я слышал, как посланник Аллаха сказал: первое, что создал Аллах, это перо, затем он создал Нун. И это чернильница. Дальше еще толкование. Нун, это есть, Нун, клянусь пером, что они сказали, затем Аллах запечатал перо, и оно не говорит до дня воскресения. После этого он создал разум. И теперь читаем. В Тафсире ат-Табари, также его истории, Аль-Хаким передал это и объявил достоверным. То есть первая сноска, что это Нун, рыба. Это достоверным объявлено Хакимом в Тафсире ат-Табари, также в его Тария Расуль Аль-Мулук. И Хаким передал это и объявил достоверным. Второй том, источники все. Аль-Бахики в книге Аль-Асма ва Сифат. Также в Сунане. Аль-Аджури, Аль-Шар'ия. Ас-Суюти приписал это в Ад-Дур Аль-Мансур. Я тебе сейчас приведу Суюти, я тебе сейчас его приведу. Абдар-Разак, Фирбиари, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Вторая сноска. Тафсир ат-Табари, Аль-Муаджаб Аль-Кабир. Никто, кроме Муаммиля ибн Исмаиля, не передавал этот хадис от Хамада ибн Зайда как марфо, то есть со слов пророка. Аль-Хайсами сказал в Маджма' Аз-Заваид: Муаммиль надежный, но часто ошибается. То есть вот вторая сноска, видишь? Вот вторая сноска, смотри. Сейчас тебе покажу. Вот, нам передал Хумейд ибн Аббаса, который сказал: первое перо, затем пиши, происходит до дня воскресения, затем Нун. Ат-Табари передал это в виде марфо. То есть второй вот этой сноски, второй иснад, в нем тоже есть проблема. Первое, оно достоверно, что это Нун. Смотри дальше. Третья сноска. Конец это. Однако в цепочке также присутствует Ата ибн Ас-Саиб, который страдал от смещения. Ихтилят, спутанности переданных хадисов на старости лет. Тарих Димашк, рукопись. То есть вот это, что это чернильница. Вот смотри, четвертая сноска. Что это чернильница. Вот, четвертая сноска. Тарих Димашк. Также передал Ибн Ади в Аль-Катиль через Мухаммада ибн Вахба, от Валида ибн Муслима, от Малика, от Сулеймана, от Абу Салиха, от Абу Хурейри. Хадис приводится как марфо, с похожим содержанием. Ибн Ади сказал: с этой цепочкой этот хадис ложный, отвергаемый. Его слабое звено Мухаммад ибн Вахб. А Захаби сказал: Ибн Ади был прав,
хадис сложный, то есть другой муфассир аз-Захаби то же самое подтверждает, что хадис сложный, что нун это чернильница. Ибн аль-Каим сказал в Аль-Манар, все хадисы об разуме, это тоже ложь. То есть вот что это нун, это разум следующее, что создано. Оно тоже ложь. Теперь идем к твоему суюти. Ты не поверишь, но ты себе в ногу выстрелил с суюти. Я не отрицаю, что суюти приводит, это толкование. Единственный человек в этом мире, который это приписал самому пророку, не Ибн Аббасу, как толкователю, а самому пророку, что пророк сказал, что нун это рыба, это как раз таки ас-Суюти. Он приводит, это единственный человек, который приписал это пророку. Ты себе в ногу выстрелил. Он различные версии Вот приводит. оригинал, смотри, 2 страницы. Дур Джалалуддин ас-Суюти. Ад-Дур Мансур фи тафсир аль-Ма'сур. Называется этот тафсир. В следующий раз будешь знать. 14 том, 620-621 страница. Теперь читаем его. Смотри. Давай, пожалуйста, побыстрее, Посланник Аллаха сказал, поистине, то есть это единственный, еще раз повторяю, суюти, это ты привел суюти единственного человека, который эти слова, то есть то, что нун, это рыба на спине, которой землю уложил, приписал самому пророку. Он не приписал, он привел лишь, его он привел Ибн Аббас. хадис славы пророк привел, что от него восходит. В смысле? А что ты мне говоришь, что суюти говорил что-то другое? Да потому что суюти на этот аят приводит разные толкования. Он приводит это толкование, которое существовало в исламской уме. Так все толкования недостоверны. Так он сам приводит толкование от Ибн Аббаса, которое говорит вообще о другом. Так оно недостоверно. Она достоверна. Подтверждает достоверность. Я тебе могу доказать, что он достоверный. Да хорошо, покажи мне, назови мне страницу, том, пожалуйста. Давай, без проблем. Давай. Я тебе сейчас привел аз-Захаби и других муфассиров, которые говорят, что эти хадисы ненадежные в цепочке передатчиков. Там находятся ненадежные люди. Единственный ислам, которому нету претензий... Да, конечно. Его книга «Аль-Иткану фил улуми аль-Кур'ан», страница, сейчас. Страница 1373, где он приводит асар от Ибн Аббаса, на тафсир этот аят, где Ибн Аббас не говорит о нуне, не говорит о ките, он говорит о толковании, что вот эта буква нун, она связана с другими буквами, как алиф, лам, мим, ха, мим, и означает слово полностью ар-Рахман. То есть это буква из имени Аллаха ар-Рахман. Такое толкование дал. Так понятно, Ибн Касир говорит то же самое. Подожди, и то же самое. Да. Подожди, и то же самое привод Ибн Хатиб. Еще раз, смотри, чтоб ты знал. То же самое говорит и Ибн Касир, смотри. Вначале Ибн Касир говорит свое мнение, что это было сказано, что нун имеется в виду, то есть если ты откроешь его полный тафсир на этот аят. Он наоборот, подай сказать, он наоборот. Он отвергает толкование, он говорит, что толкование взято от евреев. Это его мнение. От подвижника, который принял ислам, был иудеем раньше. Я сейчас тебе покажу, это именно его мнение. Это не его мнение, он сам, дай сказать, это именно его мнение. Он в Бидая, он сам пишет, что это толкование недостоверное. От Ибн Аббас это достоверно, который он взял толкование, подожди, который он толкование взял. Дай сказать. Смотри, вот Ибн Аббас, смотри, Ибн Касир. Не дам, конечно. Смотри, Ибн Касир в начале своего толкования, смотри, что говорит. Сделаю побольше, чтобы тебе было видно. Смотри, толкование Ибн Касира. Вот смотри, что он говорит. Об отдельных буквах аль-хуруф аль-мукатта уже говорилось в начале суры Аль-Бакара, поэтому не будем обращаться к этому. Аллах сказал нун, подобно тому, как сказал сад, каф. Ты понял? То же самое, что и ты от Суюти, от имени Суюти привел. Это мнение Суюти. Суюти приводит тафсир от Ибн Аббаса. Закрой свой. Здесь то же самое. Что разговор? Это разве по-чеченски мадам, что ли, так разговаривать? Я когда говорю, ты свой рот закрываешь. Ты же наоборот говорил, что по-чеченски, а нельзя никого не оскорблять. То же самое, смотри,
То же самое говорит Ибн Касир. Это его толкование. Вот это в начале. Нет, то, что подожди, я это понимаю, его что толкование. Это Ибн мне все Касир равно, что сейчас толкует. говорит он. Подожди, дай сказать. Мне все равно, что сейчас он Дальше. говорит. Рот Я свой тебе закрой. привожу аргумент, Рот то, что закрой, когда Ас-Суюти я говорю. приводит от Когда Асар я ибн говорю, рот Аббас закрой. толкование. Когда я говорю, рот закрой. Да ты мне сказать Когда не я даешь, дай мне скажу сказать, дай мне полностью, сказать. Вот тогда я тебе дам сказать, хорошо? Ну, 10 не надо минут, со 10 мной минут играть, не разговаривать, играй 10 со мной. Не играй со мной, я тебе сказал. Не играй со мной. Как и Суюти говорит, что это просто буквы, то же самое говорит и Ибн Касир. Но дальше уже он приводит ранних, в 7 веке живших, видевших пророка, сподвижников, табиинов. Дальше, смотри, некоторые толкователи Корана утверждают, что Нун это огромная рыба. А Ибн Касир сам говорит, что это просто буквы. Вот в начале его мнения, как и мнение Суюти, который ты привел. Я тебе не говорил про Суюти. Я тебе не говорил про Ибн Касира. Он Ибн Аббаса привел. Я тебе не говорил про Ибн Касира, про Суюти. Алло. Он 1000 лет спустя после Мухаммеда живших. Я тебе назвал Ибн Аббаса. Я тебе его тоже Ибн называю, а Суюти от него Аббас приводит, а передал. Суюти от него приводит. Что он приводит от него? Он приводит от Ибн Аббаса такое же толкование, которое у Ибн Касира. Давай сейчас посмотрим, давай. Давай, Как без ты проблем, без назвал проблем. Я тебя же страницу, прошу повтори. посмотреть, ты не хочешь сам. Да ты не даешь, ты другое мне перебиваешь. Я тебе дал, я Мне тебе темы дал. накидываешь. Суюти название, как ты сказал? Аль-Иткану фил улуми аль-Кур'ан, страница Сейчас 1300. сейчас, секунду. Аль-Иткану фи Фил улуми аль-Кур'ан. Фил улуми. Да, верно. Дальше. Иткан? Смотри, сначала говорю. Аль-Иткану фил улуми аль-Кур'ан, страница 1373. Аль-Кур'ан, сейчас. Что это? Тафсир? Саудийское издание это. Найди саудийское издание, чтобы страницы не путались. Просто если сейчас другое издание найдешь, что там страница другая будет. Такая книга действительно существует, ее автор Джалалуддин Ас-Суюти. Так, эта книга «Труд по наукам Корана». В ней объясняется, как был ниспослан Коран, виды откровения, причины ниспослания аятов, чтение кирааты, язык Корана и стилистика, правила толкования. Так, это не тафсир. Тафсир Он приводит там тафсир. Ну хорошо. Я тебе могу скан показать. Чтобы книги вы знали. Дальше, смотри. Сейчас берем ссылку на нее. Ссылку. Саудийское издание. Издание Мамлякат ас-Саудия. Давай я тебе просто скан покажу, так легче будет. Скан покажу, ты сам прочитаешь на арабском, если ты умеешь читать. Не надо. То без проблем могу привести, чтобы ты там не искал. Да мне без проблем, сейчас найдем. И во-вторых, что я хотел сказать. И ты приводишь Ибн Касира, который сам писал в своей другой книге на толкование обширном, да, про пророка, посланника, про Асара и так далее. Он пишет Бидая ва Нихая, что Ибн Аббас, это толкование не является достоверным в плане того, что мы его должны принимать. Потому что он взял это толкование у иудея, который принял ислам. Он сам об этом пишет. То есть взял от Кааба, который принял ислам, а был иудеем. Он рассказал свои иудейские истории. Ни хрена он не пишет, не надо болтать. Как? Я тебе могу показать скан, что видео он это пишет. Не играй со мной, пожалуйста. Подожди, Скан себе со своим сканом можешь потереться. Он не принимает толкования. Он не принимает толкования. Он сам говорит, что толкование недостоверное. В плане того, что мы его должны принимать. Я тебе только что показал тафсир Ибн Касира, что ты пердишь? Где он принимает и говорит, что оно достоверно? Ты подожди, его книгу знаешь, Бидая ва Нихая, или нет? Ты его хоть раз читал? Конечно знаю. Я тебя отсюда приведу, оттуда приведу, что он говорит, что недостоверное толкование у исламского. Там он ничего не говорит достоверно, недостоверно. Что ты чушь несешь, блин? Я тебе готов привести. Бидая ва Нихая, что такое вообще? Это Тария, Аболтус, блин. Что ты несешь? Да, Тарих это, где история. Да, Тария, он что, исследование, тахкик делает? Да, он делает исследование. Я тебе могу показать без проблем. Да, сейчас посмотрим, хорошо. Без проблем. И тебе вот тот же, который дал опровержение антипримат, он да тоже закрой показывал. свой рот, я одно нахожу, закрой свой рот. По порядку будем идти. Нет, что ты мне просто... дерьмо накидываешь на вентилятор?
Рот закрой свой. Да подожди, ты привез Ибн Кафир, я тебе говорю, что Рот у него свой самого... закрой, я тебе говорю, вообще не вякай. Рот закрой свой. У него самого... Такс. Улуми от Илькан. Улум фи. Аль-Иткан. Такс. Название. Так, كتاب اتقان في علوم Коран. Страница какая? 1373. У меня видно на скане? На скане видно? Страница какая? Я же говорю 1373, алло. Том какой? Первый? Том какой? Том? Том есть там? Том? Тысяча 1372, да? Окей, скажите, пожалуйста, какой это том? Итикан. Иткан фи. Так тут 593 страницы. Пятьсот 95 страниц тут всего. Вы откуда это берете? Окей, вы скажите. Наверное, это третий источник. Вообще хочу сказать, здесь сирийские арабы приходят, у них проблем нету с этим, они во все это верят и подтверждают. Да, это подтверждают все. Со мной играть решил, короче. Тут нету, я открыл Аль-Иктикан фи улум аль-Кур'ан. Вот она. Вот. 590 pages. Вот. Содержание. 593 страницы. Последняя страница, вот. 593. Какая нахрен тысяча? Вот страница. Суюти книга. Дур аль-Мансур. Вот. Сканы, вот. Смотри. Дур аль-Мансур. Фи тафсир аль-Масур. Это тафсир ас-Суюти. Не какие-то книги, не какие-то книжки, приписываемые им, а именно толкование Корана от Джалалуддина ас-Суюти. Вот. Сканы от него. Подожди, я уже тебе привел Вот. толкование. Если ты не можешь найти, это мои проблемы. 620. Это не готов толкование. Я тебе готов Это не толкование. Я ссылку скину на книгу. 620-я, 621 страница. Вот толкование на Коран от Джалалуддина ас-Суюти. При чем тут это вообще? Вот.
Что значит причем? При том, что он от Ибн Аббаса и от самого пророка это приводит как раз таки. Так он приводит разные версии, даже слабые, не слабые, достоверные, недостоверные. Ну, с чего ты это взял, что это слабо и недостоверно? Он, в принципе, собирает во весь аят. Ну, с чего ты взял, что это недостоверно? Где, кто говорит, что это недостоверно? К пророку это недостоверно, а к Ибн Аббас достоверно, я не отрицаю это. Что значит не отрицаешь? Ты же только что это отрицал. Почему я отрицал? Я сразу себе подтвердил, что это достоверно от него. То есть от Ибн Аббаса приводится, что нун это рыба, и это достоверно, верно, правильно? Да, это верно, да. Но он взял это от иудея, то есть от бывшей иудеи, это толкование. Какого иудея? То есть ваша религия бралась от иудеев? Подожди, как пишет сам Ибн Касир, на который ты ссылался? Кяб Ибн То есть Ахбар. какой Ибн Касир? Причем здесь Ибн Касир? Бидая он нихай, он пишет, что Ибн Аббас взял от иудея бывшего. Спустя... Ибн Ты Касир сам на него сколько лет спустя после смерти? Алло, ты сам на него ссылаешься. Ибн Касир сколько лет спустя смерти Ибн Аббаса жил? Да какая разница, ты сам на него ссылаешься. Ты не ссылаешься на него? В смысле, тоже? какая разница? Ты тоже не ссылаешься на него. Так он толкование его приносит, тафсир его, Ибн Аббас. Ну вот, он разъясняет тафсир, он разъясняет, что значит его слова. Откуда он знает, на что он ссылается, Ибн Касир в 13 веке, живущий 600 лет после смерти Ибн Аббаса, откуда он взял, что он это от иудеев брал? Да, потому что есть источники у Асара, что Ибн Аббас он передавал. Где? Где? Я могу привести, То есть я правильно тебя понимаю, ты утверждаешь, что двоюродный брат Мухаммеда передавал толкование Корана от иудеев, правильно? Нет, иудеев от мусульман, которые приняли, от иудеев, которые приняли ислам. То есть Коран, сподвижник Мухаммеда, его двоюродный брат, единственный сподвижник, за которого Мухаммед лично помолился Аллаху, чтобы Аллах дал ему наилучшее толкование Корана, чтобы Аллах дал ему наилучшее толкование, ты говоришь, что ему иудеи давали толкование, да? Я правильно тебя понял? Нет, не иудеи, которые иудеи приняли ислам, они рассказывали израилиты, потому что сам пророк дозволил это. Еще раз. Подожди, Мухаммед посланник Мухаммед сказал, что их не надо принимать и не надо отрицать. Еще раз. Чтобы Аллах дал наилучшее толкование Корана Ибн Аббасу. Ибн Аббас такой сидел, слушал рассказы бывших иудеев, короче. Да, действительно, вот что значит в нашем Коране. Да, я запишу, короче. И от них записывал толкование, да? Не, он просто передал израилиты, не подтверждал, не отрицал, как это пророк сказал сам. Что значит он просто передавал? Он не просто передает. Знаешь, что он говорит? Алло. Он не просто передает, он говорит. Вот прямая цитата. Нун – это огромная рыба, на спине которой Аллах не изложил землю. Да. Он просто передавал. Он приводит другое толкование. Я слышал от иудеев, бывших, принявших ислам, что они сказали, что нун это рыба, в Коране которой говорится. Где это сказано? Смотри, я тебе еще раз повторяю. Ни в одном тафсире Ибн Аббас ни в одном месте не говорит: я слышал от иудеев, передаю от иудеев. Ни в одном месте. Так, есть источники, что он передавал от этого мусульмана, который был иудеем раньше. Ни в одном месте Ибн Аббас никогда не говорит, что я передаю от иудеев. Давайте приведу. Давай. Смотри, и еще хотел сейчас упомянуть. То, что сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал... Да, не затыкайте микрофон. Я же отвечаю, да. И еще я хотел сказать, да. Я сам пророк Мухаммад, саллаллаху... Мне тоже вот интересно. То, что мусульмане, они могут передавать израилиты, но не принимать и не отрицать их. То же самое делает Ибн Аббас в некоторых случаях. Где это говорит пророк? В достоверных хадисах, если ты что, не читаешь? В каком? Муслим хадис есть, где пророк разрешает принимать израилит. Во, даже он знает, даже Ибрагим знает. Что значит принимать? Но нет, то есть не принимать, а их передавать. Не принимать и не отрицать. Передавать просто. Нет, такого там нету. Там я что видел. Может... Там есть. Он говорит, не отрицайте и не подтверждайте их. Какой хадис, номер, скажи? Сейчас еще на одну тему уехало это дело. Надо сначала одну закрыть. Вот давайте закроем.
Так ты не принимаешь от Ибн Аббаса толкование, я правильно понял тебя? Что нун это рыба. И муфассиров, которые говорят, что это достоверно. Смотри, я опять же повторяю, что Ибн Аббас привел несколько толкований. Я уже теперь абсолютно могу принять. Нет, но первое толкование я не могу принять, потому что оно противоречит недостоверны. Корану. Его толкование противоречит Корану. Остальные недостоверны, которые приписываются ему. Я же тебе привел. Я же тебе привел, что что если ты его найти не можешь. Если ты его найти не можешь, не мои проблемы. Я тебе готов скан скинуть, я тебе ссылку скину, ты сам не хочешь. Так я тебе привел, алло, сержант, что эти толкования, которые от Суюти приводит, как ты сказал, что от пророка оно недостоверно. Не приводя никаких источников. А я тебе с источником Я тебе источники приведу, что... ты сам не хочешь искать нормально. Эй, вот источник. Дур аль-Мансур, пророк сказал, вот. Пророк сказал, вот. И что? Дур аль-Мансур. Так я тебе говорю про мои источники, которые ты не хочешь 14 том, 620 страница. Вот. Да я понял, ты уже 100 раз об этом говоришь. Ты 100 раз об этом говоришь. Я тебе уже объяснил нормально. Завали свою хлеборезку. Ты не хочешь слышать. Хлеборезку закрывай, когда я говорю. Дур аль-Мансур, Суюти приводит, вот. Посланник Аллаха сказал, поистине первым, что создал Аллах, был калям и кит. Он сказал, пиши. Калям спросил, что писать. Он ответил, все, что будет происходить. Затем прочитал нун. Клянусь каламом тем, что они пишут. Нун это кит, а калям это перо. Посланник Аллаха сказал, он говорит. Ты говоришь, это недостоверно. С чего да, ты это решил? Потому что недостоверный иснад. Ну, с чего ты это решил? Где источник? Не, подожди, от посланника вот это недостоверно. Я тебе показываю, от сподвижника достоверно. Я же тебе говорю, вот здесь я тебе показываю толкование Ибн Касира, где приводятся другие толкования от Ибн Аббаса, и привожу тебе мнение муфассиров, что все они остальные, помимо нун, недостоверны. Я тебе показываю источник, что все толкования, помимо что нун это рыба, они недостоверны. Я тебе источник показываю, а ты мне просто говоришь недостоверно. Все, но закончил, все равно ты пытаешься что-то еще привести, все равно ты пытаешься привести, что другие толкования есть. Эй! Все, ты все равно пытаешься привести, что от Ибн Аббаса есть другие толкования. Я тебе сразу показываю, что они недостоверны. Источник тебе показываю. Что все толкования, помимо того, что нун это рыба, недостоверны. Я тебе источник на экране показываю. А ты мне говоришь просто, оно недостоверно. А то, что ты приводишь от Джалалуддина, оно достоверно. Ты закончил, да? Теперь ты сейчас солгал, что Ибн Катир написал, что все толкования от Ибн Аббаса недостоверны. Покажи это, где он написал это. Так вот, я же тебе показываю на экране. Где он написал, что все толкования вот, недостоверны об этом? Не Ибн Касир, не Ибн Касир, Где формулировка слов, которые ты сказал? Формулировка слов, где это было? Ты мне вот точки показываешь, отдельные тафсиры приводишь. Я тебе привожу. Так я тебе показываю муфассиров, которые говорят, что они недостоверны. Я тебе тоже показываю, я тебе Суюти показываю. Я тебе тоже Суюти показываю. Что ты показываешь от Суюти? Что? Который переводит другой тафсир. Ты нам назвал книгу, в которой есть 593 Я тебе назвал, страниц. ты сам найти не можешь. Я тебе готов ссылку скинул, тебе готов скан скинул. Ты сам не хочешь, чтобы ты ничего скидывал. Так кидай, пожалуйста, кидай. Куда, тебе в скинуть? И что там в этой скан, что там? Я же тебе объяснил, уже ты сам привел Ибн Касир, что он говорит, что это книга отдельная от имени. Что? Ну прочитай то, что там написано, прочитай. Там в общем, он говорит, что слово, эта буква нун, она одна из букв, которые другие связывают. Поставил. Так я не могу прочитать, я сейчас выйду, у меня телефон вылетит, ТикТок вылетит. Прочитай. Я же тебе объяснил уже, еще раз объяснить? Что ты объяснил? Я объяснил, что Ибн Ас-Суюти приводит в своем вот этой книге, которую ты привел, Аль-Иткану фил улюми аль-Кур'ан, страница 1373, на тафсире аят письменная трость, что Ибн Аббас, а также от него передается, что он сказал, что нун, то есть, почему Аллах не сказал этот аят? Потому что эта буква, она одна из букв имен Ар-Рахман. И эта буква связана с другими буквами, где алиф, лям, мим. От кого он это передает? Что? От Ибн Аббаса он переведет. Давай, покажи тогда и прочитай. Я же тебе показываю, я не понимаю тебя.
Покажи, полностью прочитай. Чего? Я тебе прочитал уже, в общем, смысл там. Ты не надо мне общий смысл читать. Не играй со мной. Поставил скан и процитируй, что там написано. Давай. У меня на русском есть. На русском Тебе верить, это себя не уважать. Я готов любому из вас, я уже скан видел даже. Нам любому из вас ничего. Поставил скан и цитируешь. Давай. А что, ты на русском сможешь прочитать или нет? Так ты это приводишь, ты это нашел. Так давай цитируй. Так у меня скан на арабском есть. Так ты не знаешь, что там написано, да? Я знаю, написано, что я же тебе сказал, что там написано. Тогда цитируй. Я тебе процитировал. Алло, ты угораешь, что ли? Ты не... Что значит ты процитировал? Там написано то, что ты сказал? Прям так слово в слово? Мне твои слова не нужны. Поставил скан и цитируешь. Буква в букву, слово в слово. Сейчас посмотрим от Ибн Аббаса, что передается. А что, ладно, давай вывожу, да? Да, выводи и цитируй. Я вывел. Все можете прочитать. Это что? Это его тафсир. Ну, то, что ты показываешь, это что? Я тебе же говорю, тафсир его. Ну, где ты это показываешь? С книги? Ну, я взял пост, который ссылается на книгу. Пост в Телеграме. Что переводите сразу? Или я не знаю, тебе перевод не нужен? Тебе перевод нужен или не нужен? Я не понимаю. Так я тебе книгу показываю, ты сам не хочешь ее открывать нормально. Я правильно помню скан вот этой книги, которую ты сейчас показывал. То, что ты сейчас показывал, скан книги, это все, что там есть, да? Скан книги я тебе показывал на арабском книгу. Может, тафсир сур 115 суры или как-то? Хорошо, а что тебе надо привести, я не понимаю. Поставил страницу, эту, как без проблем, я уже ставил, я на арабском ставил. И полностью скан переводи мне его. Теперь уже на арабском. И мне в Телеграме перешли его, я сейчас посмотрю в книге, какой это книги, 1000 какая-то страница. Давай. Прям сейчас, что ли? Да, прям сейчас мне его перешли. Все, без проблем. Ну, ты же понял, да, что хадис, это тафсир существует? Не. Ты еще не веришь, да, еще не поверил. Мусульманину доверять, себя не уважать, чувак. Не, наоборот, Конечно, я не понял. Это ты был спален на лжи 100 раз в своих видео. В каком месте, когда? Дофига ты был? Одно место, где я соврал. Хорошо, например, давай, где это противоречие было? Мое противоречие, в моем мнении, это вообще не интересует. Все, ты уже не отрицаешь свои противоречия. В каком месте в исламе, насчет ислама я соврал? Я тебе говорю противоречие, ты постоянно говоришь одно, а через месяц мои другое. Противоречия тебя не должны волновать, и антипримата. Ты никто, и он никто, чтобы я перед вами объяснял свои позиции. Мои позиции это мои позиции. Противоречие, ничего страшного. Все люди ошибаются, Мухаммад тоже ошибается, ничего страшного. Алло, сержант, вас 9. Насчет ислама в одном месте, где я соврал, покажи. Я тебе говорю, я сейчас конкретно говорю про противоречие. Ну хорошо, в каком месте я про ислам тоже могу соврал? Показать. Про ислам тоже есть свои ролики, где ты там одно говоришь, потом другое говоришь. Про ислам только и говори. Ты никто, чтобы я свои позиции или ваши вырезки из эфиров объяснял. Насчет меня. Пусть я буду лжецом, противоречивым в своем отношении, в своих мыслях, позициях. Это не имеет никакого отношения к вашей религии. Вашу религию, когда я говорю, в каком месте я соврал?
Я говорю тебе про Нигде. противоречие, что ты одно говоришь, потом другое. Теперь давай отправляй мне. Давай, без проблем. Ждешь, да? Ты же у меня, кстати, твой ЛС есть в твоем чате? Там, напиши хотя бы что-то. Можешь даже прямо туда. Ни хрена себе мусульманину верить, когда он говорит про ислам. Мой канал, ты вообще на мой канал YouTube заходил вообще? Сколько там мусульманинов видел? Мусульман. Не, ну конечно, периодически захожу, на твой ТГ захожу, Сколько там противоречий. ранее видел, как я раскрываю ваших мусульман? Ну да, от тебя вижу много броня, кстати. Как одно место назови, где я соврал. Давай я тебе покажу противоречие. Где ты говоришь одно прессом, потом другое. Насчет ислама? Насчет вообще любых тем. Не, насчет ислама мы говорим. Я критик ислама. Я вот просто приведу, что он, вот Хавад недавно вот говорил, допустим, 2 года назад, что он хочет, что Чечня была, так сказать, многобожеской, да, что они поклонялись древним предкам. Ты отослал мне, что а потом я сказал. он говорит, что он хочет, чтобы Чечня была христианской, чтобы христиане там были, жили. Понимаете? Это абсурд. О, господи, антитеррор то одно хочет, то другое хочет. Подожди, то есть ты хочешь чеченцев, подожди. Мнение поменялось, о господи, боже мой. Ты хочешь, да, сказать? Ты хочешь чеченцам навязать еврейскую, римскую религию, греческую религию. Еврейско-греческую религию хочешь навязать им. И ты говоришь, что каждое колено преклонилось, что каждый чин преклонился ты мне скинул, Иисусом. что я сказал? Эй, да, сейчас скину. Ты мне скинул? Давай скидывай. Я единственный человек, который говорит правду об исламе. Единственный. А мусульманину верить, когда он говорит об исламе, это себя не уважать. Этому доказательство мой канал. Единственный. Есть еще Абу Талиб. Единственный. Можешь просто в чат скинуть. Смотрят какие-то вот этих дешевых, короче, 1000 раз мною разоблаченных вот этих лжецов, антиприматушки, там, паверфулушки, которые откровенно сидят и врут. И 1000 раз показывал, как они врут. Но все равно эти оболтусы продолжают им верить. Я не буду, я не такой чувак, я таким не верю. В телеграм-группе что-то увидел и сразу поверил. Нет, такое не бывает. Ты прям крутой, слышишь. Нет, я не крутой, я просто не тупой. Я проверяю источники. Тем более мусульманские. Что, так трудно меня найти или что? Алло. Я тебя скинул. Смотри, ты ему говоришь, что он себе же противоречит, что 2 года назад он хотел одно, сейчас он хочет другое. Ну смотри, я тебе задам простой вопрос. Могу ли я хотеть 2 года назад машину BMW, а допустим сегодня я хочу себе Mercedes? Могу ли я это? Ну, там, я тебе могу показать, где он за короткое время меняет свои мнения. За короткое время это не важно, насчет ты ислама, уже насчет других там пример. всяких тем. Если ты привел пример, то будь добр, ему Если жизнь. мы говорим насчет религии, то вообще-то пророк и Аллах сначала дозволяют вино, потом не дозволяют. Сначала, короче, религия изначально в аятах говорится, что в религии нет принуждения, потом есть принуждение. То есть это, да, даже если у Аллаха, у пророка... Не, в религии аят это есть, да, нет принуждения в религии.
Вот о чем это аят? Аят говорит о христианах, иудеев, что их нельзя заставлять. А вот насчет многобожников, у которых религии даже не было, то их можно было заставлять под мечом принимать ислам. Насчет спиртного, то есть... Нет, насчет спиртного, Аллах просто его не запрещал просто первые года. А так он не дозволял. Не говорю, что вам можно. Сначала не запрещал, потом запрещает. Ну а где противоречие, если он не запрещал сперва? Он не говорил ничего об этом. Ну а в чем тогда прикол того, то, что в Коране пишет, что нельзя садиться по нужде в сторону спиной к кибле, а пророк... Нет, подожди, во-первых, в Коране такого нету. В Коране такого нету. В Коране такого нету. Сахих аль-Бухари. Сахих аль-Бухари есть, да. А почему тогда пророк нарушает свои же правила? Что нарушает? Что нарушает? Ну хорошо. Ок. Один момент. Ок. Да. 9.29 это не принуждение в религии? Нет, где там сказал принуждение? Ты можешь зачитать пока? Так я знаю этот аят меча. Аллах говорит сражаться с теми иудеями и христианами, которые, то есть, бесчисленные, которые нападают сами. И также он потом добавляет в этой суре, если они хотят мир, тоже возьми за мир. Подожди, как они нападают сами? Смотри. Когда подожди, вы не даете сказать. Вы хотите ответить, я не могу ответить. Нет, болтовня не принимается. Надо цитировать аят. Но я не помню наизусть, там, сражайтесь с теми неверными, которые... Вот в чат написали. Я как раз специально это говорю, чтобы его цитировать, не чтобы болтать, а чтобы процитировать. Хорошо, смотри, Ибрагим, вот для тебя вопрос, представь ситуацию, когда мусульмане сделали договор с многобожниками, с иудеями, потом они в спину нападают на них. Мусульмане могут сражаться или нет? Мусульмане могут сражаться или нет после этого? Мы сейчас проверяем, есть принуждение или нет. Не, хорошо, мусульмане могут защищаться от иудеев многобожников, которые нарушили договор? Или нельзя им? Или надо... Это тема. Сура 9, аят 29. Читай. Цитирую дословно Кулиева. Слышно меня, да? Да, слышно. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Это не принуждение, да? Да, не принуждение. По-твоему, тогда... У них есть вариант, либо... Подожди. Да, что-то в голове... У них же есть вариант, чтобы подчиниться мусульманам и платить жизнью. В чем проблема? Как и делали раньше империи, народы. Не, ну это получается не принуждение, по-твоему. Ну да, где принуждают там? Вот смотри, я прихожу тебе в дом, говорю, либо я тебя сейчас, концами, либо ты мне платишь и принимаешь мою религию. По-твоему, это не принуждение? Смотри, я тебе еще раз отвечаю, что в этом... Ты мне ответь на вопрос. Один момент, не так. Ты приходишь к нему домой с дубинкой и говоришь, либо я тебя по чайнику сейчас дубинкой плюс 32 и салам алейкум, либо ты платишь, там, собственноручно дань. И он говорит, давай по чайнику, и это не принуждение. Все, ты закончил? Смотри, что значит, что такое война? Война — это когда страна... Ты себе противоречишь. Я не противоречу, я же тебе объясняю. Пожалуйста, не затыкайте микрофон, я же говорю, да. Если ты не понимаешь, что такое принуждение в религии... Пусть он скажет, Ибраим, пусть он скажет, мне всегда было интересно, что в мусульманском понимании принуждение. Если это не принуждение, как они говорят, а что такое принуждение? Объясни нам. Ассаламу алейкум. Кто-то слышит? Да, алейкум. Что такое принуждение? Скажи нам. Братья, а можно сказать или... Да, стоять, стопе. Подожди братья, секунду. Я хочу сказать... Вот тебя поставили, тебе... Закройся, алло, стоять. К тебе вот представили в голове, пистолет и говорят, либо ты принимаешь ислам, либо ты сейчас отправляешься к Аллаху. Это и есть принуждение? Ну, это принуждение, да.
Он говорит нету, потому что у него есть выбор. Так он сейчас говорит да. Ну, есть выбор, если он починится и будет платить джизью. Потому что я можно объяснить. Так это джизия это что? Это то же самое, что и пистолет. Джизия? В смысле пистолет? Он тебе скинул вот эту страницу. То, что он мне скинул, тут приводится в сносках. Вот эти, что он не говорит от Ибн Аббаса, это говорит редактор. В самом Какой редактор? Ты что, тексте угораешь, что ли? Суюти... Какой редактор? Какой редактор? Нет, абсолютно не угораю. Там, подожди, вот ты знаешь, сказать, что там такое сноска? Я знаю, да, скажу. Там Ты знаешь, что такое сноска? Я знаю, ты знаешь, что такое сноска? Да, я знаю, да, скажу. Смотри. Коран Кулиева не Поставь меня на большой экран, Кораном. если не трудно. Коран на русском языке не считается Кораном. Трактовать его вообще Замолкни, нельзя. пожалуйста. Ты не хами. Ты знаешь, что такое сноска? Да, знаю. Вот то, что ты приводишь, это говорится вот здесь. Вот в сносках, внизу. Что Ибн Аби Икрими передается от Ибн Аббаса. В самом тексте Суюти нету этого. Что это от Ибн Аббаса передается. Я сейчас до конца исследую это. Секунду, подожди. Я отвечу. Нет, ты что, серьезно, что ли? Я сейчас только что на арабском прочитал, там есть иснат, который Асуити приводит. Я не понимаю, что с Мухаммадом, что у него в голове? Говорит, нет. Ты не понимаешь? Ты не понимаешь, потому что ты альхамдулилля мусульманин. Вот не был ты кто? Мусульманином. Все понял бы. А ты кто? Я альхамдулилля кафир на 280%. Не, а ты кто? Ты Еху, ты кто? Я бывший мусульманин. Нет, даже ты сейчас свои убеждения, ты сейчас веришь в иудаизм, да, что там можно там я верю сейчас в единого Бога. В единого Бога верю, услышь меня. Можно бомбить детей, кого угодно, как сказано. Я верю в единого Бога, в Зевса. Знаешь такого, который молниями стреляет? Нет, давай, ты зачем опаздываешь? Нормально, скажи свои убеждения. Ты свои убеждения стесняешься или что? Говорю, нет. Ну скажи, кто ты? Нет. Я Зевса. Кто? Зевс, Бог всех богов. Самый главный Бог в мире. Ты нормально скажи. Нормально говорю, Чечено. Вот, я сын Зевса, Бог всех богов. Не, ну я, короче, понимаю, что ты стесняешься свои убеждения, боишься там сказать, что ты там атеист какой-нибудь, агностик или какой-нибудь яхуд. Ты гонишь? Я тебе еще раз говорю, я верю в Зевса, верю в Афродиту, красавица, о май гад. Она, знаешь, какая, увидишь, и Аллаха забудешь, и Аишу. Такая она вся. Ты в курсе, что греческая религия... Подожди, твоя религия нельзя там оскорблять своих богов, там, Афродиты, не туда-сюда. Афродита — это моя любовь ночная. Ну ты, Артемида — это моя дневная любовь. Дионис мой собутыльник. Он вообще красавчик. Ну так что так. Зато у нас нету Аиши, нету 65-4 суры нету. Почему нету? Почему? В иудаизме это прекрасно, если в иудаизме с 12 лет можно девушки выходить. Я не иудей, успокойся. А кто ты? Хорошо, ты христианин? Нет, ты меня не слышишь? Я забыл. Хорошо, христиан, я могу тебе привести христиан. Я тебе могу привести христиан. Мне не интересно христиане. То, что они выходили замуж, девушки, их христианцы. Мне не интересно, я смотрю. 10 лет выходили. Зачем ты кому-то навязываешь свои убеждения? Я не навязываю, я думаю, что это везде было. Во что он верит, ты стараешься. Брат, смотри, он не говорит, что он верит. Смотри, я верю в Зевса, но я очень интересуюсь исламом. Но у меня есть вопросы, на которые не может ни ты ответить, ни Аллах, ни Аиша бедная. А скажи мне, почему Мухаммед с Аишей сделал то, что сделал 9 лет? За что он так сделал? Потому что это было нормально в то время, как иудеев было 11 лет выходить замуж там. Подожди. Мне не интересно иудеи, что ты, да? Подожди, оставь иудеи во всем виноват. У христиан тоже нормально это было. Я не знаю, кто такие христиане.
Ну тогда что ты знаешь? Ты не видишь? Зачем Ладно, у тебя есть ты приводишь 9-летняя доводу, если сестренка? мы про них вообще сейчас не говорим? У тебя Мы есть говорим 9-летняя конкретно за сестренка? ислам. У тебя есть 9-летняя? О, у тебя есть 9-летняя сестренка, которая в куклы играет? Барби, ну, например, есть? А у тебя есть дочка? 9-летняя. Выдал бы ее? Алейкум варахматуллахи ва баракатуху. Ладно, в общем, у меня времени нету, я пошел, в общем. Конечно, время. Хармат не отвечает. Пошел, просто. давай, иди дальше, давай. Подожди, брат, ради Я Аллаха. просто сейчас разговариваю, у меня времени нету. Я вам отвечу. Вот смотри перевод. Вот смотри перевод того, что ты на скане показал. Дословный перевод. Смотри. Поставь на большой экран, если не трудно. Это. Аль-Бакарат Хам. Смотри, внимательно. Это дословный перевод. 43-й вид аястам. Наверху вижу, то, вижу. что. Мухкам, муташаби. Смотри. Аль-Бакарат, алиф лям мим. Это ас-суюти делает тафсир. Ас-суюти. Как я... Сейчас ты полностью рот свой. Вообще ты даже можешь сейчас... Ты сейчас даже вылетишь отсюда, если перебьешь меня еще раз. Это написали... У меня уже от твоей тупости и вранья чердак уже сгорел, короче. Я уже с тобой дальше не буду разговаривать и играть, чувак. Рот свой полностью закрыл и теперь слушаешь внимательно. Внимательно слушаешь о единственном человеке в интернете, который говорит правду об исламе. Единственном. Слушаешь меня, это я. Смотри. Дословный перевод того, что здесь написано. Вначале то, что это буквы, твой перевод у твоего брата неверный. Вот это, то, что ты скинул, оно неверно. И тут то, что Как он неверно? приводит. Хорошо, объясни, это почему неверно. Так, сейчас покажу без Давай, проблем. давай. Смотри, Давай. вот это скан. Что Да, здесь скан. написано в начале? Бакарат. Да, сура Бакара. Хам. Ага. Бакарат. Хамим. Гафир. Да, сура Гафир. Бакара. Да. Ну. Хамим. А теперь дальше читай. Калям. Нун. Правильно? Ну, верно, да. И чё? Да. Что эти буквы, кто это пишет? Подожди, Кто Асуити автор выводит, этого? да, Асуити пока что не переводит, он не переводит Кто пока что. этот Дальше автор? читай. Есть там кто-нибудь? Асуити это Что пишет, эти Асуити это буквы? пишет, да. Асуити. Просто, да, это пишет А теперь Ас-Суюти, дальше как читай. и Ибн Касир. Теперь Ты второй рот читай. закрой свой, я тебе Вторую сказал. строчку читай, Ибраим, арякай умокчур. Арякай диагнозом. Аряка саек девшти, я танцу асицига язинак объяснить, дошину, да, сумно вытарваться объяснять. Вардин хаямар чак ялсуни уже. Хай хацар твой танцу. Вот это, то, что я тебе, осел, вначале и сказал, как Ибн Касир в своем толковании сам говорит, что алиф лям мим это просто буквы. То же самое говорит и Ас-Суюти. То есть в Аль-Бакаре хамим, в Гафире этот хамим, точнее, алиф лям, Бакаре хамим, в Гафире и Аль-Каламе нун. Это Суюти говорит. Это его толкование. Дальше. Дальше то, что ты тут написано, уже новое предложение. И вывел по пути Икримы от Ибн Аббаса. Он сказал, буквы Ар-Рахмана разделенные. Вот тут дословный перевод. От Икримы от Ибн Аббаса. Буквы Ар-Рахмана разделенные. Это вообще другое. То, что вначале это просто буквы, это он говорит от Суюти. Это его толкование, как и Ибн Касира. Дальше уже там ни хрена не понятно. Буквы, не буквы разделенные от Ибн Аббаса, не Аббаса. Это евреи написали, 100%. Я вообще не сомневаюсь, что это евреи. Да. Подтверждаю. Ассаламу алейкум, Георгий. Валейкум ассалам. Рахадлукум и 2 кусочка сахара, брат. Алло, Хамрат, ты тут? Как?
Аллах воскресе. Воскресе, воскресе. В Сикимесе, в Сикимесе. Я могу сказать. Ты можешь, знаешь, что сделать? Хамат, Машку там заляжку Асуюти взять. пишет, алло, там Асуюти пишет потом. Оставь Потом Армата комментатор, он пророка, выводит свою оставь сноску. вашего пророка. Подожди, Смотри, я с тобой общаюсь, Запни, да, иди Армат для тебя пророк. Так что ты должен его слушать. Ты формата нужно с сахабами, асхабами поговорить. Дайте я с этим антироном поговорю. Дадим. Как встретимся, обязательно дадим. Не переживай. Хармат, если ты читать не умеешь, там Асуюти выводит. Потом сноска там пишет сам комментатор, где еще приводится Сейчас этот он хадис. тебя проклянет. Сейчас он тебя Я проклянет, и все, у клянусь тебя... Аллахом, что это его невежество. Аллах оставь в покое. Сейчас там Зачем ты? Клянешься. Подожди, там Асуюти выводит, потом комментатор поясняет, где еще приводится это. Клянешься, клянись лучше морем, солнцем, ручкой, Поклянись, которая знаешь пишет. кем? Абдулла ибн Ахмад Поклянись честью Аиши. Да как он поклянется, если- если ее обесчестили. Можно я вопрос задам, братцы? Если я приду к тебе в гости, твоя жена меня накормит грудью, чтобы я был бы ее молочным братом? Я к твоей жене приду же, если да. Я не мусульманин, я тебе сказал, я зевсолог. У нас ты если придешь к нам, мы тебя сразу преподуем, брат. У Да, нас ты где Зирка живешь? нашел, Где? хайда пошел. Не, Я в доме. давайте без этих вещей, короче. Давайте. Да, а то я не понимаю, что у тебя слова такие. Это по Адаму чеченскому тогда, может? Можно это спросить? Да, то чеченскому Пушина. Только по... Антитирор, давай договорим. Можно спросить, ок. Не, я с антитеррором. Ну хорошо, сейчас подожди, пожалуйста, спрошу. Меня Арман, 3 раза братка, он тебя выкинуло. уже любит, брат. Видишь, он Меня только 3 с раза тобой выкинуло, хочет. я не успел спросить. Можно спросить? Алиткан Фиулюм Аль-Куран, там получается 4 тома. Я вот Шамелу открыл, там какой том и страница? Один вопрос у меня. Один вопрос. Вы все приводите какие-то книги, каких-то другие источники. Вы опровергаете Ибн Аббаса, я правильно понимаю? Не, мы опровергаем его ошибочное мнение, которое он взял от бывшего иудея. Ошибочное мнение человека, который жил рядом с пророком. Я правильно понял? Все правильно, брат, все правильно. Да подожди, каждый человек ошибается в любом случае. Вы на правильном пути не останавливаете. Тем более там не сказано, что Ибн Аббас подтверждал это, он просто его привел. Как это израилит приводится, Это ошибочное мнение, и его надо принимать и не принимать. Че? Так это ошибочное мнение, или как ты выше сказал, его надо не принимать и не опровергать. Если кафиры завтра докажут, что мы находимся на спине рыбы, ну тогда что вы будете делать? Ответь, пожалуйста, на вопрос. Я вот Колодец Буда приземлился. Я вот открыл Алиткан Фи Улюм Аль-Куран. Вот, 4 тома здесь. На какой том, какая страница ты приводишь? Подожди, ты же хочешь этой книгой опровергнуть тафсир Ибн Аббаса, я правильно понимаю? Ну, если то, что в скане он показал, то, что он скинул скан, то действительно, да, написано وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عن ابن عباس قال ألف الرح точнее ألف لام را وحاميم ونون حروق والرحماني مفرقة. Что это что это буквы, имя вот этого Аллаха милостивого. Алиф лам мим. Да, слышно тебя. Ну, что это имя Всевышнего. Да, есть такое толкование в этой книге, вот, ну, на этом скане, что он скинул.
Оригинале есть такое? Надо смотреть в оригинал, да, скан. Это не оригинал, это я не знаю, что такое. Не, подожди, у нас есть группа поддержки, которые себя называют мусульманами, которые опровергают хадис, величайшие толкователи. Короче, спасибо, братья, иншаллах, вы на правильном пути, не останавливайтесь. Да, скажите ему, что его слышно. Свободная сводик цахитер, я не до конца понял. То есть, то, что тут получилось у нас? То есть в скане, который он скинул, передается толкование на этот аят от Ибн Аббаса, что Ибн Аббас сказал, что это просто буквы имени Аллаха. Алло, меня слышно? А про рыба, там что-нибудь есть вообще? Про рыбу есть в других книгах, которые я показывал. Меня слышно, нет? Да, слышно тебя. Все. Вопрос был, а что есть такое толкование или нет от Ибн Аббаса? На этом скане он есть. Было? Надо проверить этот скан. Ты сам убедился. Что? Понятно, скане. Какой том, как страница. У них нету томов. Смотри они, что черными большими там полная буквами. книга собрана, полная книга собрана. Смотри, что они написали. Это издание саудийское, Вот видишь? Страница 1373 страница, видишь? Я не знаю, где такая книга, короче, с такими страницами. Надо найти оригинал. Это, если что, это вообще не спор о том, короче, ничего, это то, что если мы найдем это в оригинале, это ничего не меняет. Просто для нас, для самих это интересно. Почему не меняет? Так потому что в другой его книге подтверждает достоверность, он приводит, что это рыба Нун от Ибн Аббаса. Ну, я не отрицаю это, никто не отрицает это. Ты вообще понимаешь, что я говорю? Ну и все, то поэтому я тебе и говорю, что это ничего не меняет. Это меняет, я тебе объясню, почему меняет, потому что есть два толкования от Ибн Аббаса, значит, одно толкование он передал от Ибн Аббаса. Второе толкование, оно отменяет, оно же тоже есть. Дилера номер, скинь меня. Ну так, меняться, да, знаешь, что меняется будет? Если будет сказано, что от Ибн Аббаса, что это было нун, бла-бла-бла, оно недостоверно. Вот тогда что-то поменялось бы. Из-за того, что есть еще одно толкование от него же, не отменяет того, что у него есть, что нун это рыба. Это не отменяет этого. Да, это не отменяет. Но что я тебе имею в виду? Как Ибн Катир сам объясняет, где он нехай, что он передал от Кааба ибн Ахбара, который был бывшим иудеей. Он передал эту историю от него, который рассказал израильские предания, да которые были в вообще Талмуде. наплевать, что сказал Ибн Касир. Я тебе привожу, что значит толкование не может быть достоверным тогда, когда оно взято от иудея, бывшего. Поэтому есть другое толкование, которое можно брать, которое от Ибн Аббаса. Какое от иудея взято? Что вы несете, болтусы? Так ты сам на Ибн Катира слышишь, он тебе сам показывает это. Он сам показывает беда его нехай, что он приводит от него. Ты сам на него ссылаешься. Так, 3 толкования есть. То же самое в Тафсире Табари приводится. Что за бардак же есть? Что, знаете, что ребята, это есть буквы просто... 17 значений слова нестового, например. Есть 17 значений слова нестового. Вы не знаете арабского, не знаете арабский язык. Когда у человека... Замолкни, пожалуйста, чувак. Да? Замолкни, пожалуйста. Если у тебя... Смотрите, и Тафсире Табари он... Если у тебя болит зуб, ты же к лору не идешь. Замолкни, пожалуйста, замолкни. Почему вы хотите нам объяснить нашу религию, бля? Пожалуйста, объясните нам. Замолкни, никто тебе ничего объяснять не хочет. Вы не учили. Потому что ты ничего не слышишь. Так, вот, я нашел оригинал. Это 23-й том, 142-я страница. Если что, кто спрашивал? Ага, и что дальше? Китаб. Ага, Тафсир это Ибн
Не, Хармат, ты отказываешься от слов, что это Асуити не писал? Асуити же писал, ты же подтверждаешь это, что он писал? Про предание от Ибн Аббаса. Да, признаю, конечно. Да, зачем ты мне начинаешь пререкаться, что это якобы комментатор там написал, он не приводил ничего? Так я тебе сейчас говорю, признаю. Есть это там. Я же исследовал, говорю тебе. Тогда зачем ты сам пререкаешься, со мной говоришь, что это не он написал. Потом сейчас говоришь опять. Я сейчас с тобой пререкаюсь. Это опять противоречит. Я с тобой пререкаюсь. Ты пререкался Почему, до этого? если я признал свою ошибку, это противоречие? Я не ты, я не Потому что у тебя мусульманин. этих Я ошибок, признаю, когда ошибаюсь. У тебя десятки, сотни этих ошибок постоянно. Покажи еще одну, покажи. Еще одну, да? Так это у Ибн Аббаса. Да, покажи еще одну мою ошибку в исламе. Давай, если я тебе сейчас покажу, ты скажешь, что ты противоречивый насчет ислама? Так это же у Ибн Аббаса ошибки, а не у него получается. Хамад, ты подтверждаешь, что ты противоречивый, если я тебе еще одну приведу, твою ошибку еще, которая сейчас была до сам этого. сказал, что это ты сам признал. Приводи ошибку в религии ислам. Давай, насчет ислама, давай. Да приводи, я слушаю. Давай, слушай. Сейчас. Короче, ты со мной где-то примерно год назад разговаривал, да, в Телеграме на группе Лига Апологетики, да, там, где твои доводы были против ислама. Лично со мной ты разговаривал, где ты приводишь хадис, что Даджаль обойдет каждое селение и прибудет им 40 лет. Потом я тебе привожу... Так это, чувак, это не надо со мной, короче, в этой игре все, я понял, да. Это, чувак, да, это просто ошибка, бывает. Стоямба, рот закрыл свой. И ты лично со мной разговаривал. Рот закрыл свой. Когда я говорю, рот закрывай. Когда мои дебаты были 7 часов с мусульманами, прям там же я с Isnad.link с исламского сайта привел перевод этого хадиса. Прям там же мне объяснили и показали мою ошибку, где я ее признал и дальше пошел. Это я показал, Что ты мне со мной игры играешь? Это я с тобой разговаривал. Тебя там вообще не было. Я с тобой разговаривал тогда, я тебе показал эту ошибку. Брат, можно спросить, ты кумык? Нет, там была Абу София. Какой Абу София? Я с тобой разговаривал, ты о чем? Этот ок тебя можно? Ну хорошо, пусть будешь ты. Ты кумык? Короче, ты приводишь мне ошибку, которую мы уже когда-то полгода назад, я в эфире привел перевод с вашего исламского сайта, где они, ваши мусульмане, сделали ошибку. Ты просто перевод не понял, ты сам перевод просто не понял. Алло. Ты сказал, что ты у арабов проверил. Не ври, ты у арабов сказал, что проверил. У арабов проверил. Так у меня там на 7 часов, на 4 дебата доводы. Ничего, ты сказал, что тебе арабы сказали. Ты сказал, что тебе арабы сказали этот перевод. Один пропустил. Тогда зачем тебе врешь, что тебе арабы говорят? 4 дебата по 7 часов доводы, знаешь сколько? Да, ты говоришь, что арабы сказали об этом. По 7 часов дебаты. По 7 часов дебаты, 4 дебата. Сколько доводов знаешь? Да, я понимаю, но ты соврал, что тебе арабы сказали перевод. Сейчас ты говоришь, что ты Isnad.link, что ты исламский сайт. Так я в общем говорил. Прям там же сказал. Хорошо, я ошибся. Прям конкретно об этом говорил. Алло. Ты сказал, что арабы, ты знаешь, что арабы сказали. Прям там же в дебатах сказал. Хорошо. Они сделали ошибку. Да, вы правы. Там не так сказано. Прям там же. Да, я понимаю. Ты мне это приводишь сейчас по Я не отрицаю. Тогда зачем ты врешь, что тебе кто-то сказал, там, что это перевод такой араб какой-то... Я там же сказал это. Там же. Что я взял его с сайта. Они ошиблись. Хорошо, идем дальше. Прям там же. У тебя нового ничего нету, да? Слушайте. Сотни ты сказал у меня ошибки. Сотни. Антихрист, выебать, антитеррор, слушай. Да я лайт, агацеш. Куа, майорел. Можно у этого спросить, ок, ты этот кумык, брат? Алло, меня слышно? Сейчас слышно, я у тебя 10... У меня интернет тут антитеррор, ты говоришь, подожди, Хармат. Нет, я тебе сейчас скажу, кто я национальность. Хармат, ты говоришь, что тебе арабы сказали, ты сказал, что арабы проверили, это хадис, перевод дали. Да зачем ты врешь? Ты же соврал по факту.
Ты сам признал, что ты соврал, что тебе араб якобы сказал какой-то перевод, Так который я- ты сам сказал, что он Так ошибочный. это там же на дебатах сказано. Там же на дебатах все разъяснили и прошли дальше. Ты сказал сотни. Приведи Нет, ты сказал, что ошибку, у тебя... пожалуйста. Не, подожди. Ты сказал, что тебе знающие люди сказали, потом ты говоришь, Да, что ты какой-то сказал, ошибся, да, сказал, прям там же Слушай, признал ты соврал, ошибку. ты соврал, ты по там факту же соврал, мы с тобой ты соврал об по этом факту. говорили и прошли дальше. Ты Приведи ошибку, сотни ты сказал, приведи ошибку. Короче, ладно, я выхожу, мне нет смысла с тобой разговаривать. Ты... Куда ты уходишь? Ты сказал, сотни ошибок у меня есть. Приведи одну Да я не- ошибку. ну, конечно, сотни лжи, сотни ошибок, будет все есть. Да приведи Алло. одну. Приведи. Я уже тебе привел только что, я привел. Ты сам- ты сам Так то, ответил. что ты привел, это мы полгода назад говорили, я там же признал Да ошибку. какая разница, полгода назад, не полгода назад. Так я там же признал ошибку, это ошибка, понятно. Ты говоришь сотни сейчас. Да у тебя и раньше десятки были, я и говорю, и сейчас все есть некоторые, которые противоречат. Так сейчас ты прямо со мной разговаривай, говоришь мне, у тебя сотни ошибки и приводишь ту ошибку, которую я когда-то признал с тобой в разговоре. Зачем Не ты просто ее ошибка, повторяешь? Приведи не просто ошибку ошибка, и ты же солгал, сотни. ты солгал. Ты солгал, что ты проверил у арабов лично. Что я проверил, ошибся? Вышла девочка. Куда она вышла? Хармат, если можно, вот ссылку на вот этот Алиткан Уран. 4 том, 340 страница. Правильно. 340. Да. Ок, кто ты по национальности? Чего ты не сказал? Мусульмане. Но он же не может гордиться своей национальностью. Он должен будет схватиться зубами за джуджуль своего отца. Да нет, Абу София уже ослабил этот хадис, так что нормально. А, ну можно тогда только губами, да? Клетки не восстанавливают. Только там не тот скрин, там нету того, что они скинули скрина, но там есть это. Дугина вызовите сюда, Дугина. Слышишь, я говорю, Да, согласен. нервные клетки не восстанавливаются, они нервничают. Какие клетки? Попугаи, что ли? Попугаи клетки. Не-не, он нервный гид. А эти попугайчи клетки восстанавливаются? Восстановить. 3 раза скажет бисмиллах и все придет на свои места. Да, Так по что воле Аллаха все спокойно нервничай, брат. Да. Пять раз в день жопой кверху дуа делаешь, и по воле Аллаха все будет. Что-то все равно вот не могу найти именно этот текст, который скинули. Это ты на Шамеле открывал, да? Да. Там не тот текст, но то же самое содержание. 3 том, 340 страница, вот что-то открываю и... 4 том, я сказал. А, 4, да, 4 том, 340 страница вот открывал. А, ну сейчас еще раз. 340 страница.
Ибраим, а тот хадис, который ты говорил, ты не знаешь его это? Номер. Передавайте от них, но не принимайте, это очень интересно. Нет, такого я там не слышал. Там есть, что дозволено принимать израилиты. То есть как далиль, там как. Ну, точно сейчас формулировку не знаю, но хадисы от израилитов можно принимать. Хармат, меня как слышно? Алло. Хорошо слышно, хорошо. Алло. Да, замечательно тебя слышно. Хармат, вот, например, сейчас я тебе одно хочу что-то сказать, но ты не говори, сейчас ты скажешь, ты одно и то же повторяешь. Тот же вопрос. Просто я чуть-чуть не понимаю, брат. Вот, например, 65-й аят, 4 там есть, 65-я сура или 4-й аят, что-то такое. И там говорится, что на неполовозрелых дозволяется жениться. То есть, но что я хочу тебе задать? Что я хочу тебе сказать? Там только дозволяется на неполовозрелых, то есть когда они женятся, они говорят, что мы только женимся на неполовозрелых, но, говорит, совершаем супружеский долг, когда становится девушка, этот ребенок, половозрелой. Это ложь? Или, то есть, просто хочу тебя услышать. Конечно, ложь. Ложь. Просто знаешь, брат, наши, у кого есть мораль, например, все, это отрицают. Все. Любого кавказца ты просто скажи, любой будет отрицать это. Нет, брат, такого не было. Такого нету у нас. Почему так происходит? Почему вот для, например, шейха араба это нормально? А почему? Для нас это ненормально, понятно, но почему ты, братан, отрицаешь то, что в книге ясно сказано? Что тебе мешает? Вот, например, если мне любой начитанный христианин или любой начитанный мусульманин скажет, что, знаешь что, брат, в Библии, написано, что ваш Иисус дозволяет на неполовозрелых жениться, я сейчас же выйду из христианства. Я не буду поклоняться моему Богу, то есть все, я выйду отсюда. Почему так происходит, Хармат? Потому что им врали, они не знают свою религию. Веками рассказывали совершенно другое. Говорят, на девушек не смотреть харам. С девушками не разговаривай харам. Их нельзя трогать. Чужих женщин, когда в глаза смотришь, не смотри вниз, опускай свой взор, обходи стороной. Тебя, полностью святым делают. Не матерись, не кури, не пей, не бей, не убей. Понимаешь? Полностью тебя святым делают и ограничивают от всего. Только рабство можно, брат. На рабыню имеешь право и смотреть, и любить, и так далее. Он от всего, ограничивает тебя. Вот, например, здравый человек, когда разговаривает с женщиной, это ничего такого нету. Там энергия, и они своим меняются. Например, если позитивная энергия,
то позитивно меняется. Если негативное, негативное, то есть там нету ничего плохого. Если человек не больной, он не может что-то там лишнее представить там. Если он не извращенец, если он нормальный, здравый человек. Вот я, например, с девушкой разговариваю, мне приятно от этого разговора, и ей тоже приятно от этого разговора. Если я не извращенец, я не могу что-то плохое подумать. Понимаешь? Это от человека зависит. Но когда ты от этого всего отрекаешь его, то есть ты сам вселяешь вот это плохое в нем, отрицая от всего. То есть... Извини, можно перебью, Андрей, пожалуйста? Здесь философия пока. Сейчас, подожди. Хармат, это Сахих Бухари, 3461 хадис, и это комментарий от имама Ахмада. Если сыны Исраила рассказывают вам что-либо, то не подтверждайте и не отрицайте это. Но там еще много комментариев, которые тоже неоднозначные. Это другое. Там есть муслим, который дозволяет брать от этих израильтян. Да, вот это Сахих Бухари 3461 хадис. Передавайте людям то, что вы услышите от меня, даже если дело будет касаться всего лишь одного аята, и передавайте то, что говорили израильтяне, ибо нет в этом греха. А тот, кто намеренно возведет на меня ложь, пусть приготовится занять свое место в адском огне. Вот такое, да, у муслима тоже похоже. Хармат, вообще, почему столько много запретов в этой религии? Просто интересно мне узнать. Ты, когда на Безбородова нельзя тебя смотреть, то вот вопрос, почему? Не слышно. Номер какой ты сказал? Повтори, пожалуйста. Сахих Бухари 3461. На Безбородова. Хадисов, там комментарии. Почему нельзя смотреть на Безбородова мальчика? Я не знаю, брат. Ну да, там нету, что передавайте, но не принимайте. Это там уже комментарии от... Там вот над энциклопедией хадисов, там комментарии нескольких прям... И вот один из таких комментариев от Ахмада, вот такой вот, как назвал... И передавайте то, что говорили израильтяне, ибо нет в этом греха. В смысле израильтяне? Вот, сыны Исраила, типа. А то, что этот иудей, бывший муслим, у него получается сразу... Точнее, у него все уже клеймо, если он был евреем-иудеем, и если он даже стал мусульманином, все равно на нем клеймо, от него все равно хадисы... Так он это и имел в виду, прикинь, это бывший иудей. Прикинь? Даже бывшему иудею, принявшему ислам, нет доверия. Отлично. Харма, почему много запретов, брат, в исламе? Можешь сказать? Да господи, Андрей, что... Для дрессировки. Ну, блин, смотри, я тебе могу это объяснить так. Ислам, он написан по большей части по Библии. Давай возьмем так. То, что запрещается в Библии, то практически все запрещается в исламе. И то, что от себя там, скажем, добавили люди, которые писали этот Коран после того, как сам пророк, салам алейкум, короче, они от себя там что-то добавляли для того, чтобы его приукрасить и показать, насколько он божественный. Тут, в принципе, много мозгов не надо, чтобы это понять. Если я в чем-то не прав, то, пожалуйста, поправьте меня. Если в Библии они взяли вот эти запреты, да, почему мы более свободны, чем они тогда? Вот у Чарли есть такой на аватарке значок.
У нас вот такие вот были до войны. Продавались фотки, и их как бы хранить там в доме, их вешать на стену было таким благом. Похожий на это, или это самый, короче, значок, знак, символика. Так. Арман, когда в Грузию приедешь, я тебе в хорошую хинкальную, брат, приглашу. Братан, пожалуйста, не говори о хинкалях. Сейчас только что переел их, короче. Сижу, не могу сидеть, короче. Зачем ему хинкали? Лучше 72 глупее пригласить. Андрей, по-моему, да? Антоний, Андрей? Андрей, да? Андрей, у меня вопрос. Вы в Грузии черемшу едите, черемшу? Да. Такую еще, когда она не раскрылась, вот в таком виде, да? Не, такой не... Я, короче, это, знаешь, очень люблю чечевицу. Это понятно. А черемша, знаешь, что вообще, что такое черемша? Ну, конечно, я знаю. Ну, так у вас, как бы, это не совсем, да, такое национальное блюдо? Не, это вот, черемша не национальный, брат. С мясом, что есть, вот это более с сыром, с мясом. Короче, с тестью, с мясом. А так, растет у вас там черемша? Конечно, растет, брат, ты что? По-грузински есть у него название? Знаешь? А у черемша не знаю, брат. Название на грузинском благ. Ассаламу алейкум ва-рахматуллах. Андили, брат, значит. Андили. Ва алейкум ассалям. Алхамдулилlah, хоть один мусульманин есть. Здорово, брат. Мне что, не приветствуешь? Мы всегда с тобой на одном связи. Ассаламу алейкум, брат. Какой салам алейкум? Гамарджоба хотя бы скажи. Гамарджоба, як там? Пан, wszystko dobrze, jak tam? Georginy. Jak się masz? Jak się masz? Wszystko dobrze? Jak się czujesz, pan? Wszystko w porządku? Kurwa, co się dzieje z tym światem, kurwa? Patrzyłeś, co tam Wostokiem, to Allah воскресе. Patrzyłeś, co tam robi ten Netanyahu? Kurwa, wszystko to na rabo, короче, kurwa. Stop. Арман, сейчас где я живу, да, брат? Где-то 20-10 метров от меня хинкальную открыли, знаешь какой? Вообще бомбовый. Там и точно самый вкусный, брат.
Так, Ронин. Хинкали это харам, нужно кебаб халяльный, кебаб нужно. Хинкали харам. Не, хинкали, брат, и шашлык, брат, и это, кебаб. Шашлык нужно из ящериц делать. Как пророк своих гостей кормил ящерицами. Ну, я же, брат, не араб ящерицами, у нас не принято. Из саранчи можно шашлык делать? Да, саранча и вот эти ящерицы. Пророк гостей угощал ящерицей. Хотя я сам не ел, когда гость сказал, а почему ты не ешь? Да, короче, мне не нравится что-то эти ящерицы. Я лучше, короче, что-то другое. Прикинь, гостю, короче, еду ставишь, а сам смотришь, как он еду хавает, сам не хаваешь. Да, это прямо в хадисе так и приводится. Ау, Абу, по-братски скажи там, на чеченском что-то написали, не понимаю, про меня. Ронин хочет отстоять позицию свою. Я вижу, он тоже исламский ученый наполовину. Не Ронин, брат. Кто-то Пишут, оба. любят тебя, брат. Любят, говорит, очень мы тебя любим. Короче, Тбилиси Рихар, брат? Надо Крылева. Он тачал выйти. Выйти? Окей. Очень приятно. Взаимно. Идем. Короче, этот формат, когда дебат был с этим арабом, этот араб, короче, ящерицы этот покушал, какашку, я извиняюсь за выражение. Он, короче, это покушал и говорит, это, знаете, это святое говорит. Так наш пророк делал, я охренел. Плюс 32. Харма также была. Ронин, Хауала, заходи, открой 72% мусульманин. Мы с тобой братья все-таки. Заходи, сколько у тебя процентов? Чуть-чуть твои проценты поднимем, а то у тебя мало слишком. Здесь в основном кефиры, но я тебя как бы 70 оправданий буду тебе искать, что бы ты ни делал. Машу. Жук ты нам не братья. Не говори мне, Машу, не выдавай себя за чеченцев. Никогда в жизни у вас кусочка земли не будет в Чечне. Как только вы подумаете вступить ногой своей грязной, ублюдской, выблюдской, Подожди, тебя сначала с бутылки. Вы второсортные хрюшки. А что ты приглашаешь? С бутылки нужно будет встать. Ты нормально дискутируй, я тебе... можно я его? Ты нормально ведущий тогда, мудак ты конченый. Момент. Щельный бозрит, это щельный. Нормально ведущий, ты мудак конченый. Нормально не ведущий. Чтобы ты петушиться мне нормально. Щель могит нам. Ой, петух. Шей дагаря, шей жизня, кунок чуть-чуть класс, когда чужие шей дагаря. Шо цая картани кварту, а шей дэх под адоватер душу. Шей дэх, шумет я. Подожди. Деко, да, это, короче, تعبين شيشان تيخا короче, اسكش عواش والله короче, حنكو ديرشوتي هو هاي داير يا شيشان تي الحلقة ديار الشات قوت Нет, смотри, я тебя завел сюда не чтобы ты петушился. Понятно, что ты будешь там куда-то петушиться. Не в этом смысл был. Просто ты там какие-то позиции отстаиваешь. Вы мне мусульмане, вы мы мусульмане. Я просто хотел проверить, ты действительно мусульманин. У меня 72%.
У тебя сколько там, 12% будет хоть? Потому что если ты дома находишься, то тебе нельзя там находиться. Вообще ты как пробка вылетел. Ясен комментарий. Представь, Эпштейновские, что вы не на родине, Бог подними его. Эпштейн был 100% на сунне пророка. Это сунна пророка Эпштейном быть. Вот смотри, у нас дома идет джихад по исламу, да? Потому что Удугов там это тоже провозглашал, что кефиры на нас нападают. То есть в вашей версии, да, там, салафизма, вот таких политических исламистов, ваша версия – это джихад, который идет как бы между мусульманами и кефирами. И ты не имеешь права с поля боя уходить, поворачиваться задницей к лесу, короче, к передам, к избушке. То есть нету там такой опции. А тем более переходить на сторону кефиров. Я просто не пойму, вот какой у тебя ислам, какой-то бумажный, что ли, или ты сам себе написал его? Эпштейн тайно на каком-то острове что-то делал. Бу приходишом, Натаняхи, тягає, бу приходишом. Я хотів Натаняхи, і я Натаняхи, цим тягає, Давай по существу. Давай по существу. Що жуктію, що трох добов, що видавати, а що йойда, то амбелджі, що жуктію, що ногчу, що жуктію, що притворяться, що ж ногчу, я ж що гінцел їсть це хилаку ногчу, що я не... 29-й, петушица Мадия, еще раз повторяюсь, не для петушинства тебя пригласили сюда. Видишь, петушица выскакивает. Что он там говорил? Типа, вы не чеченцы, да? Да, кто проверить надо же, как бы подискутировать, поговорить. Он Ахмад Сила или там кто он вообще, непонятно. Какой-то этот на бутылке там сидит и говорит, вы сюда не приедете. Ты кто такой? Твоему Путину за задницу, когда возьмут, ты будешь полностью, я не знаю, так же в ноги, подошвы целовать ходить, если тебе там приходит. Мне, знаешь, брат, что просто интересно в дальнейшем. Вот, ну, это само собой, что вот это большое государство в войне проиграет. Но что будет, например, с Чечней, если вот этот русский сапог уйдет оттуда? Что там будет? Вот они все делают для того, чтобы там нормального ничего не было. Специально вот эту вот мину замедленного действия ее заложили туда и продолжают закладывать. Не, а что будет, когда уйдет, например, все они ушли, как бы, и эта система ушла, войска ушли там. Хорошо, дай один вопрос Себастьянет, вот этот опущенный. Хорошо, один вопрос вот задам, просто один вопрос. С этой системой Себастьянет. Первым. Бич, закрой свой рот. Один вопрос задам. Просто ответьте, если вы мужчины, если вы не являетесь действительно не евреями, если вы не евреи, скажите, Натаняху гандон или нет? Давай. Скажите Натаняху гандон, если вы не евреи. Скажите. Натаняху красава. А вот испалились бичи, вы евреи. Какая проблема вообще с Натаняху? Ронин, если ты сомневаешься в наших мужских способностях, у сестренки спроси, я с ней делал никях, она тебе скажет. Подождите. Смотри, Ронин ты или кто, у тебя нельзя, я не пойму. Кто здесь из евреев, кто-нибудь есть? Ваш Нетаньяху этих людей насилует, что ли? Что там происходит? Я просто не могу понять. Нетаньяху... Ашхаду ла илляха илляллах ва ашхаду анна Натаньяху расулуллах. Я не пойму, что у него за проблема с ним. Может, он как-то их что-то там с ними сделал, я не помню. Может, мы не знаем, информации нет. Если есть информация, подкиньте. Нетаньяху, перестань насиловать, или что ты там с этими людьми делаешь? Что они так паникуют? Я думаю, что ему сказали, что эту бутылку Нетаньяху на бутылку, и вот он посадил. Просто сказали.
Просто непонятно. То у них не с Нетаньяху проблема, то у них там с Кончитой какой-то. Вот, Мороду Ворра Еску, экс-исламист. в Австрии живет какой-то Кончита, да, здесь? Не изверил, короче. Այնչոր մեկ ուշուսներ ա գրում բիճո։ Կլիրը ստացիր դրա մոր վերեն շաշտ, լավա։ Кайфа алука, яхи. Ругур, ага. Как правильно, как дела на грузинском? Բիճո քու Մարտինիդ մերնել քունեմ քեզել վերևից։ Հիվանդ այսի բիճո ինչ ա ինձ այնց ուզում։ Как дела, как на грузинском? Բիճո քունեմ ես քու Մարտինին քու վրին։ Будет Рогораха. О, кто это там? Мы сейчас на армянском разговариваем. О, меня таса. Это с нами. Ай, комментариях экс-исламист. Как я могу? Экс-исламист, калирас мора де беляна. Сенс кохен, ор хехти каларо, возитела. Თან брат вообще вот ჭანანჩუმ ему вообще აზრი ჩემი. კალები არიან ამათი პოზიციები და შევეცი. إن الحمد لله ونعمد ونستعين نعوذ بالله من شرور أنفسنا. ბიჭო მტელა აზრი ჩემ გალინ ჩიალშუსნე ალასონ თუ ხო ივან ჩელს ბიჭო. ორ მიად ბერნენ ყურა მორა ცოცოცნე გირა ორ ყოხრა. Петушица там Ронин, он пишет, что он поддерживает. Ронин, если ты мужчина, камеру включи. Ну-ка давай, ты же орешь, ты мужчина, там попой косточки ломаешь. Вот я, смотри. Вот я. Ронин, смотри. Здесь можно у вас, да, камеры, да, включать? Ну, не проблема. Ронин, если... Смотри, вот я. Осторожней там. Ронин, я не дегамот. Давай, ну-ка, включи ты тоже. Ты же там орешь, ты мужчина, там, не знаю. Да, давай, Ронин, покажи на весь мир, как давай, ты круто. Да, покажи евреям свою хлеборезку. Давай, ну ты же стрелы. Вот смотри. Калирас пацак. Если ты там за хлеборезкой, Ронин, следить не будешь, что там как вот этого села Лубянского, Берлазара. Поднимался, блядь, орёт. Мужчины, а сами за камерами прячутся. Ронин, я готов, что хотя Нетаньяху мой пророк, я готов сказать, что Нетаньяху не мужчина. Ты готов сказать, что Рамзан Кадыров не мужчина? Или Путин козел? Я могу сказать. Вообще. Если ты не русский, если ты чеченец, то скажи, Путин не мужчина. Хотя бы Путин опущен. Братуха, я больше чеченец, чем он, поверь. Путин не мужчина. Кадыркин пидорас. Осуждаю. Ай, Химал, брат. Вот ჭანანჩუმ քեզი, вот. Не осуждаю. Короче, писхоскер. Плюс 32, минус 32. Честно, это, по-моему, азербайджанец, который косит по армянина, брат. Он бегает вот так. И этот евреев ругает, чеченцев ругает. Ну, он типа бадхая, типа армянин. Икидана петрушка кач пара? 2 петрушка, если возьму, а по сколько дашь, баджи? А если 4 возьму, скидка сделаешь, щени, деда молка, щени. Давай, Майца. Ронин, ты где, Ронин? Давай, лакачу скинь, скинешь лакачу? Нормально, вопрос просто. Вот видишь, тебя из любой национальности человек может сделать опущенным. Видишь, Ронин, в чем проблема? А у чеченца ни с одной национальности проблем нету. 100%. Чеченцы наши братья, лично мои, много лет Инч, вот ჭანანჩუმ ესინძი, вот ჩაგიდას უფეს.
Анри оставила все Жаштамира Моргора. Вот это Ронин, это что за имя? У всех вот этих петушицы, которые петушатся. Самурай, ну типа, ну. Вопрос. Опущенные самураи. Опущенные самураи. Вопрос, Эге пальма, как бы, тацом шмор. Скорейштина, ховари, скорейштина. Ну, скорейштина. Сабрс, дахатаем, блин. Это луна. Мората куца, етебен змора, ари абасте баца. Даже нормальный вопрос, но какая связь между Луной и вообще мусульманами? Что? Между Луной и мусульманами какая связь? Просто вопрос я в целях. Ну, пророк типа разделил Луну. Кунам еску, блядь. Календарь Луны. Куб айматац мере. Причина у вас тут что срочно. Ты что, не обращай внимания, Андрей, Галина соци остался. Тесла пишет, это календарь по хиджре лунный. Это понятно. По какой луне? По расколотой? Сейчас. Хубал, вот этот, который превратился в Аллаха, это ночь тьмы, бог тьмы, бог ночи. Вот из-за этого у вас вот на этом, на Каабе, на этом высотном здании, там вот Бог Луны. Да, бог Луны. Анна Золотая тоже версию пишет. Голубая луна. Голубая лагуна. Дай закончить вопрос, короче. Хажла. Я примерно Ирана ситуация, примерно темш за черный флагиат. Именно Махди Хавенчана общится. Получается, из Махди Хавена, окей, арабочти, ватса даже. Но это примерно и Махди, иранец они воинс примерно выше. Смотри, вот вопрос. А ты допускаешь, что Нетаньяху это Махди? Как ты можешь быть Махди? Это Пармат хорошо знает насчет этого, он тебе ответит. Пармат, вопрос такой. Вот Иран покажет нам Махди, примерно, Истанбул, на Аббат, вот, Бусул, شو بوصل جنان проститут дубо عايشت ترجع معدي مو كوارتن دي كوي примерно Махди вага примерно Махди один человек это масара ака шевигу бош вока шевигу бош но тогда ситуация если Ирану и флаг хал это значит что Махди уже тут есть понимаешь это Подожди, это который Махди уже по счету за последние лет? Истинный, настоящий. Шиитский Махди, это я не понял. Это шиитский, суннитский Махди только один есть, понимаешь? Ты что, шиит, что ли? Я не понял вообще-то. Бы шиитам, если бы я соблюдал шиитские, как это сказать, ихние там традиции или что там, то, что они там выполняют, там манифестации. Они говорят, что мать правоверна, Айша проститутка. С одним проблем, что Миша. Реально тебе. Почему так говорят, брат? Я принципиально не изучал эти хадисы, понимаешь? Потому что таких, чтобы вопросов не было. Вообще, да, знаток Ватсон из суннитских хадисов. Просто я нормальный вопрос задал. Вот действительно, вот когда Бог... Ну смотри, если Алаудинов возглавляет войско Иисуса, и если Путин рассматривает как Иисус, который там возвращается, да, то так, кто у нас? Трамп у нас Даджаль, и на роль Махди кто у нас получается? Ждем, пока они покажут. Если я же говорю, если они флаг подняли, этот флаг должен поднять тогда, когда будет
когда появится истинный Махди, это значит, они... В Сирии же подняли, в одно место засунули очередной раз. Вам не надоело? Они пойдут против Махди, арабы пойдут. Вам не надоело? Каждый раз вам кефир в одно место засовывают, это черный флаг. Вам бах, что вот эти сирийцы и Шамы, они в первую очередь пойдут против Махди. Это, а если Махди пойдет за Иран, то для меня я выберу эту сторону. Это Асукуба. Что за сказку говорите? Какой Махди? Не поймешь по-любому. Ты вообще никак не поймешь эту сказку. Да, это только Озар поймет. У него в своей... Это не поверит человек неверующий, как Томсо сказал. Парма, ты тоже не веришь в это, да? Короче, только курейшиты это могут осознать, вот такую тему. Также с курайшитами тоже так, как сказать, у него же терки свои были с ними же. Это не значит, если человек курайшит, то он должен быть курайшитом. Ты и по маме, и по отцу курейшит, или только по отцовской линии? А с курайшит у Эллари, бля. Эллар, да, курейшит. А мелок var. Onke o Эллара. Onke o asta Allah yoksa. Så nok чудо и алхамдулилlah, så nok чудо. Алхамдулилlah Богу, это когда ты говоришь, что... Алхамдулилlah. Не, когда бусол ты говоришь, тогда надо хамдулля говорить. А ты когда нохчи сказал, хамдулля. Нохчи для меня, нохчи и мусульмане, это не, как тебе сказать, не нормально, боказ, нохчи, ты моя клулаш. Не что из нервного, бейт ты затвержешь. Нормально. Арбу шхавари хочу, Абуталь. Ты чеченец, да? Вы мусульманин, да? Не, стоп. Это курейшит. У нас есть немного вот этих курейшитов. Ну, они себя так называют. Хрен поймешь, кто они там, откуда. Назвал, я сказал, я из мин ахлил бейт. Я не сказал, что я курейшит. Это... Мусульманин или нет? Я, алхамдулилlah, я мусульманин, да. Как ты считаешь? Подожди. Я хотел поговорить. Подожди. Это что значит ахлюль бейт майт? Это что такое? Пармат тебе скажет, Пармат это знает, в отличие от вас там. Я Пармата не хочу это спрашивать, я у тебя спрашиваю. Слышишь? Когда человека убивают из-за того, что он выходит из ислама, как ты это считаешь? Нормально? Мы тут кого убили, то, что он из ислама? Реально, вот гости, если вы не знаете, у нас есть такое в нашем чеченской среде, ассимилировавшие, ну, черт его знает, мы как бы их не проверяли, да, там их происхождение, но у нас есть... Есть кумерет кунем, кухаясоги мерет кунем. Я не скрываюсь, мой дед от этих из... У нас есть... Подожди, я просто объясняю. У нас есть немного вот этих людей, которые когда-то вот... Тетенс воров тогда из барцацисты, бичо, шанс ту эреса гордуя саркун. Бичо, не обращай внимания, да, по-братски. Да, в нашу среду вот так ассимилировали, и вот эти курейши, называющие себя, хотя они там ДНК сейчас сдавали тесты, и вообще в разных гаплогруппах там по 40-50 тысяч лет вообще разнятся, да, там друг от друга. Но, тем не менее, вот такая тема. Прям, даже если я от них примерно, я там уже 500 лет примерно в Чечне уже живу, и получается, я не чеченец тогда, да? Алло, если ты 1000 лет живешь... Если ты следуешь там чеченскому самобыту, хоть ты там 100 много людей погибло в этой войне, которые сами участвовали в этой войне, получается, они следуют чеченским этим традициям, обычаям, да? Когда моя вся семья с отцовской воевали, получается, мы не чеченцы, да? Я как раз про это и хотел сказать. Смотри, вот твои какие-то эти предки пришли, окей, там где-то, я не знаю, воевали или что вы делали, черт его знает, я тебя знать не знаю, да? Хотя, когда всегда туда вот эта имперская русская власть приходит, они вас почему-то
во всякие эти свою администрацию постоянно ставят. Ну, не в этом как бы проблема. Дело в том, что кем бы там твои предки, кем-то не были, что мы теперь сегодня арабами чеченцы должны стать из-за тебя? Я чеченец. Или же вы должны как бы в нашу среду ассимилировать? Ну, если тут же есть возможность, да, вон арабские страны, 500 миллионов арабов есть, ты можешь туда спокойно поехать, одеть свой халат, говорить там на своем языке и все, там топать, короче. Я тебе говорю, примерно, ты понял ситуацию, я на стороне Ирана примерно. Это Ирану дошли к суннисту, а ты не, мы чеченцы, причем вот ты араб, на стороне Ирана, там, у вас какие-то свои терки, то вы там с арабами гаситесь, там, иранцы, арабы, потом, короче, вы на друга стороне, потом против. Нам какая от этого вообще, не тепло нам или холодно от этого? Если для вас донесут истинную религию, то для вас это будет, как тебе сказать, более лучше, чем... Какую истинную религию? Истина это какая? Ваххабизм или хахабизм или мадхалиты? Кто вы там истинный? Ты который? Она уже есть, она сформировалась, просто надо, короче, то, что нужно. Ты который? Мадхалит, ты... Тарикат, тиджания. Я же тебе сказал, я не отношу себя ни к каким делениям, сечениям, течениям. Я просто мусульманин, алхамдулиллах. Какой мусульманин? Ну, вон у христиан тоже есть католики, православные, там, лютеранцы, баптисты. В христианстве и в этом в иудаизме там почти все течения, они как бы неправильные. И христианин ты, и еврей, и иудей, и мусульманин, да, в одном ты вот так? Нет, а мусульмане, я говорю... слышь, Ибра, он как кофе 3 в одном сразу. Нет, зачем личности? Самая удобная позиция. Не понимает, как ты меня поймешь? Там, не знаю, грузин ты, армянин, кто ты такой? Один момент. Георгий, помнишь, когда мы у тебя на сайте сидели, это чеченоговорящие забегали, говорили, что я никакой не чеченец, Вот тебе живой пример. Пример чего, вендетта, чего? Ты чеченец, да? Как там? Ты гордишься тем, что ты чеченец? Горжусь тем, что я мусульманин. Твой отец рядом с тобой сейчас? Нету его. А где он? Найди срочно, а то ты в рай не попадешь, брат. Какая разница? Большая. Смотри, найди своего отца срочным образом. Отца не трогай. Отца не трогай. Отца не трогай. Послушай. После того, как ты сказал, что ты гордишься, ты должен найти своего отца, дай Бог твоему отцу здоровья. Расстегни его брюки и срочным образом зубами укуси его пупу. Сказал, это относится к нацистам. Я сказал, я горжусь тем, что я мусульманин. Вот срочно найди, видишь, сейчас ты должен уже 2 раза. Сейчас ты должен уже 2 раза это сделать. Видишь, ты опять сказал 2 раза. Обязательно найди отца и отца родного брата. И срочным образом, короче, кусай, братуха, а то ты в рай не попадешь. Пророк сказал, ты тот, кто... Если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, и не говорите ему это другими словами. Этот хадис привел имам Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие со слов Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. Его передал Ауф ибн Джамиля Аль-Араби от Аль-Хасана Аль-Басри, от Утайя, от Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. И цепочка передатчиков этого хадиса достоверная. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, смысл этих слов, то есть, тот, кто призывает к своему роду или к своей нации, или к своей группировке. Например, если он ингуш, то призывает ингушей. Или если чеченец, то призывает чеченцев. Каждый из них превозносится своим происхождением и гордится своим родом. Это и есть превозношение своим происхождением.
сказал, что я мусульманин. Это хадис как раз. Так что давай, срочно. Видели, на что акцентирует? Если Пойди срочно сделай своему отцу минетик, давай. Хадис для вас, вы же гордитесь. Слышишь, брат? Слышишь, брат, а у тебя мама духами пользуется, твоя мама? Твоя мама духами пользуется? Вот именно. Ты херню не неси, слушай. Нет, смотри. Ты мать трогаешь. Будь ты в компании любых чеченцев, знаешь, будь ты в компании реалии, тебя бы жопу порвали. Почему? Я не гей, брат. Я тебя не брат, блядь. Гондон, блядь. Ладно, извини, сестра, извини. Сестра, у тебя мама духами пользуется? Дай Бог ей здоровья. Какой ты новче, ты не новче, ты квокче. приводят, алло, опущенные. Пидорас. Ты не новче, ты квокче. Какой ты чеченец? Чечены говорящий пидор, Какой ты чеченец? Такого чеченца, как ты, рот я ебал 5 раз в день. Тебе ничего... Посмотрим, что кого выебем, блядь. Давай встретимся, есть. С сестрой придешь, да, на стрелку? Никак? Извините. Меня вот слышно? Да, слышно. Ну, слишком... Я хотел сказать вот тему что. надо аккуратно, не агрессировать. Вот его предки, они воевали за него, за продолжение рода. Чтоб потом он пошел вообще тут с арабами решать их проблемы, что ли? Я не понял вот этого. Ну, вообще непонятно, что он хочет сказать. Там, его иранцы вообще просят, вот при всем уважении, иранцы просят его воевать за них или что-то там. Потому что арабы, например, аравийцы, они не собираются за Иран топить. А чечен собрался. Для меня это странно вообще. Им без разницы, где бы мы подохли. В Украине, в Сирии, в Палестине, в Ираке. Главное, чтобы мы подыхали. Главное, чтобы чеченцы везде... В Европе призывают нас вот этому дерьму. За какую-то честь, у которой нету пророка, короче, там людям, короче, вот эти секиры делают, призывают. Да, у меня сотни записей, где они призывают, даже детей и женщин, как в этом хадисе, нападение на спящих многобожников, главы. Да, как прямо так. Здравствуйте. Так, у нас вот гость здесь. Дирол, это жвачка такая? Да. Нет. 3 раза. Ник. Бисмилля, говорите. Вопрос такой. Пармат сейчас тут сидит или нет? Ну, должен он быть здесь. Может, это... Ну, у меня вопрос такой, просто... Ну, у него ТикТок вышел, там написано. Тут интересно, у меня просто тут мусульмане сидят? Разные здесь есть. 72%. Альхамдулилля. Пойдут. Я мусульманин, брат, альхамдулилля. Я уже по интонации слышу то, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Подожди, ты сомневаешься в том, что я мусульманин? Не, ты как-то говоришь там альхамдулилля, вот так типа говоришь, ну, смотри. Может, я ошибаюсь. Ахаду он сейчас скажет. Ты сейчас... Альхамдулилля, так лучше? Хорошо. Хотел спросить у Пармата, у него последний рилс, последний ТикТок, то есть последний, но один из них вышел. Брат, Пармат этот, кафир, не общайся с ним. Я понял, там написано. Для нас грех это. Бисмиллах надо сказать 5 раз. Скажи 5 раз бисмиллах и потом общайся. Давай, брат, давай. Я хотел просто смотреть. Кафиры. Давай телефон. Кафир. Телефон давай. Дерол, ты не забудь, ты просто, Саш, ты сейчас заехал как кулом. Тут, короче, тебя вилять не дадут, свалил. Да он там на кассе просто стоит, там с телефона оплачивает что-то. Не пустили, видишь, джинны ему поговорить, не пустили. А если бы он жил во времена пророка, такого бы сейчас не было. Так, здесь один пишет, еще раз про чеченскую женщину скажешь.
Братуха, я люблю чеченских женщин, дай бог им счастья, здоровья. Они... Подожди, я тебе сейчас запись поставлю, как вот твои братушки эти опущенные. Говорят, что мою мать по кругу будут пускать, мою жену отберут, моих детей по евро продадут. Ты, этот опущенный, иди со своими братушками поговори. Вот про чеченских женщин я тебе скину видео, несколько десяток видео, где именно всех, кто вот в этом чате сидит, их женщин будут по кругу пускать. Что вы опущены, что так я ищу. Это вы пока губами делаете, но ваш пророк этим занимался оставшиеся свои это 20 или 23 года, до 40 лет. А вы это губами только делаете, потому что если вы начнете трогать чеченских женщин, вас, короче, отправят на концерт Кобзона, где у вас большегрудые гури ждут, путаны Аллаха. Да. Вы просто это губами делаете. Вот Дирол здесь в письменном виде спрашивает. Вопрос у него такой. Как тогда должны люди попадать в рай или ад, не восхваляя Бога и не поклоняясь Ему? То есть как можно попасть в рай или ад, если вы как бы не веруете, я не знаю, то есть не признаете вот это поклонение или наоборот там не поклонение? Чеченцы, вот вы собрались там за Иран топить, там выбираете сторону, за мусульман там. Хоть один араб, мне интересно, он готов выучить чеченский язык, чтобы что-то изучать, культуру чеченскую там, например, или выбрать сторону, вот у него спросите, Россия или Чечня там, например, там Чечня или там еще какая-то страна. Я не понимаю, зачем вы топите за них? Ваши предки за них воевали, что ли? Они свои проблемы решали. Вы решаете проблемы чужих народов. Им это надо вообще? Это самая безопасная позиция топить сейчас в данном промежутке времени, да, там за Иран, за Палестину. То есть самая благоприятная такая тема. За Сирию погибают, за Россию погибают. Без разницы, где угодно. Сейчас в Украине Закаев, знаете, что говорил? Сидит, короче, говорит, что он призовет все европейские страны, чтобы отменили мораторий в качестве, именно в адрес чеченского народа, чтобы они могли поехать подыхать в Украину. Да. И вот этот Ломаев говорит, нас там окажется 20-30 тысяч. Да. Сейчас мне тут ничего не держит. Как откроют границу, я и такие же, как я, 20-30 тысяч туда. Представляешь? У него какие планы вообще были? Фантастические. Да. Закаев прямо говорит, сидя перед камерами, что он сделает, короче, заявку во все европейские страны, чтобы именно в адрес чеченского народа отменили мораторий, чтобы они могли ехать. А так, короче, ты не имеешь права с европейской страны поехать за чью-либо сторону. Понимаешь? Прикинь, даже там друг друга убивают, прикинь. Даже не на одной стороне, там между собой тоже там друг друга стреляют. Против друг друга. С одной стороны с Россией, с одной стороны с Украиной. И давай уничтожать нацию. Так, вообще-то там то, что на стороне Украины, если кто-то участвует, это я понимаю это, то есть эту позицию, хотя там на стороне Украины. Не, на стороне Украины хотя бы справедливая сторона, брат. Вообще, на стороне Украины это 100% справедливая сторона, если человек там либо помогает Украине, либо он как бы вражески относится к общему врагу, да, который там его землю забрал, там сейчас других этих соотечественников его закидывают на джихады в Украину, плюс 32
на бутылке там людей сажает и так далее. Это понятна позиция, если человек из вот таких побуждений. Но если у человека исламистские воззрения, да, там в Украине какой-то на этой теме, на трагедии паразитировать, чтобы устанавливать слово Аллаха, там шариат, то вот это вот как бы неприемлемо. Еще неприемлемо. Украина 40-миллионная страна, 40 миллионов человек. У нас мы не можем даже 1 миллион голов собрать. И из-за этого народа там 20-30 тысяч поехать, это там, я понимаю, там 2000, 1000. Ну, с Украины приехало, как мы все знаем, 20 человек. Со всей Украины, большой град. Каждый третий, четвертый, солдат был украинским в российской армии, когда приходили к нам устанавливать русский мир. Да. Был. В плену были, отпускали, есть видеозаписи. Но сегодня поехать за Украину 20-30 тысяч погибать туда. Нет, ни чеченский народ, ни украинскому, ни еврейскому, ни арабскому, ни одному народу в этом мире не должен. Вообще ничем. Если мы должны, покажите нам, что мы кому должны. Мы никому ничем не обязаны. А вот Да, серьезно, вопрос один. Извиняюсь. Вот когда, короче, война была там в Чечне, даже, например, наша сторона, Грузия, помогла чеченцам. Но я не знаю, там, палестинцы помогли, сирийцы помогли, арабы помогли, украинцы чем помогли, и еще кто, не знаю. Ребята, у меня есть к вам один вопрос такой важный. Можно задать вам? Можно. Хорошо, быстренько. Первый вопрос. Если когда-нибудь регион Кавказ получит независимость от РФ, то каковы шансы, вероятность того, что могут начаться внутренние войны между своими народами, кавказскими народами? Никогда не было внутренних войн. Ни в один момент истории Кавказ между собой не воевал. Никогда. Потому что если Кавказ получит независимость, образно говоря, да, то каждый... В смысле, если Кавказ будет независимым? Говорю, Кавказ будет независимым. Да, не говори, если. Да, ну вот вопрос, не возникнут ли у вас такие территориальные споры, вот такие спорные территории? А что нам споры? Россия сделала все, чтобы эти споры возникали. То есть там сделали все, максимально все, что могли, чтобы именно, и потом вот этим вот и козырят, да, там перед мировой общественностью. Типа мы отсюда уйдем, сейчас здесь что-то будет. Зачем эти как бы создавались вот эти ситуации и законсервировали их, да? Вот это поэтому я вас и спросил, да, потому что вдруг у вас там анклавы есть, я же не знаю, просто я не жил. Да, ситуация такая, вот если русский мир, Россия, если ее принудят соблюдать какие-то мировые правила, да, там новые, может, мировые законы, то тогда все проблемы, они иссякнут. Но пока будет вот такая же ситуация, да, там, создаваться искусственно вот такие конфликты, да, тогда, конечно, будет сложно. Потому что если в 99-м году Степашин, директор ФСБ, приезжает в Дагестан, создает там шариатские Карамахи, Чабанмахи, села, потом затягивает туда чеченцев, чтобы создать вот эту ситуацию для того, чтобы потом напасть. Да, если вот такие ситуации создают, конечно, тогда это будет проблемно. А если русские займутся своей русской республикой, национальной, я не знаю, русская народная республика, вот взяли, и все, ей занялись, и начали бы ее строить, жить там, вообще возводить для себя, для других, вот пользой какой-то заниматься, тогда другие тоже там себе что-то сделают, найдут. Мне, знаешь, что интересно? Потому что, да, извините, что перебил вас, говорите, Анти.
Не. Извини. Не, брат. Вообще, как вода долца, вообще, ценишь вопрос, да, за нормальный вопрос. Имей культуру. Имей культуру, бичо, дай договорить. Твоя тема уже длится, бля, как вода вообще, бля, не знаю, без края, бля. Маля, бичо, дома будешь говорить. Блядь, надо дома оставлять. Эй. Ну вот, смотрите, Андрей. Просто тут болтаете, базарите. Я хочу нормальный вопрос спросить. Базарят на базаре. Камеру включи. Мужчина. У нас тут фотка есть, фотография. Камеру включи, давай, смелый. Кубанец нормальную тему задал. Ты Узар, подожди. Сейчас кубанец. Дело в том, что, да, смотрите, я просто заметил, что у некоторых кавказских народов возникают такие недопонимания между собой, да, как языковой барьер там и какой-то, может быть... У кого? У ингушей, у осетин? Ну, я слышал такое, да. Я этому не желаю, я этому не рад, конечно. Я желаю лишь процветания и миру кавказскому народу, региону Кавказу, конечно, искренне, да. Но вот у меня возникает вопрос, если вдруг получит независимость, это если сейчас такие вот такие вот недопонимания, а что будет после независимости, то могут усилиться там, да, могут мешать. Ну, смотри, кубанец, вот зачем России это все нужно? Зачем? Вот смотри, когда Советский Союз развалился, да, если бы действительно желали бы, хотели бы жить нормально, создали бы русскую республику народную какую-то, да, кто бы захотел, давайте действительно вместе, хочет кто-то сосуществовать, подписывать какой-то там договор о вхождении там и так далее. По-честному, нормально, демократически подписали бы, нормально сформировали бы государство, сосуществовали бы с другими народами, республиками, там, которые хотят отдельно жить. Зачем вместо этого создают исламистов? Зачем вот это вот тоннами литературу заводят? Зачем похищали людей вместе с ФСБ? Зачем это готовило? Зачем создавали в Дагестане багаудинов, хренаудинов всяких? Зачем вот этим занимать, потом на Украину нападать, на Грузию нападать, на Сирию куда-то нападать? Зачем этим? Не лучше русским жить? Осуждаю, да, я полностью осуждаю. Плюс 30. Нормально. Можно же было жить в своей русской народной республике. Нормально создать. И для русских нормально, чтобы они тоже развивались, я не знаю, там продвигались, создавали там технологии, приносили бы пользу там, с другими дружили бы. Вот зачем куда-то Кавказ, аж бедный Кавказ, вот все хотят, что же с Кавказом будет, там туда-сюда. Да себе лучше, хорошее, почему не делает Россия? Вот это я не пойму. Потому что большевики же были из-за этого, у них не было таких интересов национальных во благо стран, как США, например, только умных людей ставить во власть, у них не было такого, да. И из-за этого так пошло-поехало, да. Я сочувствую, что так получилось, да. Это не только вас коснулось, это коснулось всех бывших советских республик. Включая Украину, тоже самое. Просто вот русские нормально себе бы жили бы, на Кавказе бы, вообще без проблем. То есть нашли бы выход из ситуации. Вот это исламизм выхолостили бы нахрен. Насчет ислама я с вами согласен. Это уже угроза национальной безопасности. Все полностью там объединились бы аккуратно, там нужные структуры, спецслужбы, там, если нужно, там международные какие-то услуги, там подключить к этому и нормально жить, сосуществовать. Зачем вот этим заниматься? Зачем создавать вот эти очаги по всему миру? Ну, такие вот были большевики, вот они создали, да, столько проблем. Подожди, брат. Вот ты, Я вам вопрос задаю, вот это, кто это был там, кубинец или кто? Ты чем недоволен? Скажи, я тебе... Я всем доволен, я тебе вопрос сейчас задаю. Вот когда иранцы выиграют, какое ощущение у тебя будет? Иншаллах. Иран, я вообще... Да мне вообще плевать. Мне Иран не интересно. Я сюда... Это вообще не мой регион. Иран... Про духи лучше скажи нам. Духами твои женщины пользуются?
Подожди, Иран Подожди, над кем? брат. Иран мне не интересен. Иран это Смотри, не моя тема. Это не ко мне. Иран над кем выиграет? Иран, если Ко мне засадит... по-барабану, Иран это Если не моя за- тема. Мне не интересен Иран. Это вообще... Один момент. Я вот этому курейшиту. Вот Иран, например, если засадит Саудовской Аравии что-нибудь побольше. Это огромное. их проблема. Пускай сами разбираются. Надо уже... Да, Я что просто ты будешь показываю. делать, Узар? Вот засадили, например, Я курейшитов. поддерживаю сторону Ирана, я поддерживаю их джихад. я тебе говорю. Твоим курейшитам вот иранцы засадили конкретно, вот, например. Что ты будешь делать? Вот эта верхушка, которая там в Саудовской Аравии находится, вот эти короли, вот это все семейство королевское. Я с радостью, я мечтаю, чтобы они ушли. И разницы нету, кто этому королю или принцу засадит, понимаешь? А ты не мечтаешь, что Кадыров ушел? Дальше что? Ты потом за шиитов будешь, за суннитов будешь. Ребят, честно, Будешь, Война закончится. будешь смотреть в какую сторону. Ой, блядь, что они его смогут? Шииты и сунниты смогут между собой договориться и решат, что изначально ислам был без всех этих разветвлений, без этих масхабов, без Сейчас, короче, 1450 лет не смогли что-то одно там выработать. А теперь, вот видите ли, Иран сейчас засадит, короче, Саудовской Аравии. Евреи сами хотят, чтобы засадили, понимаешь? И им засадили. я сам лично, Потому конечно, что против по этого контракту- ислама. Я осуждаю вот Да, движение я же самого расскажу, дай ислама. сказать. Но Дай в этой войне дай я сказать. лично за Иран. Смотри, Лично дай я за сказать. Иран. Смотри, у евреев в своей Торе написано, не больше 80, больше около 100 лет они нигде не живут, понимаешь? Каждые 100 лет они где-то там живут. Последний, У вас дай в рассказать. Коране А потом написано, составить это. Каждые 100 лет... христиан. Алло, Подожди, ты сам где же всех живешь? остальных. И последние 100 лет были вот здесь. Вот Ты здесь. сам где живешь, Узар? Почему ты не в своей Куришите живешь? Что ты там у нас делаешь? Причем тут потом евреев, куда-то за евреев цепляешься? Ты в жизни живого еврея видел вообще? Я что видел? Я и тебя видел в жизни. Лузар, вопрос там есть. Видел, и что? Я тоже видел евреев в жизни, особенно в Сирии много видел, в плен попадались. Лузар, и вопрос к вам есть один. Это что, это твой брат Узар, вот этот зашел, который... Нет, я... Игилович, который в России сидит, в России, ФСБ, это Бортников, Патрушев, у вас тут Игилович бывший. Нет, брат, я против этого. Я Опущенным надо сделать из него быстро. Подожди, Узар и вот этот его братан. Вы почему против ИГИЛа, я не пойму. Что? Братан, я сам по себе против не то что ИГИЛа, а самого ислама. Я недолюбливаю эту религию. Окей, ладно, ты пока, подожди. Узар, ты почему против ИГИЛа, я не пойму. Потому что специально она была создана, если логически... Что в нем не так? Что в нем не так? Смотри, нам не так то, что весь вот это... Логика тебе запрещена. Логика тебе запрещена. Ты чё, кафир? Ты не имеешь права логично. Успокойся. Я объясню, как причина. Какая логика? Нет, по Корану. Логику Что оставь. он не поделил с ИГИЛом, я не пойму. Дебил, блядь. Хрингил против, короче, осуждаю. Я тебе объясню, почему. Вот смотри, сколько миллионов... Я это понятно осуждаю, потому что это все дерьмо, короче. Тоже осуждаю. Ты почему? В чем проблема? Ты почему осуждаешь? Объясни, я не Потому пойму. что я сейчас логически отвечу вам, что это было неправильно. Почему? Вот смотри, сколько миллионов арабов примерно. Логику оставь, я тебе говорю. Ты чё, И ни кафир? одного мужчины нету, одни барабы. Подожди. Какая логика? Ты чё? Моя логика, я сейчас вам ясна будет. Логически не думай. Нет, замолчи, кафир. Логически не думай. Без логики давай объясняй. Асатяйший газ, блядь. С микрофоном, ешь, блядь. А ног чалючку, чё, блядь, да? Подожди, подожди. Окей, ладно. Машаллах, блядь, дали. Вы что, дез датсон. Машаллах, блядь, дали.
Ибраим, ночью мата, вы, бля, пиздюки, закройтесь там, вы вообще не поймете это, блядь. Так, сейчас тебя придется выкинуть отсюда. Ты на личности переходишь. Потому что логично начал думать. Видишь, это им грех логично. Нельзя. Шайтан им это важный не вопрос. пускают логики. Я просто хочу понять, почему вот это... у него вроде идеология, все точно так же, да, он ахлю сунна валь джамаа, он полностью за шарикат, он полностью за халифат, короче, за вот это все. И тут вдруг ему почему-то не нравится ИГИЛ. Плюс 32. В чем проблема, я не пойму. Потому что за задницу его взяли. Это, да, понятно. А другая какая-то проблема есть? Да, братан, ему нравится ИГИЛ, просто он не будет это здесь говорить. А сам, открой его галерею, у него там вот эти все фотографии про ИГИЛ, видео, вот эти вот то, что они эдиты делают, выпускают. Они многие говорят, мы против, мы против. Но на самом деле они... Это на лохов рассчитано, мусульманских лохов. Да, я сам вообще вижу, да, то, что вот творится, чуть больные на голову вот эти, они вообще не понимают, во что они верят. Верят я вот просто то же самое говорю. в наркомана, который по пустыне шлялся и 9-летнюю девочку изнасиловал. Вот это поэтому я что тебе но я хоть и недолюбливаю ислам как религию, но от этого евреев почему недолюбливаю? Ненавижу, брат, честно, ненавижу, терпеть не могу. У меня клинит от них. Что они сделали? Объясни. Вот бесят они меня, брат мой. Но не нравится. Чем бесит? Добрый вечер. Вот я еврей. Обоснуй свое. Я еврей. Вот чем я могу тебе объяснить? Один момент, Давид, один момент. Пожалуйста. Давай я отвечу на вопрос. Подожди, вот у тебя личная какая-то проблема с каким-то евреем? Нет, смотри, брат, я тебе объясню причину. Психологию понять. Объясню причину. В 2014 вообще в Израиле город, сейчас, как этот город назывался? Иерусалим, да, в городе Иерусалим была армянская община. Не есть, а была армянская община. Христиане, именно христиане-апостолы. Евреи, когда вот эта вся суета с Палестиной была, то, что они там друг друга долбили. Ни в коем случае я Палестину не поддерживаю, нет. Я свою тему рассказываю. Евреи массово убивали армян. Это документальный факт. Вот, собственно, остановись. Вот смотри. Это первое. Подожди, сразу, Давид. Нет, но это же неправда. Покажи одного армянина. Подожди секунду. Я знаю лично людей. Во-первых, я лично сам, как еврей, нахожусь в одном попечительском в борде в одной компании, где попечительский совет я возглавляю. Мы ремонтируем христианские церкви. Мы выделяем деньги на армянскую церковь апостольскую Иерусалимского патриархата. Ты мне не дал договорить. Секунду. Послушай меня честно, внимательно. Нельзя наговаривать. Это наговор. Я говорю по факту. Это за такие наговоры надо отвечать. Покажи мне одного армянина, которого убили евреи в Израиле. Покажи одного. Я троих таких знаю. Покажи одного. Ты я троих таких друзей у меня. Фамилия скажи, одного. Покажи одного, не надо троих. Одного покажи мне. Асатрян Араик. Послушай меня, Асатрян Араик, скажи, послушай меня внимательно. И у нас завтра просто праздник. На следующей неделе, вот я поднимусь, я сейчас подпишусь под уважаемого тут ведущего. Сейчас напиши мне в личку, я тебе принесу справку из полиции. Ты его угрожаешь, слышишь? Да я никого не угрожаю, не дай бог. Никого записывать. Давайте, Давида. Просто нельзя заниматься. Вы сионисты, по факту вы сионисты. Я послушай. А кто у тебя против этого? Не, вот послушай, вот зачем наговаривать? Подождите, не перебивайте. Ни одного армянина, не дай бог, не убили, не тронули. Мы с уважением ты точно так же будешь
ты точно так же будешь отвергать тот факт, что вы продавали азерам вооружение и готовили их наемников у себя в стране? Подожди секунду. Подожди секунду. Одну тему закрываем. Тише. Мы сейчас сначала закроем твой обман по поводу убийства и наговора. Не надо обманывать, это некрасиво. Мужчина должен быть мужчина. Мужчина должен уметь отвечать на свои слова. Когда мужчина не отвечает... Не евреям это неправильно. Ты лучше платить за друзей научись. Не, послушай, поверь мне, я-то мужчина. Я за каждое свое слово отвечаю. Единственный мужчина еврей — это Иисус. Я отвечаю за свои слова. Я за свои слова отвечаю. У наших мужчины ебут весь мир, делают, что хотят, где хотят. Подожди, Витё. Ты что, дурачок, что ли, такие вещи говорить? Материться не надо. Аккуратнее всех. Материться можем мы все. Материться не надо. Если ты наговариваешь... Я евреев ненавижу не с религиозной точки зрения, а просто кому хочешь. Послушай, их как народ ненавижу. Не, еврейский народ, ему все равно, кто его ненавидит, кто он любит. Но наговаривать не надо, это неправда. Ни один армянин не подпрашивает. Дай мне секунду. Один момент. Да. Все видите, человек ругается, и он думает, Давид, я его убрал отсюда, потому что вообще непонятно вот это. Человек просто является, наговаривает, делает роль. Я хотел просто понять, вот самому мне интересно вот эту психологию. Что за проблема вот это там у армян некоторых с евреями? Нет, я объясню, в чем проблема. Я объясню в двух словах. Израильское правительство 15 лет назад обратилось к правительству Армении, что нам нужен был плацдарм против Ирана, чтобы установить специальные системы слежения за тем, что происходит на территории Ирана. И мы сказали, мы вам можем продавать оружие, технологии. Значит, они сказали, нет, мы дружим с Ираном, и мы дружим с Россией. И мы против ваших технологий, продавайте кому хотите, мы с вами не хотим сотрудничать. Нам нужен был... Армяне сказали? Армяне, конечно. Вот одна из моих компаний принимала участие в системе безопасности аэропорта Гейдара Алиева в Баку. То же самое попросили сделать армяне в своем аэропорту. Наша делегация полетела туда. Они говорят, а мы все деньги спиздили из бюджета, который на это выделили. А что вы хотите, чтобы вам бесплатно делали? Если Бог мозгов не дал, нам Он дал мозгов, мы можем делать. У вас нет мозгов, платите. А кто будет бесплатно делать? А кто будет делать бесплатно? Что значит ненавидеть? Я лично не ненавижу, я уважаю армянский народ. Просто и среди них есть представители, которые себя некрасиво, недостойно ведут. Лично я, моя компания в Израиле, платит каждый месяц на восстановление, на реконструкцию армянских церквей в Израиле. Зачем как компания называется? Как компания называется? Запиши. Гимельзайн 22 Мадав Баам. Я тебе покажу даже квитанции, если хочешь. Как мы платим им, строим для них там, мы не строим новые здания, да, мы там ремонтируем школы, ремонтируем церкви, мы не даем там миллиарды, миллионы долларов, но выделяем какую-то помощь. А это же зачем врать, зачем наговаривать? Мы также выделяем для других конфессий. Не, я не говорю, что... Мы выделяем, и мы знаем, мы никогда в жизни, когда были даже там проблемы у армян с арабами, армия туда наша зашла, и ни одному армянина, ни одной царапины не было. О чем вы говорите? Зачем себе наговаривать? Это неправильно, это недостойные люди. Сидят, врут. Я спустил. Я сейчас разъясню чуть-чуть. Смотри, дай сказать. Я сейчас вот этого спустил, да? Пожалуйста. Момент, не перебивай. Подожди. Я вот его спустил, чтобы здесь не было вот такой... Я там ненавижу, как бы всю нацию называю. Просто нужно нормально здесь дискутировать. Вот я здесь модератор, да?
И чтобы здесь на канале там межнационального вот такого там каких-то розни вот такого не было, там была попытка просто выяснить, как это так там на целый народ говорить, который вообще как-то не военно никак не соприкасался. Вот поэтому наоборот, мы никогда в жизни не дадим, чтобы один армянин, у него царапина была, не дай бог. Это позор для нашей страны. Зачем? Они тут живут, они мирные люди. Армяне никаких проблем не делают. Достойно работают, живут, платят налоги. Нормальные, порядочные люди. А чё, зачем? Зачем наговаривать, что какого-то... Слушай, если был там какой-то, я не знаю, там гоп-стоп или там какой-то криминал, кто-то кого-то убил, это не значит, что еврей пошел убил армянина. Да, были случаи у них конфликты с арабами, но не с евреями. Не дай бог. Этого никогда не было. Давид, еще один момент. Все мусульмане обвиняют меня, что я чеченский горский еврей. Этот паспорт, когда вы мне отдадите? Давай, приезжай, братан, приезжай. Если тебя обвиняют, приезжай к нам. Приезжай. Смотри, Давид, тебя никто не перебивал. Теперь можно я буду говорить? Говори, только не говори ненависть. Я тебя прошу с уважением говорить. Смотри, я тебе разъясню, почему я против еврейского народа. Да мне все равно, дай Бог тебе здоровья, будь против еврейского народа. Просто не говори неправду. Неправду. Я буду говорить факты. Да, во-первых, то, что ты говоришь, есть тот факт, что именно вот Израиль бомбили Сирию. Израиль много раз бомбил Сирию. Это 100% правда. Да. Ты знал то, что в Сирии живет больше 4 миллионов армян? Я не знаю, сколько живет там армян. Даже больше 5 сейчас прокомментирую. Вот что это во-первых. Я прокомментирую, если можно. Мой брат, подожди, пожалуйста, Ибрагим. Я уважаю тебя, конечно. Ну да, я закончу, потом ты скажешь, родной. А ты сам где живешь, Арм? Я в Грузии живу. О, в Грузии живешь, понятно. Да, братос. А что ты против евреев имеешь? Брат, пусть он сейчас вот то же самое, что против турков и азеров, то же самое против евреев. Прямо вот и против всех турков и всех азербайджанцев. Смотрите, вы как бы он все равно не договаривает. Вот такое сказать. Ты же смотри, вот ты сейчас привел пример, что Сирию бомбили Израиль. Ты знаешь, что Россия бомбила Сирию, короче, не просто бомбила, да, а бомбили именно гражданских. Бомбили, я согласен. Но я много вот здесь общался с Австрией. Смотри, нет, как раз таки нет. Вот в Австрии я общался с беженцами, которые оттуда шли, да, тысячами, то есть с ними на демонстрациях где-то участвовали. Это гражданские люди, которые там в основном против исламистов. Они утверждали, что именно русские, вот в отличие от всех остальных, да, там американцев, там Израиля, которые точечно бомбят, ювелирно работают, что русские бомбили именно гражданских. То есть все вот эти дети, женщины, которые там... Гражданских это имеется в виду, смотри, брат мой, перейду на минуту. Гражданских это имеется в виду те, которые за оппозицию. Нет. Гражданских это имеется в виду вот эти 4 миллиона армян, там, не знаю, миллион грузин, наверное, вот их. Да. Русские, да, они. А что? Подожди. Секунду, я не знаю... Подожди, на минуту, Давид, на минуту. В Сирии жалко, если люди умирали. Израильтяне не убивали армян. У нас нет проблем с армянским народом. И не будет никогда. Ложь. Нам армяне, дай Бог армянам здоровья. Если нам надо, мы Армению за 2 часа захватим. За 2 часа. Да, твою маму я ебал, пидорас, хуесос. Стоп. А что ты ему даешь? Прошу, подождите, кто это там выкидывает? Брат, можно теперь я расскажу? Чтобы, то есть у вас здесь конфликтная вот это произошла ситуация, и вообще-то Давид более адекватно здесь говорил, да, и по возрасту он там постарше. Можно было бы чуть-чуть соблюдать культуру вот этого общения. То есть
это вот сейчас вот эта дискуссия была не для того, чтобы здесь создавать, наоборот, какие-то еще больше разжигать конфликт. Лично я вот зачем это углубился, да, вот этот разговор, наоборот, чтобы попытаться обоих, короче, там, обе стороны, да, вот, два человека, скажем, чтобы наоборот там... А, что? Вышел этот, да? Какую-то, да, какую-то... Не, я кто-то Давида спустил, но я его тогда, вот этого армянина тоже спустил. Что спустил? Все, начал всех, да? Это оскорблять начал? Не из-за того, что, не из-за того, что там обоих там не уважает кто-то, просто чтобы такого не было, там, попытки, наоборот, усугубить, как создать какое-то это. Короче, давайте тему немного... Смотрите, братья, тот человек, который говорит, что он против на всего народа, он в моих глазах не людь. Как бы, когда так. Я сам наполовину армянин, наполовину грек, но в жизни не скажу, чтобы там за всех азербайджанцев или за всех турков. Хотя турки мне причинили боль. Мне и моему народу. Но у меня есть турки друзья, азербайджанцы друзья, чеченцы друзья, даргинцы друзья, евреи, армяне и так далее. А тот человек, который приходит и говорит за всю нацию, это не люди. Кто бы он ни был, еврей, чеченец, грек, грузин, армянин, разницы нет. Сейчас мы в Грузии живем, как бы никто не может там что-то против другой национальности сказать. Он только что сказал, этот Арм. Сейчас, например, война была, и там уже закончилось все. Мы здесь как бы ни при чем. Здесь у нас эта политика не работает против народов. И мы не можем сказать там. Мы не можем сказать, подожди, я договорю. Мы не можем там встать и сказать, ты знаешь, ты азер, я с тобой не буду тужить, вы нас убивали. Или он то же самое не может мне сказать. Это здесь не работает. Почему они его не Почему они не приняли? Слушать не хотите. Вот эта идеология... Да, брат, скажи. Свой, чужой. Там кавказец, ты русский, мордвин, бурят, не имеет значения. Если ты не в этой идеологии, ты потенциально, противник, враг. Это же неправильно. Неправильно жить свой-чужой. Конечно, неправильно. Аллах чутка ошибнулся, но с кем не бывает. Из-за этого свой-чужой война начинается, брат. Это как, знаешь, Поэтому нам придется выкорчевывать вот эту идеологию, которую русские туда притащили. Русский мир. Да, который полностью строит там мечети, не спрашивая ни одного народа. Да, притащили туда палестинцев, в Чечне для них построили целые городки. Не спрашивая чеченский народ, притащили туда террористов своих. Москву забирайте прямо против Лубянки, давайте им квартиры. Оттуда русских выселите, прямо во дворах, которые там живут, напротив Лубянки. Всех русских изгоните из этих домов, как чеченцев, и туда поселяйте этих палестинцев. Террористов, которые вы притащили туда после спецоперации 7 октября. Да, вот прямо напротив Лубянки. Не, свой-чужой, брат, это вообще неправильно. Если так человек думал. Свой-чужой, как так можно из-за этого? Да ладно, братья, задевать я не буду. Здесь его нету, этого еврея. Задевать не буду никого. Если кого-то как-то... Сейчас ты не прав. Брат, я в любом случае буду прав, потому что у меня семейная скорбь
насчет этой темы. И если ты дальше будешь мне за это говорить, предъявлять, я еще больше буду задевать. Не надо про эту нацию при мне говорить, пожалуйста. Семейную скорбь неправильно обобщать, да? То есть, если есть какое-то личное... Да, все, это мое мнение. Это мое мнение. Братан, если они на Ураза Байрам режут голову пленного... всю нацию, а ну еще раз мне скажи. Турецкую буду задевать, азербайджанскую есть вопрос? Где ты? В Грузии где ты живешь? Петух ты. Батуми. А я твой маму ебал, гандона. Ты пидорас, я твой гандон. Стоп. Я не буду задевать, чтобы меня не кикали, но он не мужчина. Смотри. Не. Обоих. Если модер кого-то убрал, надо обоих убирать. Не, брат, я же не задевал родителей, я же никак его не оскорбил. Уже как бы вот эти... Мы здесь не чтобы конфликты, да, создавать пытаемся, а наоборот, нормально. Ну, ты говоришь то, что ты его не задевал. Опять же, ты начал Места соприкосновений. Да. У нас скоро их паспорт не будет действовать. Что вы там паритесь за них? Их скоро не будет, иншаллах. Плавая курица. Твой паспорт, плавая курица. Скоро будет. Плавая курица, у тебя паспорт, который тебя... Что ты там пыхтишь? Что ты сюда заходишь? Свои арабские проблемы, да, вон... Я не знаю, ваши вот эти чаяния, там, имперские, арабские, их не распространяй на чеченцев. У чеченцев с евреями, ни с армянами, ни с грузинами, вообще ни с одной нацией в мире, помимо тех, кто на нас напал и отобрал наше государство, и сегодня закидывает на джихады по всему миру, исламизирует нас, делает из нас пушечное мясо, пока они не откажутся от этого, вот у нас вот такая, из-за их действий у нас конфликтная ситуация. А так, чтобы нации, да, там вот эти целые народы, из-за ваших идеологий, из-за ваших каких-то вот этих непонятных, которые вы тащите со всех этих сторон, какие-то проблемы, вообще нету их. Если у тебя есть проблема, ты какой-то араб, какой-то палестинец, иди и решай свою проблему. Не надо чеченцев туда затягивать. Чеченцы должны быть на стороне правды, то есть на правильной стороне. Вот конфликтная ситуация, мы видим, Россия напала на Украину. Нормально, нужно быть честным, последовательным и четко давать оценку ситуации. Мы видим, вон сидят какие-то исламисты в иранском режиме, и там грозятся вот это волыны размахивают. Когда их долбанули по голове, да, это тоже бывает, потому что эти режимы, они опасны, у которых там прописаны всякие там, не должно государство существовать там, и так далее. Вот эта тема, тут нужно быть на стороне правды. Ну, конечно, на стороне справедливости должен быть человек, чтобы на весь мир он не стал посмешищем. То есть, если ты на стороне несправедливости, то тебя никто не защитит, тебя никто не будет оправдывать, в твою сторону никто не встанет, никто не посмотрит. Парень, армянин, который здесь был, у него там свои какие-то чаяния, но ты все-таки молодой человек тоже, тебе нужно правильно вот этой всей ситуации как бы не на горячую, а на холодную. То есть голову потихоньку понять, там у тебя личное что-то, да, бывает. Но весь народ в личное не затягивает. Пока не вот надо сейчас, понимать, например, чтобы вы чеченцы, да, это Россия. Вот сейчас, например, Россия ни нам, ни вам, то есть войны наши народы увидели, но мы же народ не затрагиваем, правильно, весь же мы не затрагиваем. Мы говорим, что вот
так вы с нами, в общем, несправедливо отнеслись. Но весь народ в чем виноват? Правильно? В смысле ты про что сейчас говоришь? Что? Ты про что сейчас говоришь, я не пойму. Георгий, Аллаха. Не слышу я вас. Меня слышно? Ты про что сейчас говорил? Можешь повторить? Не, я говорю, что вот, например, мы тоже немало войн видели со стороны большого государства, нашего соседа, что много плохих вещей с нами сделали, несправедливо убивали нас, но мы же весь народ тоже не затрагиваем, правильно? Весь народ обычно русские затрагивают. Вот когда у нас изначально война началась, не просто чеченцев они мочили, бомбили там в сортирах, плюс 32, цитирую Путина, а своих же русских, то есть все жители города Грозного, их просто не просто вот там какие-то объекты или военные какие-то там стратегические какие-то эти точки, да, вот чисто тактика террора, просто подряд всех. И около 20 тысяч русских, которые в большинстве проживали в Грозном на тот период, в основном бабушки, дедушки, просто вот так вот покосили всех. То есть вот с этой стороны как раз-таки и совершается вот это вот подряд безразличное там, свой-чужой. Мелкий, старый, женщина, ребенок, военный, гражданский. Конечно, осуждаем полностью и призываем не делать вот это вот, не заниматься террором. Сегодня в Украине тоже не заниматься этим террором. Долбить по гражданам. Ты знаешь, если честно, Россия, например, сыграла вот эту роль, чтобы ислам распространялся в Чечне. То есть она помогает исламу распространиться, и как бы она тоже помогла исламизировать чеченцев. Есть такое? Не просто есть, а они полностью использовали вот этот инструмент, чтобы демонизировать чеченский народ перед всем миром. И пострадавшая сторона, которая просто замочена, задолблена, забомблена, там, полностью разрознена, там, изогнана, короче. Вот эта сторона, чтобы она как бы... И еще оказалось так, что эта сторона, она как бы виновна. Из-за вот этих вот религиозных приемов, да, которые там применили. Понятно. Все, я понял. И еще как понял. Официально, то есть тогда, если они не официально это применяли, да, он может Дугина посмотреть, вот здесь, так, один момент, у меня здесь шум. Я извиняюсь, один момент, не один момент, а вот видео можно посмотреть вот здесь на Маршо канале. Как русские идеологи, в частности Дугин, разъясняют, как они победили чеченцев, что они применили. Это не как бы мы здесь придумываем что-то, а там официально каких-то курсантов собирают, дают курсы, разъясняют, как это все проводилось. Поэтому тут ничего придумывать не надо. То есть там четко Дугин заявляет, да, и объясняет молодым людям, которые учатся в этой идеологической сфере, как там использовать вот эти инструменты идеологии и так далее. Он им четко объясняет, что чеченцы там народ, который они бы все бы погибли, мы еще неизвестно, сколько бы это продлилось, если бы они не использовали бы именно вот эти религиозные методы. То есть разделение вот этого традиционного ислама, который у нас присутствовал, и внедрение вот этого
импортированного, которое они как бы противопоставили. И вот таким образом Да, показать миру, что в общем... Да, показать всему миру, что в общем мы там не людей. Я маму ебал этого эфира тех, кто вас слушает. Пидорасы вы ебаные. Подожди, что тебя тоже Нетаньяху обидел? Еще одного. Твою маму тоже ебал, твою семью тоже ебал. Стоп. 5973 Бухари, 90 Аккуратно. Мы тут как бы по хадисам, мы тут хадисами не говорим, Анри. Если что, здесь вот такие залетают, только в ответ, если ты будешь говорить, то тебя тоже придется выключить, потому что как бы здесь причем он сам пришел. Просто просто как задел все. Просто амин обратно отправляется это и все. Это провокация, провоцируют специально, потом забанят канал и все. Да. Я что хотел сказать? Я, например, понимаю, почему Ибрагим он хочет, чтобы на территории Чеченской Республики не было ислама. Я это понимаю. Почему? Потому что с научной точки зрения представим, что Чечня стала все-таки исламской страной, и все там России нету, представим. Теперь что произойдет? Наступит ли там мир дальше? Что будет? Представим, себе. Есть, например, Иран и есть Саудовская Аравия. И та там полный ислам наступил. Но, как мы видим, мира нет. Теперь что наступит? Тогда в Чечне. А что произошло с тем же Ираном? Как там уровень жизни опустился строго после шариата? Я хотел договорить насчет мира. Сунниты, они начнут свою тему там проповедовать в Чечне, чтобы завоевать свои ресурсы, там какие-то человеческие ресурсы, и все прочее, территориальные ресурсы, природные ресурсы и дальше так далее, идеологический ресурс. Шииты начнут опять свою тему. И опять к чему мы возвращаемся? Я имею в виду взять христиан. Они же не идут, что я баптист-христианин, например, а другой католик. Я не иду к нему что-то доказывать, что-то решать и говорить ему. Уже зрелая религия, понимаете? А с исламом такая вещь происходит, и это я не придумываю, это мы сейчас наблюдаем. Спасибо за внимание. Спасибо вам тоже. Почему я не хочу, чтобы был ислам, будет не совсем правильно, ислам, если нашим гражданам, удастся этот ислам, мы как в европейских странах живут, чеченцы, и им удается их ислам подчинить законам страны, где они живут. Там молишься ты где-то, может, постишься ты и так далее. Если тебе удастся так же свой ислам, его успокоить, чтобы он соответствовал законам государства, то тогда на такой уровень, если выйдем мы, это отлично. Но если люди говорят об исламизме, Именно имеете, опять Нетаньяху обидел кого-то. Ох, этот Нетаньяху, как он этих палестинцев. Слушай, Ибрагим, у меня такой вопрос тут назревает иногда. Допустим, Россия уйдет из Чечни, из Кавказа, там продолжит развиваться ислам. Сейчас строго к Чечне отнесу данный вопрос. А как сживется ислам, именно коренной ислам, с чеченскими адатами и обычаями и традициями в целом? Нет, у нас какая-то эта версия, она же присутствовала у нас, если мы берем, допустим, этот сам коренной ислам, который ислам, и, допустим, как у турков, этот суфизм, который более облегченный, как турки не принимают то, что там Айше было 9 лет, для чеченцев-то это вообще какая-то дикость.
Не знаю точно как бы смысл вопроса, я чуть-чуть мысли вопроса я потерял. Ну, хорошо, вот такой вопрос, типа, как чеченские адаты, традиции, обычаи уживутся с истинным исламом? Не который суфизм, там, где облегченный, а вот именно истинный. Вообще никак. В корне. Ну вот, получается, там даже если... Традиция, да, вот смотрите, если человек, вот как мы раньше практиковали это, да, молится там, постится, и себе там вот этот духовный свой мир пытается его там улучшить как-то, я не знаю, стать хорошим. Если вот так получится у кого-то, то и международные законы, и законы нашего государства, в частности, статья 43 Конституции Чеченской Республики, она разрешает каждому гражданину исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Но там статья на этом не заканчивается, там идет дальше, да, там следующий пункт, да, совершать там религиозные обряды и вести любую другую религиозную деятельность, и ключевой момент, не противоречащую законам государства. То есть, если у тебя в религии прописано там джизью брать, какие-то шариаты устанавливать, то это нельзя, это не соответствует. Ну, для этого тогда... для этого можно визу в Афганистан, например, открыть. Да, так я как раз таки про вот это, типа, как истинный ислам без шариата. Он же невозможен сам по себе тогда. Да, вот как-то нужно будет придумывать, кто хочет истину. А вот как раз таки вот эти мусульмане, которые строго вот чтят. Как-то надо будет с Афганистаном. Они захотят шариат, как бы. Обязательно. Вот к этому это все и подводится, да, чтобы какие-то эти захотели шариат, и чеченцы никогда не могли возродиться как народ, как государство, и их постоянно кто-то держал под сапогом своим. Вот для этого как раз этот модератор, то вот ролик, который у тебя там стоял, покажи, давай посмотрим его, прокомментируем. Честно говоря, там нужен умный человек. Сейчас поговорим об этом, прокомментируем. Но я не думаю, что там даже умный человек позволит, что-то решит, если законы шариата и конституция какой-то страны или республики, где светское общество находится, придут к единению. Как бы там постоянно будут свои разногласия. Подсистема ВИРДов является второй моделью организации чеченского общества, вторая еще модель тейпов. Тейпы – это рода. Эти тейпы толкумы – это кровное родство, но дублируется вирдовским родством суфийским. И вот что любопытно, что, например, такие люди, как Удухов или Шамиль Басаев, будучи с одной стороны выходцами из суфийской среды, полным носителями мифологической модели, они в качестве логоса, социально-политического логоса независимой Ичкерии взяли именно салафитский ваххабизм. Это чрезвычайно важно. И, кстати, только благодаря этому, по большому счету, мы смогли с ними справиться. Дело в том, что когда ваххабизм стал утверждаться в Чечне и в Дагестане довольно активно, он вошел в прямое противоречие с тем, что называется, являлось исламом бессознательным. Потому что тот ислам, который естественным образом распространен на Северном Кавказе, он ничего общего с ваххабитским политическим исламом, с ваххабитским салафитским логосом не имеет. Традиционное исламское духовенство в лице Кадырова, которое поначалу восприняло ваххабитские тенденции просто как неких союзников в борьбе с постсоветским логосом, или продолжая советским логосом, постепенно поняла, что становится заложником совершенно чужой игры. Вот с этим был связан феномен Кадырова. Кадыров — это вор, а Басаев — вор.
Басаев, это, несмотря на то, что он чеченец, он встал на сторону ваххабитской линии и стал организовывать в Чечне джаматы. Эти джаматы вошли в конфликт с вирдами. И вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможен, исходя из такого соотношения исламского конфессионального фактора на Северном Кавказе, конкретно в Чечне. Я, кстати, в этом принимал участие. Если бы Россия, в данном случае российское руководство не провело достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабитским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось, потому что чеченцы, вот, действительно особый народ, они подрались до конца. Но вот это разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого, естественно, произрастающего на этих территориях, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, которые мы добились на Кавказе. Да, можно прокомментировать. То есть они сами являются вот этим, как сказать, активистами и сами являются инициаторами вот этой войны. То есть они не только являются инициаторами этой войны, они еще и делают так, чтобы вот соседи между собой, короче, начали там войну или в своем этом... Да, и ты потом в качестве рефери выступаешь, да? Вот да, я пришел проверять. Чтобы на своей земле, среди своих, чтобы там смута была, понял, да? На черно-белых разделять. Они прекрасно знали эту религию. Они очень прекрасно знали и знали, что будет способствовать тому, что вот если они все станут этими, они сделали так, чтобы и захватить Чечню, и если в каком-то случае ее и использовать в своих интересах. То есть они очень прекрасно знали. Вот армян, например, они не смогли до конца сделать своими рабами, потому что там не ислам, там христианство. И там они мозги свои включили, и как бы они знают, как работает эта их система. Что в постсоветском вот этом пространстве, что произошло? Вот, чеченцы как бы весь огонь на себя принимают, остальные бывшие республики под шумок у них получается чуть-чуть там отползти и попытаться как бы устроить там собственное какое-то там самоуправление, собственное устройство, то есть стать более-менее независимыми. И да, и самое интересное... Кто удачно в этом успели, да, там, у кого больше всего успеха, это балтийские страны, потом, ну, в принципе, Восточная Европа уходит, там, Польша создает демократическое государство, уходит из-под влияния вот этого сапога. Там, Чехия, Словакия, то есть разделяются на два демократических государства. Потом, ну, ряд, короче, восточных стран. Потом вот это влияние из-под с Югославии тоже там ослабляется. Там. И вот это все на нас зациклено. То есть мы как бы берем весь удар на себя. И в итоге из-за вот этого религиозного вот этой темы, да, то есть взяв ее за основу, облапошив общество наше, да, которое как бы приняло вот это дело там
новое, да, там религиозное дело, как союзника, как что-то такое духовное, ценное. И вот таким образом в итоге... Да, подкинули просто. Да, мы Подкинули. получили политических исламистов, политический ислам, и в итоге там Умаров Докка там на весь мир садится, провозглашает, ну, он уже как бы на тот период чисто исламистом стал, и всему миру объявляет, там, Америке, Европе, Израилю, джихады объявляет, плюс 32 осуждают дебилизм. И вот так, кто даже не видит, кто даже... Да, и они этим воспользовались, как бы, показали всему миру, народ что вообще вот... в этом не участвует. То есть народ, вот это массе своей, там, граждане, они не понимают даже вот это политическое, вот это все там сценария, да, вот этого всего. Они даже не понимают, что над ними происходит. Ибрагим, Вот коротко эти от себя Дагестан. хотел добавить. Да. Что я хотел вот сказанному и сказанным Дугиным и нашим собеседникам, что я хотел сказать. Они же не один день, не 2 дня разделили чеченское общество. Представь, чеченский народ разделили. Вот это духовенство давно работало на спецслужбы. Они видят, что если они могут разделить народ через религию, они же видят, что через религию они будут управлять, могут управлять дальше этим народом. Вот сегодня через религию чеченским народом поэтому управляет. Если могут разделить, значит они могут и дальше этим народом управлять. Сегодня чеченским народом управляют. А это духовенство ни день, ни 2, ни 3 года, 4 года начало с ними. Десятилетиями это духовенство работало на российские спецслужбы. Эти сотрудники, эти работники, обыкновенные работники, они получают зарплаты у нас. Ни сверху, ни от Аллаха получают. Они получают зарплаты. Это открытые работники. В мечетях муллы получают этих медресе, государственные, они сами говорят, государственные учреждения они. Государство платит этим, они обыкновенные сотрудники, их работники. Вот через них действительно управляют чеченским народом. И чеченский народ через духовенство они разделили. Они и сами признают и говорят. Я все. Ну да, они как бы подкинули это вам, чтобы среди вас вы между собой, то есть несогласия были среди вас же самих из-за религии. Еще они из-за этой религии воспользовались бы вами. В случае чего-то они вами же воспользуются, как сейчас воспользовались вами в Украине, грубо говоря. Да, просто вот все, что самое обидное, да, вот это весь удар оттянуть на себя, там народ, люди погибают, какие-то мужественные ребята погибли, вот в первую, в частности, войну, да, которые вообще не знают ни хрен ислам, ни всякие шариаты, ни что, это вообще понятия даже у них нету, да, и вот эти люди там отстаивали вот эту там независимость, вот такие вот ценности. И в итоге получается, вот когда уже во Вторую войну разыграли эту религиозную карту, то есть на этом наоборот, там Россия реабилитируется, становится борцом, спасителем всего мира от исламистов, которых сами они напичкали. Да, против террора, да. Это как бы реабилитация. Сами, короче, вот таким сделали, сами. Да, в цивилизованный мир реабилитация. И вот даже страны, которые с этими исламистами постоянно, как бы у них проблемы, да, они тоже начинают сочувствовать России, понимаете, потому что у них это естественным образом эти процессы. Ну, это, знаешь, как просто... Это да, как издевательство. Там эти процессы получается естественным образом протекали, да, они как бы создав вот такую вот искусственную вот эту вот ситуацию, им удалось там на свою сторону, ну хотя бы, если не сделать союзниками, то сделать молчаливыми, скажем так, сторонниками, да, кто с молчаливого согласия как бы благословляет.
А вот некоторые страны, да, вот балтийские страны, восточноевропейские страны, среднеазиатские страны, более-менее там под шумок как бы что-то там. Ну вот Украина тоже не за это время как бы. Просто вот в Азербайджане даже вот эти люди, которых они посадили на своих местах, все равно они больше оказались, я считаю, патриотами своего народа, да, там грузинский лидер, азербайджанский, армянский. А вот в Украине, Украину, которую посадили в систему, они, к сожалению, менее такие оказались любителями своего народа, да, и более оказались русскими, чем сами русские. Поэтому Украине не удалось нормально как бы сформироваться, да, и стать мощным. Они постоянно находились тоже под вот этими ставленниками, что, к сожалению, вот в итоге сейчас. Да, сейчас уже украинцы полностью как нация, народ осознают себя, но вот это время было потеряно даром, в отличие там от других республик. Вот Да. такая, короче, ситуация. Ты знаешь, у них, знаешь как, вот когда они пытаются, они вообще как захватывают, знаешь, своего главного раба создают, помогают ему финансово, вот, создают еще людей вокруг этого главного раба, то есть еще создали своего главного раба, свою марионетку, грубо говоря, и еще сбоку своих последников ему создают, и вот финансируют его, этого главного раба и его последователей. И этот главный раб, короче, обманывает свой народ. Ну, в общем, говорит, что жизнь будет как в шоколаде, вот так будем жить. Все. Народ, как бараны, выбирают его. И все. То есть, тот, кто его финансирует, этого главного раба, вот этот его хозяин, он и становится хозяином этой страны. Вот и все. И эту схему, короче, да, сейчас договорю. Да. Вот эту схему, короче, армяне очень хорошо увидели, что вот эта схема так работает. Сейчас Кремль опять пытается своего главного раба поставить в правительство Армении. Но армяне этого не хотят. Они понимают, что та же самая пластинка в третий раз уже не перевернется. Все, мы уже это увидели. Все равно то, что вот сегодня Украина стоит, скажем так, на страже, да, там вот и европейских стран, даже и восточноевропейских, там Польши, 5-10, то есть, скажем так, на страже цивилизованного мира, пытаясь там жертвы огромные. И к счастью, там цивилизованный мир более-менее понимает это. Вот в нашем случае вот проблема в том, что как бы вот эти жертвы, потери, такой маленький народ, тем более никто не понимал, да, что происходит. Там сами пытались биться, там. Да, тогда не столь мощная была Россия, как вот сегодня на тот период, но тем не менее там все-таки это сдерживали, да, там годами. А потом в итоге оказаться еще виновным, вот когда там весь мир тебя из-за вот этого исламистского фактора на тебя уже как тебе как верблюду доказывать. Да, и ты как бы еще виновен, как оправдываться тебе приходится от всего этого. Да, то есть ты не виноват. Да, ты не виноват, на твоей стороне справедливость, на тебя напали, но вот они такую картину создали, что это вы сами виноваты, и вы сами как бы сторонники террора. Они, то есть, подкинули это вам, чтобы оказаться на стороне правды. Заскакивают всякие дебилы, да,
мать-перемать, там всякие вот эти. Это вообще тупоголовые жертвы, то есть они вообще даже не фурычат, грубо говоря, да, они вообще не понимают. У них в голове ислам головного мозга, они думают только вот такими своими какими-то этими, да, там, нарративами, там, идеологией. Они не понимают. А по сути, это жертвы, которых вот их, чтобы добиться там геополитических своих интересов, вот так зарядили на это. Они сейчас бегают от дурной головы, и ногам покоя нет, и думают, что они от себя действительно, я познал ислам, там, туда-сюда, иншаллах, там, весь мир, во всем мире слово Аллаха надо установить. И вот так, ты им, когда предписание религиозное, что-то здесь пытаешься там зачитать их, научить этому, сказать, что да, дурак, тебя облапошили, то есть ты вообще это не твоя тема. Вот и видно, да, как они вот на этих площадках, вообще даже он не понимает, за что топит, не может ни свою позицию отстоять, ни обосновать. Ну вот у него как бы уже он на этой волне, да, и как фанат стеклянноглазый. Что я хотел сказать, что из истории мы видим, но они же не будут говорить, что ни турки не скажут, ни Иран, ни Россия, что кавказские народы, они использовались в своих интересах. Иран, Турция использовали кавказские народы, потому что Иран воевал с Россией, но Иран тоже проигрывал. Вот даже вот убийство Грибоедова в Иране, когда тоже война была. Русско-турецкие войны, из истории брать примеры. Турция была Турецкая империя, Османская империя была. Вот они использовали чеченский народ, другие народы, черкесов использовали. В борьбе против... Абхазов использовали. Абхазов, всех. Это не только на Кавказе, это везде же было. Буферные эти зоны создавались. Мы же знаем, куда вот турки, когда чеченцы уехали, куда их селили? На границе. Представляете, на границе, где будут конфликты все время происходить, селили. Даже римляне, другие народы, там, когда, знаешь, вот Вавилон, Ассирия, захваченных, они куда селили? На пограничные, с других районов забирали, переселяли, и другие районы от родных мест отрывали, переселяли в другие районы приграничные. И вот чеченский народ все время использовали. Вот имам Шамиль, он получил звание генералиссимуса. Дагестан за него не стал воевать. Его раз в Чечню. Турки, конкретная связь с турками была. Перекинули, дали ему деньги, дали немного оружия. Как они обманывали? Рассказывают, люди это знают, пишут. Раньше пишут, люди не сейчас, тогда писали люди, как обманывали чеченцев. Дали имаму Шамилю деньги, там оружие, золотые пистолеты, шашки золотые дают. Дагестанцы не стали за него воевать. Он переезжает в Чечню, находит авторитетов среди чеченцев. Тем дает деньги, там, золотую саблю, что-то, и обещает, что турки нам сказали, помогут. Вы только поднимите восстание, а турки помогут. Вот наш народ все время тоже... Тогда, когда в 1977-1978 году опять была война русско-турецкая, Альбек-Хаш подняли. Вот эта агентура у нас все время работала среди кавказских. Они обманывали через эту религию нас. И вот то же самое, вторая война. Да. После первой войны чеченский народ добился независимости. Нет, им независимость не нужна была. Они через религию обратно. Этот народ, вот эти молодежь, которая не соображала, ни в школе не училась, понаехали эмиссары с деньгами. Это один говорит, каждый раз минимум $1 миллион, говорит, привозил. Дагестанец был. Его убили, потом типа он отравил Хаттаба, через него письмо. Он говорит, минимум $1 миллион я каждый раз привожу. Представьте, и эти деньги до кого доходили, знаешь? Кто за независимость, свободу Чечни, вообще они этих презирали. Кто воевал за свободу и независимость. Они что говорили? Надо воевать за Аллаха. Если не за Аллаха, вот представьте, вот народ чеченский подставили. Люди выходят за свою независимость. Нет, мы не вам дадим. Вы за свободу. А мы даем то ради Аллаха. Вот эти деньги получали. Они приходили из-за границы, с России, с Арабистана. Опять наш народ подставили через эту религию. Это же из истории пишут, как они обманывали. Вот
Дают деньги имаму Шамилю, деньги дают и оружие, чтобы обмануть, золотые пистолеты, шашки там. И он приходит, Чечне этим раздает, типа там помогут, давайте соберите, начните. Вот наш народ все время обманывали. Вот мы эти вещи говорим, и ты выходишь, враг своего народа называет тебя. Конечно, будут называть, потому что сегодня чеченский народ не свободен. Вот в чем дело. Да, можно сказать? не свободен, конечно. Вопрос, ветеран. Добрый, салам алейкум, мусульманам, остальных добрый. Как не свободны? То, что с Кадиров, они что, не свободны? Ветеран, ты слышишь меня, да? В первую очередь, Кадыров не свободен. И чеченский народ не свободен. Кадыров тоже не свободен. Он, если что, сказал, я в кусты. Его с кустов достали, и если что, кусты Ты, ему короче, придут. определись, дорогой, ты за Кадырова или против Кадырова? Ты что хочешь? Я идти. Я хочу, чтобы он был против Кадырова, честно тебя говорю. Я отчет давать не должен, за кого. Ветеран, я хочу, чтобы он против Кадырова был. Ветеран свободница. Смотри, кто такой Кадыров вообще? В моих глазах он, короче, этот, как тебе сказать, раб Путина. И точка на этом. И все? А что ты тогда раби говоришь? То есть у этого раба есть... Не, просто ветеран, я не понял, он говорит постоянно, чеченцы, короче, они... Он как раз таки тебе и говорит, что Кадыров это пес Путина. И... Значит, я с тобой, ветеран. Да, Мы с тобой на одну этой. Да, пес тоже, который кусается, да, там, он за это ответственность тоже несет. Но проблема не в песиках, потому что один пес, как говорится, насрал в овес, плюс 32, извиняюсь, то приходит следующий пес. То есть этих псов там был Кадыров старший был, там был Алханов Алу, там был Абрамов, там была Малика Газимиева. Из всех этих я перечисляю, кто был в русской администрации там. Там были, короче, ну, много вот этих людей. Сейчас вот этот вот Кадырка младший. И от того, что он там, его уберут и другого какого-то кадырку или другую какую-то персону поставят, там ситуация ровным счетом абсолютно не изменяется. Потому что вся проблема в хозяевах, которые вот этих вот людей туда назначают. Послушай, брат, Ибрагим, я что хочу тебе сказать. На самом деле, я думаю, что, помнишь, однажды я слышал, что там один черт был, так типа лунатик Жириновский, назвали его. Он сказал, пусть, короче, это кавказцы идут, отойдут от нас, мы сами разберемся, это делаем. Либо Кавказ, короче, без Кавказа. Поэтому мне что сказать, ребята, только полный газ вперед. На шагу назад. Все нормально будет. О каком газе идет речь? Воевать надо, все, точка на этом. Где против Мусаки, кто воюет, да, ребята? С ними надо присоединиться, научиться, как воевать. И все вперед. Кто умирает, станет шахидом. Кто живет, свободный человек. На этом и точка, это жизнь. Значит, шахиды, да? Гурием, чтобы быстро Гурием отправиться. Там 72 гурии ждут. Надо быстро, короче. Быстро надо шахидами сделать людей. То есть, как раз таки мы здесь наоборот говорим об обратном. Чтобы Британец наше уже нет соотечество... Ичкерскую. Как? Британец уже нефть делит Ичкерскую. Ребята, чеченцы, женитесь много, рожайте побольше. Афганцы... Кто это говорит? Можно узнать? Не, хорошо, брат, я ничего не... Просто совет, понимаете? Совет. Ну, советов нам много понадавали здесь. Всякие русскоязычные арабы, какие-то непонятные про ислам топящие, короче, люди.
из-за этих советов мы лишились нашей государственности, лишились частично национального самосознания, лишились там сотни тысяч соотечественников, лишились свободы, да, там, когда целый народ за путинский какой-то там унитаз плюс 32 гонят куда-то на непонятные джихады в Когда Украине. тебя учат, как в туалет ходить надо, как жениться, как соседям надо ходить, как к нему заходить, нельзя ходить к нему. И учат, с кем воевать тебя, кто тебе враг, не враг, тебе назначают врага. Вроде грузины, представьте, рядом христиане там. Скажешь, нет, это наш враг. Религия говорит, тебе зачем? Это мой сосед, допустим. Тебе назначают врага искусственно. Но сегодня Россия, мы оказались россиянами. Представьте. А до этого эти говорили, что Россия нам враг. А сегодня те же муллы говорят, что мы россияне. Мы в составе России нормально. Нормально живем. Как никогда. И ислам в Чечне, и все. А до этого другие говорили, что подталкивали чеченский народ, эту молодежь, что надо воевать с Россией. Одни муллы. Теперь другие муллы говорят, вот, мы как никогда хорошо живем, и мечети у нас, и все есть нормально. Вот представьте, вот чеченский народ, то эти, как Дугин говорит, разделили эти духовенства. И вот этот народ, духовенство, вот чеченский народ, представьте, как подставляют нас, уничтожают. Ветеран. Давай тебе один вопрос задаю. Ты скажи мне честно, для тебя важен чеченцы или важен ислам? Можно вопрос тебе? Кому это? Кому? Рано, короче. Ветеран. Да 1,5 миллиарда мусульман, мне дела нету. Пускай они что хотят делают. Мне важен мой чеченский народ. Нет, ты не понял мой вопрос, дорогой. Я тебе говорю, что ислам тебя... Я не говорю мусульмане. Не, чеченский народ, мне до ислама мусульман дела нету. То, что там в Иране, в Сирии мусульмане, мне до них Я дела не говорю нету. мусульмане, брат мой. Я говорю тебе, ислам тебе нужен или чеченский народ? Мне нужен свой чеченский народ. Без ислама или с ислама? Без ислама, с исламом, я не говорю, хоть там христианин будет, главное, чеченские традиции, обычаи, чтобы соблюдал, чтобы чеченский народ был независимый. Со своими традициями, обычаями. А пускай он у себя молится как хочет внутри. Но чтобы свою религию не навязывал, выйдя на улицу. Пускай у себя дома молится. Вот смотри, у нас были вот эти арабы. Ибрагим, секунду. Так, я все, всем спасибо. Вам тоже всего хорошего, счастливого. У нас были Абу-Умары. Во время там второй, в частности, войны, да, ну, они шифровались. И как бы все, ну, большинство арабов, которые там тасовались, они были Абу-Умары. И вот один из таких Абу-Умаров как-то, я вот у него лично спросил, ну, я тогда вообще молодой, 20, мне 21, что-то такое. И меня интересовало, вот он какие-то эти религиозные вещи, там что-то там рассказывает, с какими-то шейхами связывается там. И я у него спрашиваю, а вот у вас в Саудовской Аравии, вот ты откуда? Он говорит, Саудовская Аравия. Я говорю, у вас там шариат, что ли, исламское государство? Он говорит, нет. Я тогда вообще удивился, как это нет? А вы почему там не хотите слово Аллаха установить? Почему у вас там, как бы, если нам вы хотите добро сделать, там, как бы джихады, гури, там, а у вас почему? Себе вы не хотите, что ли, шариата, там, побольше гури, исламское государство? Он мне говорит, фитна будет. И я начал думать в голове, так, какая фитна может быть, что в Саудовской Аравии могут больше бомбить людей, чем в наших населенных пунктах бомбили, терять без вести людей, пытать, плюс 32, все осуждаю, просто констатирую факт. Потом
я не знаю, издеваться, все что угодно делать там. Хуже этого, что ли, будет? Я вот как-то не понял. Он потом говорит, вам типа помогают там с продуктом, там, это же оттуда, от арабов идет, как бы помощь, оттуда, говорит. Я вообще офигел тогда, как это, то есть люди, которые знают религию полностью, даже нас учат, как правильно масса делать, как подмываться, как сколько камней в туалет, когда идешь носить. Все подробно знают, все нам рассказывают, и сами не хотят, что ли, на пути Аллаха вот так вот устанавливать это все сами, шахидами становиться, бурей. Ну ты же противоречишь себя, Ибрагим. Ты пойми, что ты говоришь, короче. Человек пришел, воевал за тебя, короче, против русаков. Он же свою душу ради тебя, чеченец, дал, потому что ты мусульманин. Этот раз. Второй. Душу он дал. Подожди, пожалуйста. Ты сказал, я тебя слышал. Можно я кое-что говорю, потом я тебя слышу, короче. Второй, короче, смотри, брат. Подожди, ты сейчас говоришь, он пришел, ты пошел. Ты не ушел, чтобы ты далеко не ушел. Сейчас мы здесь смотрели Дугина, который нам четко разъяснял, как среди чеченцев сработали, как исламскую тему нам распространили и как нас замочили. Я там не вижу, чтобы мне пришел кто-то душу отдавал. Душу, кто отдавал, я видел. Где погиб тогда Хаттаб или Абу Умар? Где они погибли? В Саудовской Аравии погибли или внутри Чечни? Один момент. Дагестан, чеченский народ затягнутый. Дагестан, это не чеченцам нужна была. Чеченский народ затянут Дагестан. Вот этот ветеран, скажи, пожалуйста, где умер? Это Хаттаб и Абу Умар, который ты говоришь. Внутри Чечня умирали или в Дагестане? Нет, то, или... что он умер, не умер. Там у нас... Какая разница? Там русские солдаты. Пришел воевать за тебя, у нас, короче. За меня не надо воевать. За меня не надо. За нас не надо было. Пускай он там остался, за нас не надо. Чеченский народ первую войну выиграл. Он полез в Дагестан. Я эту Абу Умара помню. В горах я его помню. У него там телефон рядом, этот спутниковый. Он распоряжается, чеченские эти ополченцы ничего не решают. Решает он, непонятно, чеченцы за кого. За кого, зачем Дагестан полезли, чеченский народ не спрашивает. Нам такие защитники не нужны. То, что хочет, что Хаттаб там умер, у нас сотни тысяч народу умерло. Из-за таких. Поэтому говорю, зачем Хаттабу в Чечне умирать? В Саудовской Аравии... Туда же начинал войну... Подожди. Почему в Саудовской Аравии же еще лучше восстановить слово Аллаха? Почему? Зачем надо чеченцам приезжать и из нас помогать русским, чтобы из нас вот это сделать, там военный полигон, чтобы нас потом под русский сапог сейчас, как сейчас, затащили? Зачем вообще там чеченцы нужны арабам? Там же на месте тоже надо установить шариат? Или там не надо установить слово Аллах? Ибра, самое интересное, все люди знали... Понимаю, брат, тебя, я до сих пор тебя не понимаю, короче. Все русский язык знают. Только что... Ветеран, я вот тебя, Ибрагима, не понимаю. В чем логика? Русские напали, они защищали вас. Понимаешь? Они погибли. В конце они виноваты. Кто защищали? Хаттаб, Абу Умар, все они призывали. Ты знаешь, что из-за вот этих ваших арабов, из-за этих ваших арабов десятки ребят там, я не говорю уже о идеологической работе, которую там провели, да, через этих арабов. Я сейчас говорю именно, чтобы этих арабов там защитить, да, сколько молодых людей погибло. Чтобы их спрятать от каких-то зачисток, от каких-то... У нас арабов нету, Чечня нормально, да? Сейчас все... Они виноваты тоже. Сейчас 100 лет тому назад, подожди, пожалуйста, Ибрагим, 100 лет тому назад, короче, тоже это было в Чечне, везде, где мусульмане живут. Это в Коране написано, что между зла и добро до дня суда это будет война.
Понимаете? Ну, давай про Коран не говорим, потому что для вас не важно Коран. Смотри, я тебе... Смотри, подожди. Я тебе ж поэтому объясняю. Кто это вообще? Скажите имя, фамилию, откуда Подожди. Не важно, подождите. Смотри, тебе важен Коран? Мне, окей, я там дурак, там, ветеран тоже, джахиль там какой-то, неплохой, не мусульманин. Тебе же нужен Коран или нет? Любого мусульманина нужен Коран. Это слова великого Аллаха. Все, закрепили. Все, вы знаете Коран, вы любите, вы хотите слово Аллаха. Почему вы у себя тогда не установите? Зачем вам Чечня лезть куда-то? Они сейчас в Британии устанавливают как раз. Не, зачем Британии? Там на месте же. Вот все исламские институты, все шейхи, ученые, алимы, уджмуа, муджмуа, хринмуа, все там на месте, все такие знатоки, все знают. И что? Почему у вас нету ничего там установлено? Это что такое? Что вам не хотите, себе как бы не хотите, сначала другим хотите, да, там, чеченцам установить. Больше всего чеченцам нужно установить шариата, у других как бы потом, другие подождут, сначала чеченцам надо. И Путин чеченцам устанавливает шариат, и еще арабы русскоязычные чеченцам хотят шариат. Все помогают, да, нам установить слово Аллах. А себе почему? Никто не хочет чуть-чуть оставить? Чуть-чуть хотя бы слово Аллах. I don't understand. What his country? What are you from? Я и ты. Ты откуда? Не понял тебя. Неважно, я в данный момент нахожусь в Украине, короче. Вот, скажи меня, я тебе один вопрос задаю, я понял, для вас важно, самое главное, это чтобы какой-то народ, где бы не был, никто там не замешивался. Там же русские зашли, понимаешь? И что? Русские зашли дальше, что чеченцы вышли против русских. Но они вас никогда в покое не оставят, ты запомни это. В первую войну... Грузии напали, слушай меня, Грузии напали, короче, там Грузии тоже покой не дали. Потом напали, послушай, пожалуйста. Не надо, смотри. В Осетии тоже покой не дали, на трагедии народов в Украине напали, в Украине тоже покой не дали. Тебе какая разница? Смотри, тебе какая разница? Напали, не напали. Кафиры на кафиров напали. Тебе какая... Ты что там делаешь вообще? Ты что, думаешь, все дебильные здесь? Ты один умный. Ну ты умный, я понимаю, ты очень умный, короче. Но просто то, что ты говоришь, ты сам себя противоречишь. Дураки. Я вижу, дорогой, ты себя противоречишь 100%. Ты что делаешь? Я против ничего не имею. Это твои мысли, короче. Дай Бог, чтобы... Ты хочешь... Свободный ветеран. Виновата это... Подожди. Ты хочешь на чувствах, на горе людей. 100% это русский, ты сам понимаешь. В Украине горе, у грузинов там горе, у чеченцев горе. На этой теме надо паразитировать, да? Надо устанавливать слово Не Аллах. ради Аллаха воевали грузины, ради независимости, свободы. И чеченцы будут, если воевать, то ради независимости, свободы, но не ради арабских интересов. Грузины ради арабских путать не надо. Чеченцы будут за свою свободу, независимость, но не ради этих Аллаха, джихады всякие ваши, которые вы там эмиссаров присылаете с деньгами. Я просто не пойму, ветеран, что я идти делает в Украине. Там же кафиры против кафиров воюют. Это, сейчас. Где находится Ибрагим? Я в Австрии. Скажи мне, ты где находится, Ибрагим? Вена, Австрия, Вена. Ну что ты там делаешь, скажи меня. Из-за ваших вот этих Да я не знаю вас, я первый раз вижу, я первый раз в своей жизни, короче, чеченцам общаюсь. Я просто удивительно. Я тебе объясняю, что я здесь делаю. Подожди, пожалуйста, я Ты вопрос задал?
Просто ты вопрос задал, что я здесь делаю. Я кое-что скажу. Я приехал в Австрию к кафирам, австрийцам, которые мне здесь помогли. Потому что мусульман нету, которые помогают. Тоже украинцы помогли, пожалуйста, тоже сами. Нет, ты же мусульманин, тебе же нельзя. Я хочу кое-что тебе сказать, клянусь Богом, мне все равно, это чеченцы сами подожди, не убегай. Просто у меня, знаешь что, удивительно в том, что вам плевать на ислам, вот это меня, я не знаю, чеченцы, мусульмане. Еще раз тебя скажу. Свобода никогда не будет никакого мусульманского не надурите, да, больше ты не сам надурите. знаешь. Больше не Если надурите. мы объединяемся, вот чеченцы, вот кто мы не были. Ты мусульманин, ты что делаешь в кафирской Украине? Кто тебе разрешил? Какой аят тебе разрешает туда ехать? Или хадис? Как Какой аят получилось? разрешает в Австрии ехать хадис? Ну я вообще-то 72%. Короче, тебя можно, да? Ты просто... Я тебе разъясняю, я 72% мусульманин. Остальные 28% я коренными зубами назад отправил. Изнасилование женщин, сура 4, аят 24. Инцестные браки, педофилию и все, что остальное вытекает из этого. Там, Я хотел спросить, ты какой... Ветеран. Ветеран. Висца холютон, ветеран. Он просто меня спросил, что я делаю. Я ему объясняю. Я вообще плевал на какое-то вот это предписание, где я должен враждовать с неверными. То есть я этого вообще не Выбирай верю. выражение. Если ты имеешь Корана, ты сейчас вышел из ислама, ты выбирай выражение. Просто свои мысли говори, не надо плевать. Я тебе сейчас зачитаю аяты, да? и ты как пуля вылетишь из ислама. Подожди, я никуда, я сам скажу, если я вышел, не вышел, я никуда не вышел. Я никуда не вышел, я там не был. Я не был вот в этих местах, которые там... Какие писания имеешь в виду, чтобы ты плевал, короче, вражда делаешь? Смотри. Имеешь в виду Корана, да? Я не Скажи, был... как мужчина, что ты имеешь в виду? Я не был никогда... Мусульманин, я ошибся. Так, Никнай, ты мешаешь, я тебя пока спущу, потом поднимешься. Ты... Смотри, ты видишь, уже меня с мыслью избили, да, то, что я хотел сказать. Я тебе сейчас приведу аяты, которые тебя... Ты скажи меня, на что ты должен плевать? Как На Корана? шампанская пробка, видел, как вылетает? Ты послушай вот меня, ты сейчас вылетишь. скажи, пожалуйста, ради Бога, на что ты хочешь плевать? На Корана? Я покажу, что ты на Коран плюешь. Хочешь, я тебе покажу? Ты уже знаешь, ты не серьезный человек на самом деле. Ты сам Украине сказал, что что делаешь? ты будешь плевать, подожди, дорогой, ты сам сказал, что ты будешь плевать на любое писание, которое между верующим и неверующим что-то делает. Потом ты уже начинаешь крутиться вокруг себя. Ты определись. Я тебе И плевать если просто ислама не ты говорил. хочешь, просто Я вежливо сказал- говори, что, ребята, Да, я плевать тебе не говорил, я сказал, я коренными зубами. Хадис что слышал? мне коренными плевать, зубами? не плевать, оставь эти темы, короче. Да, я тебе повторяю. Смотри, ты слышал хадис, где коренными зубами? Вот, Слушай, ты отца? оставь хадисы, ты меня говори сейчас. Еще раз тебе повторяю. Все, что На что ты хочешь противоречит... плевать? Все, что противоречит моей культуре, все, что противоречит общечеловеческим ценностям, все, что противоречит мне вообще как чеченцу, да, я полностью, вот как этот хадис, если ты знаешь, коренными зубами, вот так коренными зубами это все назад отправил. Теперь про тебя. Ну, Теперь про короче, тебя в спрашиваю. первую очередь это чечен, потом Коран и Конечно, Мухаммед. только это... все, что я, смотри, все, что Послушай. я приму из Теперь духовного, очередь да, чеченец. Тебе будь это мусульманство, будь это Ребята, мусульманство, христианство, всё. будь это буддизм, все какие-то ценности духовные, я их принимаю только через свою вот эту призму чеченца, через чеченскость свою. То, что мне не позволяет изнасиловать женщин. неси один аят, хадис, который твою чеченскую он отвергает. 4.24. Ну, еще говорит.
Давай расскажи здесь. Ну ты говори, ты же говоришь. Я хочу от тебя научиться, чтобы как ты стал, чтобы плевать мне тоже стал. Я до сих пор вижу, что без Корана, без Корана, без Сунна жизнь это ноль. 4.24 прочитать тебе? Ну считай ты, я не знаю, честно. Сейчас. Я знаю, что я мусульманин, короче. Подожди, сейчас я тебе прочитаю. Не уходи только. Так, читаю. 4.24. Чтобы от себя там что-то не добавлять, сразу мозгами исламских ученых читаю. У меня грязные мозги по исламу, поэтому я буду это читать чистыми мозгами исламских ученых. Так. Ибн Касир разъясняет и начинает с хадиса, сахих хадиса. Пока микрофон выключи, если хочешь, мы просто пообщаемся, не агрессируя. Ибн Касир говорит, имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы попросили об этом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и тогда был ниспослан аят: и замужние из женщин, если ими не овладели ваши десницы, запретны вам. Этим аятом мы позволили себе совокупиться с ними. Этот хадис рассказал ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Джарир и Муслим в своем сахихе. То есть, где была ниспослана этот аят, да, где был ниспослан, подтверждает вот этот сахих хадис. А сам аят, он звучит вот так: и замужние, и женщин запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. Ну и так далее. И вот это вот полностью изнасилование вот такой вот женщин, да, это полностью противоречит моей культуре. Вообще лучше умереть сразу, чем стать насильником. Вот у меня такое понятие. Поэтому я это отсылаю. Я вообще-то не мулла, короче, да, я не ищу такие недостатки какой-то религии. Я верю, что ислам это правдивая религия. Кто вы Ты этот аят принимаешь? Вот этот любой, если Коран и Сунна говорят, я принимаю его. Просто вот дай мне кое-что сказать. Молодец. Да подожди, я кое-что скажу, потом ты... Короче, мне это международные законы, которые есть, и мне плевать на них, понимаешь? Потому что сегодня Эпштайн... Слушай до конца меня, я тебя слышу. Ты послушай меня, чтобы мы оба друг друга понимали. Понимаешь? Вот ты сказал, я молчал. Теперь я говорю, ты послушай меня, пожалуйста. Только ты смотри, вот много это не говори. Эпштайн, который вы тут поставили, вот это мировое сообщество. Предупреждаю правила дискуссии, правила общения. Можно я выскажу до конца? Одну тему берешь и рассказываешь. Можно я выскажу свои мысли до конца, говорю? Не проповедуешь. Вот этот, здесь. короче, Просто Эпштайн, одну мысль договариваешь, потом мы ее обсуждаем. Послушай, мировое, которое есть, все они там присутствовали, короче, там президенты, не президенты, изнасиливали в 21 веке детей, короче. Теперь идем к теме, о которой ты говоришь. То, что я знаю, вот эти аяты, хадисы. Подожди, не уходим. Аяты, хадисы, которые ты рассказывал. Ты сейчас сказал, я тебя поэтому попросил, по одной. Послушай меня, что я выскажу. Не уходи, я же тоже должен. Что мы диалог вели, или ты в свои правила качал? Ты давай сейчас новую тему начал. Не перебивай меня, я должен ответить. Но ты же меня не дал кое-что сказать. Нет, ты сам сейчас сказал, говоришь, что я тебе на Эпштейна отвечаю вопросом.
Что по шариату противоречащего сделал Эпштейн? Закончил? Я у тебя спрашиваю. Давай, ты спрашивал, теперь я буду отвечать, как я вижу, не как ты видишь. Дай мне сказать. Слушай, то, что шариат говорит, если я не знаю, эти книги я не читал, ты, может, читал, больше знаешь. Если шариат этого сказал, 100% это все правильно. Для тебя право другое, для шариата другое. Я не читал эти вещи. Дай мне сказать свои мысли, как я вижу. Идем дальше. Ислам, когда появился, да, ислам всегда постарался, чтобы аннулировать рабство. Даже когда читаешь Коран, очень много места есть. Освобождайте рабиню, освобождайте раба, потому что ты, субханаллах, Ибрагим, ты вообще, я не знаю, у тебя хоть какой, вот это чеченский нрав, да? Я тебе объясняю, чеченский нрав нормальный. Мы просто не... Нормально, тогда дай мне кое-что сказать. Я тебе не даю пропагандировать без основы. Потому что ты врешь. Должен привести. Ты путинский, понимаешь? Ты врешь. Путинский. Ты, блин, сидишь тут, блин, за жопу. Твой ислам, салафизм как раз Путин за жопу Путина и Кадырова держишь, вот ты болтаешь. Ты ни один слово без их разрешения не можешь говорить. Кадыров это такая же, салафизм только в другом. Я тебе докажу, что ты, короче, ты раб Путина и Кадырова. Без их, короче, приказы, да? Смотри, не груби, подожди. В туалет не можешь зайти. Я не хочу тебя выключать. Просто тут умничай. Ну тогда дай меня, чтобы свои мысли говорить. Когда ты говоришь про хадисы или аяты, номера надо приводить. Мы здесь болтать не даем просто. Это ты болтаешь. Понимаешь? Ты сказал, я не знаю, как ты хадисы аяты. Потому что я не знаю, ты уже использовали какого-то там спецгруппы, какого-то страна, но я против ислама, я ничего не имею. Я тебе сейчас зачитал. Номера. Ничего ты не прочитал. Ты, короче, тот, который тебя дают бумажки, их читаешь. И тут, блин, 2-3 такие люди, как ты, короче, появились. А что ты со мной тогда общаешься, если ты считаешь, что я... Я просто ветерана слышал, я чисто случайно ветерана слышал, что мне туда-сюда, но оказывается все вы такие одни. И хотели интересоваться, чеченцы. Я думаю, что чеченцы, у них на самом деле мусульманский нрав есть, короче, им они очень уважают это. Ты, оказывается, другой, короче, кадыровский, но по другой линии. Другой, смотри, я не другой, я просто не даю себя обманывать. Вот такое. Поэтому, когда... Ты либо мусульманин, да, либо кафир. Ну, не ты выбираешь середине. То, что тебе нравится, это говоришь. Проверим сейчас. Давай тебя проверим сейчас. Ты мусульманин или кафир? Ты сейчас против Корана сказал. Ты почему в приводишь из Корана, да? Ты почему в Украину ты приводишь Корана и Сунна. Ты начинаешь как шииты, да? Проклятые люди. Как они. Ты начинаешь унижать Коран и Сунна. Шиитов там пытаться меня застыдить как-то там, да, не знаю, шиитами. Ты человек спецслужбы, я не знаю. Я может, у тебя спрашиваю. Смотри, я у тебя спрашиваю, как ты попал в Украину? Зачем? Кто тебе дозволил? Какой аят? Но как ты ушел? Как ты ушел? Мне тоже. Я иду сегодня в Украине, завтра в Египте, послезавтра где-нибудь. Вот иду я же свободный человек. Куда хочу, туда иду. Еще раз спрашиваю, на основе чего ты в Украине, как мусульманин? А что, в Украине нельзя? Где написано, что в Украине нельзя? Ты что делаешь в Украине? Скажи меня, я не должен при тебе отчитываться, что я делаю. Ну я тоже тогда не должен, мы же хотим... Нет, я с тобой 100% согласен, Ибрагим. 100% с тобой согласен. Но просто, когда у тебя никакого чеченского не осталось, понимаешь? Ты человек спецслужбы. Давай я тебе аяты зачитаю. Не надо, это мне не надо, потому что ты не веришь в ислама. Не надо мне умничать, что аяты не аяты. Я буду аяты слушать, ученые, которые они живут по исламу. Вот от них я буду слушать. Найди там много людей, которые не любят тебя слышать, понимаешь? Они с тобой, вот тут 87 человек есть, они будут тебя слушать. Смотри, вот я тебе читаю аят. Сура 5, трапеза. Маида. 51 аят.
Эльмир Кулиев на русский переводит. «О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей». Ну? Ты слышал такое? А что хочешь ты говорить? Значит, нельзя брать их друзьями? Бисмилля, бисмилля. А ты украинец, что делаешь ты? А что, сидеть где-то, уже они для меня, все, я продал свою религию, как ты? Еще раз повторяю, если ты берешь друзья иудеев, христиан... Ты откуда знаешь, я кого брал друзья? А что ты там От делаешь? себя слушай, а что ты туда-сюда болтаешь, не понимаешь, о чем ты говоришь. Ты туда ходишь, знаешь, когда у тебя определений мысли нету, да, ты вот как слепой, который ходит куда-то, не видит, куда идти, или там ночью света нету, вот туда рука, короче, тронешь, тут сюда ходишь, падаешь, Смотри, все болтаешь, не знаешь, клянусь Богом, не знаешь, что ты хочешь вообще. Я ради тебя туда зашел, просто вот этот человек, который ветеран Винча, он сказал, что ислам это не нужно. Я удивился, что чеченцы, неужели они против ислама говорят что-то? Мы сейчас посмотрим. Я чисто ради этого открывал разговор. Понимаю. Я вижу, что ты человек либо с тобой не спецслужбы, да, конфликтую. либо ты еврей, который... Короче, тебя воспитали в этом, как его, Смотри, слушай. Чечня, и сегодня Смотри, слушай, та же сура, 5 время сура пришло, Майда. тебе надо действовать. Та же 5 сура Трапеза Майда на арабском называется, 57-й аят. «О те, которые уверовали, не считайте тех, которым Писание было даровано до вас, и которые глумятся над вашей религией и считают ее развлечением, и неверующих своими помощниками и друзьями. Бойтесь Аллаха, и вы, если вы являетесь верующими». Ты верующим являешься? Верующий. Да, вот тебе говорят же, бойся Аллаха. А что, если я куда-то в Украине, в Европе уезжаю, я не боюсь Аллаха, да? Конечно, не боюсь. Умный ты, вот такой умный. Где тут написано? Ты вообще, я еще раз тебя говорю, во-первых, ты безбожник, знаешь, тебя называют на арабском муртад, который остался. Алло, не паникуй, успокойся. Я тебя... Ты сам ни один аят... не нужен. Смотри, ты сам ни один аят не принимаешь, а меня муртадом называешь. Это как вообще, я не понимаю. И ты меня спецслужбами называешь. А сам ты вообще... Свободела, подожди, Михаил. Сам ты не спецслужба, да? Сам ты так просто гуляешь в Украине. Ни рыба, ни мясо, ты понимаешь? Ни рыба, ни мясо. Мне жаль твоя семья, клянусь Богом. Ты ни рыба, ни мясо. От тебя никакое Конечно, жаль. мужество не пахнет от тебя, понимаешь? Весь ты народ самый жаль. низким человеком в этом мире. Вот этими религиозными чувствами подлавливаете. Да, и как дураков. Да, мужчины не видят. И еще потом меня называешь спецслужба. А ты что делаешь в Украине там-то? Что делаешь? Я не понимаю. А еще таких подонков, как ты, которые они против Корана и Сунна. И там много таких. Ты последний чумошник, который ты против своей религии. Черт побери, станешь. Ну смотри, я тебя не чтобы ты... Какие косты, как... Не чтобы ты... Какие косты тебя, да? Если у вас у арабов вот так петушиться нормально, у меня это ненормально. Я с тобой хочу нормально разговаривать. Тебе нормально, ты против нашей религии говоришь, с тобой нормально разговаривать? Ты вообще... Ты говоришь против Эпштейна, Америка, Дональда Трампа. Ты оставь Бога и ислама покой. Брат Эпштейн действовал согласно Суре. Там все четко он действовал, брат. А ты, блин, шлюха, ты что, ты сидишь, брат? Подожди, сейчас он агрессивен. Вы появились, собаки, негодяи. Подожди. Смотри. На таких чеченцев, как ты, блин, сука, негодяй. Ничего себе, материться 70 лет. Ты нахрен, ты против нашей... Дурак, 70 лет приближает к аду, если материшься. Смотри, следующий аят читаю. Сура 3,
Сура 3, 28. Когда аят читают, надо слушать. Сура 3, 28 аят. Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. То есть вместо верующих, да, там вместо Афганистана, вместо других поехать к эфирам в Украину. А кто поступает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. То есть если ты где-то там среди кафиров не можешь оттуда там избавиться от них, а в их каком-то этом находишься, вот тогда есть исключение. Аллах предостерегает вас от самого себя, и к Аллаху предстоит прибытие. Понимаешь? Вот это тоже ты выкинул нафиг аят. Так, следующий аят еще читаю. Сура 4. Так, сура 4. 144 аят. Смотри. Ибн Каси, вернее, Эльмир Кулиев. 4 сура, 144 аят. Те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? И еще, и так далее. Еще что, давай, слушай, давай, вот, ну и что? Это доводы, к чем ты склоняешься? Говори меня. Ты ну ты к чем склоняешься? Ты объясни меня. Подождите, я один вопрос тебе задаю. Вот эти люди, которые вокруг тебя есть. Послушай, ты говорил, ты можешь слушать или нет? Да, могу. Да. Вот слушай тогда. Вот эти люди, которые они одномысленники с тобой, да? Ты смотри, вот такие, как ты, свои одномысленники вы везде собираете, да, и начинаете против Корана и Сунна говорить. А когда мусульманин придет или другой, ты выслушай меня до конца. Имей терпение, выслушай меня до конца. То, что нет, не накидывай. Послушай, ты все, что ты сказал, то, что нет, был. Я сейчас тебя хочу, чтобы ты меня слышал. Вот смотри, все, которые вокруг тебя есть, одни, ну, я знаю, что тебя все равно, короче. Они люди безбожники. Они не верят в Коран и Сунна. Они специально, ну послушай меня до конца. Они специально приготовлены против Корана и Сунна. Мы, мусульмане тоже, мы должны искать для себя такие люди, где бы мы ни были. Хоть в Европе были, хоть в мусульманской стране. Нашли такие люди, как мы. Единоверники, единомысленники всегда должны быть вместе. Это определенная норма, к которой общество идет. Понимаешь, богатые с богатым ходят, бедные с бедным ходят, менты с менты, короче, ФСБшники с ФСБшниками, мусульмане с мусульманами, эпштейники с эпштейниками. Короче, вот такая это норма. В Украине много мусульман таких. Ты туда мусульманин? Ну, хватает, хвала Аллаху, хватает. Но такие, как ты, чеченцы, которые, короче, у них другие мысли, я не видел, честно. Украина вообще кафирское государство. Ну, тут всякие есть, короче. Там есть христиане, мусульмане. Ты не слышишь? Украина кафирское государство, говорят тебе. А где твое мусульманское государство? Как где мусульманское? Но ты на себя, слушай, сюда, послушай, вверх, который ты есть. Ты, когда серьезно разговариваешь, надо смеяться, понимаешь? Брат, когда аяты читали, зачем перебивал, когда аяты Корана, священного Корана? Аяты Корана, вы используете ради свои мысли, которые они против аяты Корана есть. Подождите, не надо бардак устраивать. Просто непонятно, вот ты ни Корану, ни аяты вообще выкинул. Ну, я непонятно, это у тебя, я не знаю, вот и ты у тебя, непонятно, внутри у тебя есть, короче. Ты своими единомышленниками, когда собираешься, да, ты, которые против Корана, Сунна, тебе можно. А мне, когда своим братьям мусульманам, где бы я не был, это не надо. А я ты против этого. Ты должен, короче, мыслить и доводы привести по своими желаниям или то, что они есть на самом деле. Нет, ты под себя не можешь же подстроить Коран. Я тоже так подстроил 72%. Ты не имеешь права про Коран разговаривать, потому что тебя Коран, он не авторитет. Для тебя тоже, я же тебе сейчас показываю. Коран для меня
это мой жизнь, а для тебя он не авторитет. Для тебя И авторитет сейчас я против Корана. тебе 4 аята зачитал. Вот за 4 аяты я тебе одно слово говорю, что эти аяты, они говорят, что люди, у них разные мысли есть. Короче, есть мусульмане, есть лицемеры. Даже у пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах, приветствует такие высказывания, что когда 3-4 человека где-то сидят, если лицемер идет, сразу он направляется к лицемерам, а мусульманам к мусульманам. И так идет жизнь. Лицемеры. Брат, зачем пророк Вот Мухаммед лицемером назвал? Ну, я не думаю, что ты чеченец. Подождите. Ты, короче, должен жениться, да, именно на своей нации, потому что они тебя понимают. Они тебя понимают. А на другую, если ты женишься, да, у тебя неполадки будет. И также идет вся жизнь. Мусульмане с мусульманом. Короче, лицемер с лицемером. Подожди, ты слишком много говоришь, потому что как бы ты не дискутируешь и не отвечаешь, как бы не вопросы задаешь. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Либо Я себя тебе сейчас объясняю. Ну, хвала тебе Аллаху, что я украинцы. узнал, что ты кто такой. Самый главный для меня. Да зачем тебе? Ты предал знать, свой кто ты религии, предал свой Какой достоинство. предал? Ты Какие тоже копейки вообще тебя кто-то выплюнул. бросает. На самом На деле, 4 без обид, это да? плевал ты. Какие копейки кто-то Смотри, тебя... я тебе привел Тем копейкам ты танцуешь. 4.24 за изнасилование замужних. Ты сказал, ты любой аят принимаешь. Я тебе 4 аята прочитал, где Ну, это нельзя 4 аята кафиров. говорит. Кафиров нельзя брать в друзья, помощники, союзники. Я тебе прочитал, ты на них плюнул вообще. Ты со мной живешь, да? Ты откуда знаешь, кто я, кому я друзья Ассаламу брат? алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ну, отвечайте его. Вы же, это ваш одномышленник. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Салам алейкум, брат. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Тут мусульман есть 1-2, по-моему, 1,5. Я самый больше всего, я 72%. Потом здесь есть я и ты, он где-то 7% мусульман. Слушай, ты, вот почему ты врешь? Ты говоришь сейчас, что для тебя Коран и Сунна – это по барабану. Ты видишь, что там, короче, не Как это по барабану? А сейчас, вот ему спроси. Ты меня не спроси, ему спроси. Этот человек, я его спросил, послушай он сюда, говорит, послушай. что Он это- говорит, что я чеченец, короче, мне плевать Да, на всё. чеченцу нельзя 4,24 принимать, 65, 4, короче, 2, 178. Вот эта команда, которая тут есть, они все отвергают Коран и 33, Сунна. 37, 33, 30. Вот эти аяты, если чеченец примет, он опущенным становится. Вот он опущен есть. Вот все они Но он не опущены. принимает их как раз таки. Они есть опущенные. Они, короче, может быть, геи, они не знают. Мировое сообщество, понимаешь? А мировое сообщество детей изнасиловал. Он говорит, нет, это Мировое сообщество. Подожди, Смотри, слушай, что он говорит. Вот он как танцовщик начинает танцевать сейчас. Что будут делать вот эти мальчики в раю? Ты слушай. Говори свой, перед чеченцем, говори, кто ты есть. Если ты мужчина. Я знаю, что они будут делать. Взгляну на них. Мусульмане, которые попали в рай, будут испытывать наслаждение. Они райские мальчики. Почему против христианства вы не разговариваете? Почему против иудеев не разговариваете? Почему против буддистов не разговариваете? Потому что я объясню. Потому что буддисты, иудеи, христиане не пришли к нам и не говорят, что наши предки хуже голубых, что тот, кто танцует, не мужчина, что у вас какие-то грязные жахалийские обычаи, традиции, двоюродную сестру считать родной сестрой. На ней можно жениться по 33 суре 37 аята и 50 аята суре Союзники. Послушай сюда. Ты тоже Пророк как и они? Аллах дозволяют 50 аята Послушай суре меня, ты, блин, тоже как они, да? Ты сейчас сказал, свою что двоюродную чеченцы, сестру. которые религию Инцест. опущены. Аллах дозволил инцест. в Ты тоже Коране. опущенный, да? Опущенный ваш пророк Ты скажи Мухаммад. мне, чеченец, который против Опущенный Корана и ваш Сунны, пророк опущенный. Мухаммад. Здравствуйте, ребята. Ребята, здравствуйте. Можно немножко разрядить обстановку. Я хочу
Привет, Ибрагим. Я один вопрос задаю вас. Почему против христиан вы не разговариваете? Я тебе сейчас скажу, я христианин. Подожди, я христианин. Я тебе сейчас скажу. Потому что мы христиане, понимаешь, мы не ищем врагов, мы ищем любовь. Ты, сука, негодяй, все эти ядерные бомбы, это ваши государства. Мусульманский язык. Это слишком дурацкие христиане. Брат, не ругайся, брат. Какое мусульманское это государство, у него ядерное оружие. Брат, не ругайся, ты не Ребята, смотрите, я и ты. Смотри, я и ты, я тебе скажу. Мы христиане, не ищем врагов, понимаешь? Мы не ищем мусульманов, мы не ищем врагов, а ты ищешь врагов. Понимаешь? И скажи мне, пожалуйста, если ты сказал, что мусульманин должен на мусульманке жениться. Тогда мусульманин должен жить в мусульманской стране. Почему вы, вот такие, как ты, подожди, почему такие чистые, как ты, и праведные верою, едете в вот эти страны христианские, где вот это разврат, где там гомосексуалисты, лесбиянки. Я скажу, потому что кефирские харчи слаще аятов Аллаха и хадисов пророка Мухи. Вот понимаешь, он приезжает в вот эту христианскую страну, видит вот это, что там гомосексуализм, и он живет там, мучается, понимаешь? Нет, чтобы вернуться на свою родину. Если вы вот такие на прямом пути идете, да? Послушайте, вы на прямом пути идете. Почему закройте микрофон? Боитесь? Подождите. Мы здесь слишком... Придурки тут есть. Я один. Подождите, я не собираюсь. Вы боитесь? Выключите. Это ваше мужество. Давай я тебе объясню. Подожди. Я не хочу... мужество. Я не хочу, чтобы тебя тоже здесь там оскорбляли, ты других оскорблял. Просто нормально. Вот ты зашел, можно подискутировать и разойтись. Ты врешь, когда ты врешь, как можно нормально с тобой Можно я скажу? Вот человек, брат, подожди. Я вот до этого был гостем, тоже позвольте. Слушай, Ибрагим, я один вопрос маленький хочу тебе задавать. Почему этого русского человека, да, который он говорит, что мы, христиане, никогда врага не ищем, у них у всех ядерное оружие есть. Но ты отвечай на ему. Они ядерное оружие кидают друг на друга. Страны, у них есть ядерное оружие. Ядерное оружие применяется в защиту государства. Тогда ты не мусульманин, Ибрагим, послушай меня, ты не мусульманин. Хоть правду говори. Ты говори хоть правда. Давай. Ядерное оружие для защиты. Правду говори ему. Пакистан тоже имеет ядерное оружие. Как Пакистан, исламская один страна. Пакистан, а остальные все это, христианские страны они имеют. ООН, все христиане. Ни один государство мусульманский нет. Турция имеет или нет? Нет у него. Брат, у нас у мусульман мозгов не хватило свое ядерное оружие. Ты не мусульманин. Слушай, ты не мусульманин. Дорогие братья, как нам, имея такие противоречия, такую нелюбовь друг к другу, сосуществовать? Как нам вместе жить на одной планете? Дорогой мусульманин, брат, как нам вместе жить? Я поэтому не хотел, чтобы здесь... Мутала, ты сказал, что чеченец, который оставили, сам он опущен. Ты сам опущенный, да? Сейчас против Корана разговаривал. Алло, я на ваш Коран фугас сложил. Подожди. Я знаешь с тобой, как хотел поговорить? Я и ты. С вами... Вот вы отвечаете... Подожди. Как вот так, лицом к лицу с тобой сели бы? Лицом к лицу. Поменяйте. Придет... Ты отвечаешь. Подожди. Как лицом к лицу вот мы сели, слушай, если говорили. Вот так поговорить можешь? Против кого-то говорите, это ерунда. Но вы против религии ислама говорите, все отвечают. В мире 2 миллиарда мусульман есть. Вы трусы. Если мужчины были, я опять пытаюсь с тобой нормально поговорить. Ты там трусы, не трусы, вот это накидываешь. Я тебе объясняю. Я тебе попытался объяснить, что ты вообще аятам не следуешь.
Если мы с тобой... Да, ислам это не авторитет. Почему ты аяты ищешь? Почему ты недостатки из христианской религии не ищешь? Нет, ты мне говоришь, что ты послушай меня. Я тебя назад возвращаю просто. Если не говори, христианские государства, у них всех ядерное оружие есть. А почему ты его ограничиваешь, брат? Почему ты говоришь? Подожди. Слушай сюда. Права человека только среди мусульман есть. Уважение отца, уважение детей, уважение всех. Вообще нету в мире. Христианское государство нету. Есть государство, в котором проживают там преимущественно христиане, там атеисты, всякие там буддисты и так далее. Но это их мусульмане научили. Именно. Нет, когда именно какого-то религиозного христианства. Да? Ты видишь, с тобой невозможно дискутировать. Научили христианам и евреям, как жить вместе. Именно какого-то христианского религиозного государства нету такого. Потому что в христианстве полностью отделили церковь от государства. Понимаешь? Там нету такого, христианских государств нету в мире вообще. Есть светские государства, есть там... Светские государства, да? Послушай меня сюда. Государства живут только христиане. Светские государства, у них ядерное оружие. Миллионы голов ваших опущенных мусульман Турция, светское государство. Ибрагим, дай мне слово, пожалуйста, брат. Смотри, я и ты. У нас в Украине и мусульмане имеют мечети, и евреи имеют синагоги. Понимаешь? Он меня говорит, что если ты украинец, послушай меня сюда. Послушай меня сюда. Он меня говорит, что ты в дружбе возьмешь украинца. Очень надменно себя ведет. Ты слышишь меня, да, или нет? Украинец. Я слушаю тебя, я тебя слушаю. Вот, смотри, в Коране нету, нигде не написано, что ты в каком-то государстве ты живешь, ты отделялся от своей религии. Он врет на имя. Ребята, дайте... дай ему отвечу, я ему отвечу. Смотри, я тебе сказал, что у нас есть буддисты, у нас есть иудеи, у нас есть мусульмане, и они ходят, и они с собой, понимаешь, между собой о своей религии говорим. Мы, христиане, о своей религии говорим. Так, один вопрос тебя, слушай, подожди, смотри, у нас нету нигде. Меня, можно тебя один вопрос да ты не навязывай свое тут, знаешь? Я не буду навязывать. Я тебе отвечаю, послушай. Если ты не будешь слушать, тебя выкинут отсюда. Потому что ты не умеешь вести. Послушай меня, если ты не животный человек, я не умеешь вести. Ты понимаешь? Я тебе не ответил, а ты еще уже навязываешь мне еще что-то. Я тебе отвечаю. Мы, христиане, не ищем в тебе, в твоем мусульманстве врагов. Понимаешь? Разбирайся сам там. Ты слышишь меня, да? Украинец, я хочу с тобой разговаривать. Подожди минуту. 5 сура, 51 аят запрещает мусульманам с вами... Слушай, смотри, они как против ислама, они тут пишут. Ты видишь? Почему вы плюете на ваши аяты? Скажи мне, если ты настоящий христианин, можно тут они провокации тут устроили против... Они геи, которые убежали в Чечню. Черт с ними, хотят. Ты не имеешь права против Если правитель, ты не должен против него восставать. Наоборот, ты должен молить, даже если он тебя по спине палкой бьет и твое имущество забирает, если он гей, там, если он, я не знаю, нетрадиционной ориентации, плюс 32. То есть в исламе это ты должен следовать. И, короче, тебя, если плохо против нетрадиционной, это, который ты говоришь, почему тогда против ислама ты тут разговариваешь? Оставь ислам в покое. Против ислама не разговаривай. Слушай, тебе ислам не авторитет. Мы хотим своих там чеченцев вытащить, чтобы такие, как ты, их не дурили. Чтобы такие, как ты, кафиры, не дурили.
Потому что ты кафир, понимаешь? Ты сейчас вообще не следуешь ни Корану, ничему. Поехал куда-то в кафирскую страну, обманываешь там кафиров, паразитируешь на чужой трагедии. И еще чеченцев используешь, понимаешь, как дураков. Ты есть дурак. Хадис хочу привести. Дурачок это ты. Кто только зашел, он когда зашел, знаешь, что говорил? Где-то слышал? Он говорит, вперед, давайте, короче, Я тут, послушай, вот делаем. украинец, я хочу с тобой разговаривать. С ними бесполезно, они испорчены. Сейчас украинцы такие хочет. Я хочу один вопрос тебе задавать. Можно, чтобы Давай, тут давай, они только слушай, Корана, и только против Корана, слушай. и против слова Аллаха и пророка. Скажи меня, пожалуйста, почему они против христианства какой пророк? против иудаизма не разговаривают? Подожди, смотри. Скажи Вот мне. я тебе ответил и еще раз отвечаю, понимаешь? Мы, христиане, не ищем недостатком в твоей религии. Мы Они ищут, они... Подожди. Смотри, ты хочешь со мной разговаривать, ты не умеешь слушать. Будь на Ты не стороне умеешь истины. слушать. Говорим, что заткнитесь. Подожди, ты не умеешь слушать. Мы не христиане, чувак, мы обычные чеченцы. Подожди, дай я ему отвечу. Смотри, мы, христиане, мы у себя разбираемся. У нас очень Слушай, много... у тебя вот это Подожди! Закрой ему рот, потому что он же... Русские христиане на тебя напали. Подожди. Мы, вот именно, что мы христиане, мы разбираемся в своем, понимаешь? Мы в своем разбираемся, понимаешь? А они правильно, они молодцы, они разбираются в твоем, где у тебя неправильно. И они указывают там, где вот эти все дефекты и ошибки, и все придумано каким-то человеком. И у нас тоже очень много человеческого учения, понимаешь? Которые хотят использовать религию для своей собственной наживы. И вот такие, как Москва, Кирилл, который благословил на войну, а вот это и есть барыга, Люди, которые придерживают религии, они пришли сегодня, защищают за тебя. Они вот эти придурки, которые тут есть, они убежали в Европу. 29-й. Понимаешь? Эти мусульмане имеют вот этого украинца убить и его Мусульмане, жены это сделать секс-наложницу. батальон этого, как его, Джахара и Мансура, они, мусульмане, воюют за тебя. Мусульмане, это не мусульмане, это как раз таки Аллах говорит в Коране. Закрой хлеборезку на минуту свою вонючую. 5 сура 51 аят как раз таки говорит. Иудеи, христиане друг друга, братья, помогают друг другу. А те, кто просит помощи у них и дружелюбные отношения с ними имеют, являются одними из них опущенными. Пришли защищать христиан в Украине. Мусульманин имеет убить право, короче, секир башка сделать украинцу, отнять его жену и сделать из него секс-наложницу. Да-да-да. Напасть на спящих. Того, что неприемлемо, да, чеченцу, это именно вот это лицемерие, когда ты проявляешь ненависть с людьми, которые тебе вообще не враждебны. Христиане, иудеи, вообще. Вот я как чеченец приехал в страны цивилизованного мира, да, в Австрию, и здесь в основном христианское население меня не просто меня, 300 тысяч. Что вот этот украинец 300 тысяч моих соотечественников приняли здесь, в этих странах, понимаешь? А ты мне говоришь, что они вон, говорят мне, что... Украинец, разговаривай, пожалуйста. Это неприемлемо, понимаешь? Это сразу я отправляю коренными зубами назад, потому что это нельзя принимать. Не в европейцу больше от имени чеченского народа вы какие не сделаете. Мы скажем правду и для всех народов. Вот эти геи, которые тут есть, они гей ваш пророк был заднеприводным. Ваш пророк был гей. Напомни ему адрес. Подожди, ты обзываешь людей, которые ты не знаешь. Ты не знаешь, кто они, а ты уже на них вешаешь ярлык. Какой же ты тогда верующий человек? Какой же ты праведник? Слушай, пожалуйста, меня. Вот я одну вещь тебе говорю. Они на самом деле, да,
пропагандирует против ислама, который... Да, пропаганда чего? Алло, 29-й, алло, 29-й. Ты вообще, ты как мусульманин должен этого христианина вообще уничтожить по хадису Сахиха Муслима 2767 хадиса. Передается слово Муса ля-Шарей, да будет доволен им шахет. Передался слово Умара ибн Абдул-Азиза, что пророк сказал: не наступит день, пока Аллах не предоставит мусульманину иуде или христианина и скажет: это твое избавление от адского огня. Умар ибн Абдул-Азиз передал со слов своего отца о том, что пророк сказал: ни один мусульман не умрет без того, чтобы шахет не отправил вас в огонь вместо него иудея или христианина. Какой друг Аллах? Это Сахих Муслим 2767 хадис. Я и ты, а где ты живешь? Я и ты, где ты живешь? Тебя не важно, где я живу. Просто я тебя вещи говорю. Почему не важно? Это для меня важно. Тебя, сука, негодяй, ты тоже. Ты придумал, как... Тебе слова плохого не сказал. Который тебя защищает, ты против них. Стоперла, ты зачем материшься? Стоперла. Аллах души все видит. Какой же ты праведник, когда ты гнешь русские маты? Какой же ты праведник? Чего ты вот это, ребят, пристаешь, будучи сам грязным? Ты же сам грязь льешь, грязь, оскорбление. Можно я скажу? Можно я скажу? Послушай, я и ты уже задолбал здесь всех. Ты какой надменно здесь ведешь себя. Ты кто такой вообще нам указывать, что нам делать? Хотим, мы будем верить, что хотим. Понимаешь? Не лезь в нашу жизнь, и мы тоже не лезем к вам. Ты что, пришел к нам и нотации нам читаешь здесь? Самый умный, что ли? Иди к черту отсюда, своей религией. Понял ты? Умник нашелся мне здесь. Надменно ведешь себя здесь. Чего вы его терпите здесь все? Пошлите его к черту. Он всех оскорбляет, что угодно говорит, а вы с ним цацкаетесь, блин. Иди к чертовой матери со своей религией. Пошел ты. Надоел уже. Так, коронуем ранг опущенных. Так, короную тебя официально. Ты во веки веков опущенный. Альхамдулилля. Аксимус. Ладно. Он говорит, что в христианских странах нет прав человека. Почему тогда все твои мусульманские братья приезжают к христианам? Почему в Саудовскую Аравию они не едут? Почему в Катар не едут? Почему в другие страны не идут мусульманские? Почему вы их не принимаете? Скажи мне, сколько гражданств дарила Катар, страна Саудовская Аравия? Скольким человекам, сирийцам гражданство она дала? Назови мне цифру. Смотри, брат, вот Израиль, он владеет ядерным оружием. И он может выпускать неуправляемые ракеты по всем странам. У них есть ресурсы, есть корпорации. Он так не делает, Израиль. Там арабы живут спокойно, там есть церкви христианские. А представь, если исламистам попадет. Да, как раз хотел сказать. Вот этим дикарям, если ядерку дать, представьте, что было бы. Чего ты замолк? Давай поговорим с тобой. Если посмотреть на все арабские на их карту, то вся планета это Мекка, короче. Если они девочку, которая неправильно одела платок, если когда я начинаю разговаривать, когда девочку, которая неправильно платок одела, лишили жизни, что же это за любовь у вас такая, а? Стоперла. Ты зачем его называешь легким поведением? Он же тебе не долит. МТ-85. 4 сура, 25 аят. Им 4 сура, 25 аят. Им дозволяет без мусульманки даже делать секс наложницу. А эти чуваки, которые тут есть, они 100% против ислама разговаривают. Я у себя на канале. Мы к тебе не пришли. Которые спецслужбы мира их используют. Конечно, будут говорить против вообще бесчеловечности, понимаешь? Как ты можешь на ровном месте враждовать с теми, кто к тебе не враждебен? Как ты можешь? Как они враждуют, если они защищают Украину?
Кто воюет украинцы? Ты сам знаешь, батальон Мансура. Так в этих батальонах, так в этих батальонах почти не мусульмане. Ты сидишь в Украине, да? В этих батальонах почти не мусульмане. Критикуешь ислам. Подожди, я насчет этих батальонов... Они не все знаю, глубокие, которые убежали куда-то. Если не груби, я тебя выкричать будут. Немного тебя надо культуре научиться, то ты слишком такой шубутной. Макака стал полный. Смотри, вот эти какие-то там батальоны, я не знаю. Если эти батальоны... Ты как они вот унижают, эти, люди, которые... если вот эти батальоны Слышишь, как они тебя защищают, исламизма, да? то они ненадежные, потому что там он был какой-то Джамбетов, да, Мужчина украинец. потом перепрыгнул на другую сторону. И эти кафиры, и эти кафиры. Нам Если от таких мужчина- батальонов ни нашему народу пользы, ни украинскому. То есть батальон, который нормально понимает, что он там делает, что может различать добро и зло. Детские люди, понимаешь? Добро и зло умеет, который человек различает, который там из-за страдания пошел помочь другим, или же общего врага, да, там, который там всем уже задолбал всех. Вот с таких каких-то намерений, да, кто там идет, это понятно. Но вот такие, как ты, вот такие, Слышишь, как да? ты, это уже как бы Я тебя говорю. абсолютно. Оставьте, что ты хочешь сказать? Что ты хочешь сказать? Они унижают пророка Мухаммеда. 2 миллиарда Куда людей его любят. унижать, он уже опущенный. С 9-летним ребенком Можно спал. унижать. Просто вот эти хадисы сахих, они унижают, понимаешь? Которые вообще страшные. Просто их цитировать. Он пишет, опущенный ума, где ваш Аллах? Твой пророк уже Почему ты опущенный молчишь, тем, украинец, что если ты такой твой добрый? пророк Давай, отвечай. опущенный тем, что он женился на маленькой девочке с ангелом Джабраилом, слышишь короче, меня? там занимался Это как непристойными украинец? вещами, Или ты свой своему язык племяннику там прекратил? такие вещи делал. Твой Магомед уже опущенный, очнись, Аллах. Ладно, опущенным. Это прошу не говорить здесь, да? Просто если есть какие-то эти, что вам не нравится, там, по фактам просто. Не надо. Вот давайте поговорим. 33 сура, 37 аят рассказывает, как Мухаммад знаете, женился ребята, на... я одну вещь вам Мухаммад скажу, сам женился вы, на когда двоюродную вы сестру. заплатите Закрой все, хлеборезку на что минуту. несете, У тебя там ислам, автоответчик, что ли? Хлеборезку закрой на минуту. 33 сура, 37 аят. Да вот вы заплатите, да иди. Никакая Европа вас не будет, короче, защищать. Потому что вы говорите против религии 2 миллиарда населения Земли. Угрозы. Евреев вас никто не простит. В мире 2 миллиарда мусульман Иди ты к живут. 2 черту, миллиарда. нам не нужны твои прощения, иди ты в задницу, пошел ты отсюда, заколебал уже. Ибраим, он Ты увидишь своими глазами, и ты по жизни родился за со своей религией, иди отсюда, нам не нужна твоя религия. Козел ты, блин. Надменно здесь сидит, блин, всем указывает, что он делает, блин. Он сам вообще рядом даже с религией не стоял, потому что он кривал. Почему твои братья-мусульмане не приняли твоих сирийцев, твоих афганцев? Почему они не принимают их? Скажи мне, пожалуйста. Что ты Потому за... что джизию платят кафирам. Лицемеры конченые. Сюда приезжают, просят у этих крестьян помощь, и еще их хают, блин. Бессовестные такие. Почему Катар, Саудовская Аравия не знают деньги куда девать? Золотые унитазы у них. Почему они не помогли вам? Почему они не приняли вас? Почему все сюда бежите к христианам вы? Если здесь такие христиане плохие, блин. Потому что их, потому что их же арабы их называют цыганами, они не настоящие арабы, мусульмане. Правильно они говорят. Как говорится, опущенный однажды будет опущен и дважды. Я думаю, это вы, потому вот что это оставили хотят, свои чтобы религии, чеченцы защищали опущенных. Чеченцам этого не надо. Нам не христиане, не враги, нам не евреи, не враги. Мы знаем, кто наш враг.
И нам арабы не указывают, мы должны указывать, кто... И арабская фашистская идеология нам не указывает, кто наш враг, кто наш друг. Мы сами решим, кто наш враг, кто наш друг. Поверь мне, ты ничего не можешь делать, если даже своего врага знаешь. Ты только тут болтать можешь, все. Почему вы нам не помогли, когда нас убивали? Вот ты сидишь, да? Это вот ребята, которые тебя собирали, ты них что-то говоришь и что-то все, да это точка твоей жизни. Последний, блин. Ты не доносишь, никому не нужен будешь. Это ты слышишь? Алло, 29-й. Мы видим, кто доношенный, кто не доношенный. Как свиньи ведете себя, вы самый грязный народ вы, блин. Свиньи вы, блин. Давайте лучше расскажем про инцест в исламе. يحكي العرب عين هو указывать еще он вот здесь я يحكي العرب عين Подожди, надо на эмоции выходить. У нас здесь мы... Как надменно ведет себя, блин, указывает всем, что делать. Максимально показать, да, там, нашему обществу, другим людям, что происходит на самом деле. Вы вообще-то пропустили здесь многие? Вот с чего он зашел, откуда он вообще начал говорить, там, давай... Я намаз сделал, намаз-то. Да, типа, давайте там вместе русских гасить, там, туда-сюда, типа, вот такая тема. Это плюс 32 осуждает. Да, осуждаю полностью. Но тут ситуация такая, что там русских речи нету, там, если мы говорим с идеологических, там, религиозных позиций, то там не национальная какая-то принадлежность, а там именно вот религиозная, да, если ты кафир, мафир, ягуд там и так далее. Вот. Тогда у нас получается 5 миллиардов врагов. Где это ума защитников, когда сидели, убивали ваших братьев? Для украинцев тоже, вы понимаете, да, вот такие вот люди, они, если там где-то среди батальонов, то есть какие-то мусульмане, там, чеченцы, не чеченцы, они тоже на них дурно влияют. То есть они их подбивают, короче, к вот таким вот, скажем так, идеологическим вот этим предписаниям, там, к вражде и так далее. И получается так, я просто сам вот очевидец этого, да, на собственной практике прошел. Вот в этой религиозной группе я был, да, там, во время войны, там, партизанское сопротивление. И какие-то ребята, которые выходят в знак протеста, выходили, да, там, скажем так, против вот этого оккупационного режима, они попадали вот в ловушку, да, к вот таким чувакам, которые там им по мозгам проезжали. И если на старте какой-то там молодой человек, у него вообще другие ценности, идеи, там, он вообще из других побуждений взял в руки оружие, то потом вот такой вот шакал какой-то, он его обрабатывает. То есть, о, видишь, тебе же вот так предписано, ты же мусульманин, ты же вот это, 5-е, 10-е, там, балбалай, что-то зачитывает. Эти начинают им верить, потому что как бы вроде бы духовное, не будет же там врать, типа там какой-то там, я не знаю, поп религиозный. И вот так вот человек подпадает под влияние. И на выходе получается уже управляемый, там, манипулируемый вот такой вот этот персонаж. Шири Киошу, всем добрый вечер. Мне один знакомый звонил недавно, он проживает в лагере для беженцев. И говорит, у нас в лагере, говорит, отключили ночи парень. Говорит, у нас в лагере, говорит, отключили горячую воду, без горячей воды. Я говорю, а в чем причина, почему отключили? Он говорит, у нас, говорит, в основном приезжие из арабских стран и еще афганцы там есть, короче. Ну вот в этом... И они в душе устроили туалет. То есть прям там каждый день просто приходили и гадили. И они тупо отключили им горячую воду. Что перестали, короче говоря, это делать. Правильно. Так и надо делать таким людям. Механик, интервалант, вискалитансу. Ишмел биомышу, хающим. Терил биох камок дуньян чададат, иш хакарчию. Где они живут, там они и срут. Теца культура, та материя, иш свиньящий, натуральный. Не будем как бы полностью, да, там, национально. Валлай, сон гинем вас, арбуца нормально евреям, сон гинем вас пока, сон гацага.
Понятно. Это правда. Все равно такие темы, они на всех как бы обобщать, я лично против. خب جوهایی نامت تا او که از وقت شوار وای نو дадет شونه один душ шونه один вообще кто он такой Смотри, вообще это вот четкий пример. Я ему благодарен, наоборот, то, что он зашел и показал, как это работает, да? Как вот тебя пытаются устыдить, ты же мусульманин, там, ты же не это, ты как можешь, ты же кафир, мафир. Вот так вот потом, если человек, он не вооружен, да, там, скажем так, не осведомлен, там, религиозном, не разбирается, то его можно с легкостью вот так вот устыдить, там, задавить, и он будет подчиняться. Вот смотри, Ибрагим, я ему сказал, когда он обвинял вас, почему вы не поносите это христиан, евреев, все. Я ему, как христианин, ответил, что мы не ищем в твоей религии недостатка. Твоя религия – это твое личное. И мы в тебе не видим врага. Почему же ты ищешь в нас врагов? Мы занимаемся своим. У нас свой дом, у тебя свой дом. Вот. Мы соседи, и мы должны жить по-соседски дружно, а не кидать друг друга окна выбивать. Вот. А перед Богом мы все ответим, кто был прав, кто был не прав, чья была религия чище, сильнее, добрее и все остальное. Понимаешь? Вот. У нас тоже, я ему тоже хотел, он же меня матом покрыл, вы же слышали, да? Начал матом на меня. Да, можно сказать. Да, он всех, в принципе, он этим... Вот с точки зрения ислама, я буквально коротко. Тот, кто вот так матом ругается, да, там есть хадисы, в которых сказано, что на 70 лет человек от рая отдаляется и приближается на 70 лет к аду. То есть за одно вот такое слово, 70 лет надо будет угореть. То есть он вообще плевал на это. Значит, он использует ислам, религию как для порабощения этой самой личности и все. Вот именно. Я вот хотел сказать, когда христианин вот к нему с добром, так сказать, хорошо говорил, он просто ответил ему матом, перематом. Это получается, он вот больше всего он дискредитировал свою религию, свою уму. Я, например, не хочу находиться в таком сообществе, где люди так разговаривают. Я вот за себя говорю. Они по-хорошему не понимают. Когда ты к ним по-доброму относишься, они воспринимают это за слабость. С ними надо, как они ведут себя, так по морде их тыкать надо, да, вот так, чтобы они поняли, что нельзя так себя вести. Они только тогда понимают, когда ты их по морде тыкаешь, ихним же мусором, ихней же грязью, вот тогда они понимают. Вот недавно случай, я вот сейчас недавно 2 дня назад, я захожу, у меня термин был с мальчиком своим, и захожу я туда, и там есть такое место, где там, как это называется, где это секретарша сидит, я забыл это, как по-русски называется. И там рядом стоит какое-то ведро для зонтов, там, если дождь идет, там, дождевое время, там, все люди туда зонты туда бросают, не бросают, ставят. И сегодня, там, так как не было дождя, в тот день, когда я был, там не было зонтов. И там зашла одна арабка со своим мальчиком. И зашли они туда, и этот мальчик ел яблоко. Он закончил, ел это яблоко, пошел, взял в это ведро для этих зонтиков, сюда закинул остаток от своего яблока. Я говорю этой женщине, это не для мусора, вон там дальше, говорю, вот видите, там, говорю, урна для мусора. Нельзя туда бросать. Она на меня посмотрела, посмеялась и не забрала даже это яблоко оттуда. Мальчик-то, ладно, он ребенок. Но он тоже будет такой же, когда вырастет, потому что его воспитывают такие родители. Вы знаете, какие они бессовестные, и они вообще неблагодарные. Их самих надо тут же тоже, есть программы, где воспитывают. Там понятно, если ты откуда-то из пустыни приехал, то чуть-чуть тебе надо будет разъяснить, как в цивилизованном обществе. Это я не думаю. Что бесит, Ибрагим, что меня бесит? Вот пришел их представитель этих людей и не нас учит, как нам жить, блин. Куда это годится? Вообще...
Я хотят, чтобы сдерживал мы себя. их соблюдали. Чтобы не они соблюдали то, что у нас, а чтобы мы их не соблюдали, они хотят. Это неправильно. Мне не нужно ничего чужое, я хочу свое. И мне нравится свое чеченское. Я никому плохого не желаю. Я не говорю, что все плохие там из-за того, что я этого не хочу, я этого. Нет, просто я хочу свое. Мне не нужно арабское, мне не нужно какое-то другое. Оставьте себе, арабы, свои эти как обычаи, свои религии себе оставьте нас в покое. Мы же не лезем к вам, мы же не навязываем вам свои чеченские традиции, ничего. Зачем вы навязываете нам? И если мы говорим, что мы не хотим в это верить, вы еще нас оскорбляете. Кто вы такие, блин? Ты приди ко мне в лицо, скажи это, я тебе морду набью на этом же месте. Козел ты конченый. Если ты слышишь, я к тебе обращаюсь, я и ты. Тебя сейчас блокнут, плюс 32. Простите, я на эмоциях, просто он меня вывел, извините. Правильно, не надо свое толкать в чужую квартиру. Сиди у себя в квартире и занимайся у себя своими делами. Не надо влезть в чужую. Так он и поехал в Украину, он не говорит, откуда он проехал решать вопросы Украины там в какой-то дивизии, вот решает вопросы. Пусть в Дубай едет, там бомбят Дубай, пускай туда едет и улаживает там их проблемы. Они же мусульмане, что он им не помогает? Сколько богатых стран арабских, ни одна страна не приняла. А кто это такой я и ты? Вы его знаете, арабский акцент был у него, я думал, он араб какой-то. Я тоже думаю. Нет, так он русскоговорящий. Откуда он? Или просто он русский учил? Кстати, по барабану. Кстати, вот как раз таки это и смущает, когда русскоязычные арабы, да, там, у них часто бывают выпускники Института дружбы народов Патриса Лумумбы. Тоже как бы пытаются внедриться. У них у себя в арабских странах бардак. Пускай идет своим арабам помогает. Ставит их на правильный путь. Не, дело в том, что в Советском Союзе я учился с арабами. У них был отдельный факультет, иностранный факультет. В нашем институте в Харькове, в Киеве, там это самое я заканчивал. Вот, Харьков, Киев учился. Вот, там были иностранцы, иностранный факультет, там были арабы, там, и другие национальности. Там. Это был иностранный факультет. Вот. Мы так пересекались иногда там, на лекциях туда-сюда. Вот. А обычно им там лекции другие читали. Вот, это самые преподаватели. У них методика, программа была попроще и все остальное, потому что все равно человек не может в совершенстве выучить язык, да, чтобы, например, сравниваться с тем человеком, который родился с этим языком. Вот, понимаете, это все равно будет, какой бы ты ни был способный, вот, все равно будет отставание. Вот. Я бы не сказал, что там плохие люди были. Мы на религиозные темы никогда с ними не общались, не говорили. Все. А сегодня вот это все навязывается. Вот я тоже задаю, например, вопросы. Говорю, вот смотрите, вы говорите, вот эти все святые, которые там, эти наставники духовные в Иране, что они сделали по сравнению с своим народом? Там что, не было мусульман, которые они их отправили на тот свет? Вот. Тысячи, десятки тысяч, десятки тысяч людей отправили в другой мир. Вот. Так где же ихнее руководство? Они же должны были построить государство такое, которое не атомное оружие должно будет производить, а построить такое государство, где люди бы не выходили на улицу, не протестовали. Значит, если люди выходили на улицу с протестами, значит, им не хватало чего-то, пищи, одежды или чего-то им не хватало.
Вот. А такая богатая нефтью страна, как Иран, вот, то же самое Россия, они братушки, вот, только на зло способны, понимаете? Производить вот эти шахеды, обмениваться и посылать, и обстреливать другие государства. Почему не построить, имея такие ресурсы, построить такие государства, что там бы на границе в очереди бы стояло, чтобы получить их гражданство или паспорт? Они же этого не сделали. Они не умеют этого делать. Они только на подлость способны. Да, и вот это мусульманское братство, куда оно делось, которое он сейчас здесь рассказывает, И сейчас они угрожают нам, Украине угрожают, мол, это, у нас там есть такие, даже некоторых я знаю, паникеры, которые говорят, я говорю, чего нам бояться, по нам уже так ракеты летают. Вот. Нам только нужно бояться, чтобы у нас не закончились эти самые противовоздушные ракеты, которые мы будем сбивать эти. А то, что Иран вот он угрожает, Украина ввязалась в войну. Так вы давно ввязались. Вы своими шахедами нас бомбили уже с 22-го года вы бомбите нас. Вот. Вы уже давно ввязались. Нам бы следовало бы нанести удар. Но у нас же есть другой сосед, брат нам. Вот, как он говорил, вот, мол, я и ты. Я говорю, у нас тоже есть уроды, которые ходят в рясе, в золоте, алмазах. Вот, на мерседесах едут. Вот это не христиане, это слуги сатаны. У них нету ничего божественного. Это просто, знаете, прикрывается и извращает религию, действительно, ту за которой Христос, это самое, то учение, которое принес Христос и пошел на муки и страдания, объявили его преступником, и он все это перенес. И вот эти все Кириллы, вот это маразматики, вот эти все его приближенные ФСБшники, КГБшники старые, вот. Это все шайтаны, и все. И у нас много в христианстве есть мусора, поэтому мы и очищаемся, и общаемся, вот. Но мы не ищем, я, например, не могу сказать иудею. Мы, например, уважаем евреев, потому что все апостолы, Иисус Христос, это все по плоти, они все евреи. Мы к евреям относимся с уважением, а у нас тоже есть уроды, которые научены, вот эти вся КГБшные, все, евреи разыпали Христа, они враги. Понимаешь, это люди, которые не имеют мозгов, они не умеют думать. Мозги-то есть, но эти мозги, это там, наверное, мозги курицы. Вот. Они не умеют думать. Вот. И вот такие точно так же в мусульманстве приходят, понимаешь, и вот я задаю вопрос, говорю, что же это за вера такая, когда мусульманин идет в мечеть молиться, а другой приносит бомбу и подрывает этих всех молящихся и тут же самую мечеть. Вот. С 32, если что. Вот. Понимаешь, это что ж за вера, когда вот такие вещи делаются? Это ж ненормально. Вот. У нас тоже в истории было, которые там нечистый приложил свою руку, какие-то крестовые походы. Если Бог бы захотел силой, чтобы мы все поверили, вот, он бы открыл небеса и показал бы вот эти камни и звезды будут падать на землю. И тогда люди бы от страха. А Бог не хочет, чтобы от страха, чтобы мы по совести. Каждый человек должен сам себе выбирать дорогу жизни. Бог так и хочет, чтобы человек не через насилие, а сознательно в общении и все остальное вот, познавал, развивался. А навязывать и говорить, вот делай так, вот делай так. Вот.
Каждого мы разные, не только внешне, мы разные и внутренние. У нас разная группа крови, резус положительный, отрицательный. У нас одному пища может подойти, другому может не подойти пища. Вот семья, например, с 2-3 человек, одному пища подходит, другому не подходит. Изжога там, еще что-то, понимаешь, и все остальное. Мы разные, не только внешне, и внутренне мы разные. Вот. Но мы должны быть терпеливые и снисходительные друг к другу. Вот. Если, например, человек говорит не так, как я говорю, так я что, его должен бить по голове или обзывать, или унижать его? Или нет? Нет. Вот. А это пришел, и это самое, я ему плохого слова не сказал, он мат-перемат. Ну какой же ты тогда, что ты хочешь здесь навязать? Блин? Вот эту русскую, вот эту свинособачью речь, блин. Вот. Потому что то, что мы сейчас разговариваем, это не русский язык, это советский язык, это империя, предпоследняя империя. Вот. Потому что последняя, это не доимперия, вот это Российская Федерация на этой территории. А вот предпоследняя империя, это Советский Союз, который остался, от него осталось это самое для общения нам, как народам, разных, разных языковых, те самые разных культур. Да, разные языковые эти самые барьеры у нас. В этой системе и сформирован этот язык, потому что до этого как бы разное. Так он проходил, начиная, смотрите, Ломоносов при Катерине II, вот, начал Петр I, когда он это царство московское переименовал в Российскую империю, вот, и он начал заниматься вот этой культурой, он начал собирать из Кавказа толковых, грамотных и забирал это самое, вот, из Украины, вот, и за деньги подкупал, или там еще как-то там, вот, это самое, все. Вот, там много по истории. Вот это самый Мазепа, который, вот, может, слышали, вот это он был наставником Петра I, а потом воевал против Петра I с Карлом XII, это шведским королем. Вот бой под москали очень гордятся, вот это, который он нанес там под Полтавой, битва под Полтавой, и там Карл XII и с Мазепой они проиграли. Вот. И это самое, так он учил, потом Катерина заступила на престол, немка. Не нашлось той империи человека, который бы правила немка. Вот. И она послала Ломоносова в Киево-Могилянскую академию, и он там разрабатывал вот это так называемый ихний, как они называют, русский язык. Вот. Все это ворованное, ребята. Вот, потому что русских нету. Там, где была Русь, это русские, вот, пришли кочевые племена, вот, хан Батый. Из-за того, что братья между собой враждовали, Чернигов воевал с Киевом, Киев с Нежиным воевал, Нежин с Черниговым. И вот такая была, и они обессилели. Пришел Батый, и это государство, Киевская Русь, развалилось. Вот, исчезло. И потом эти останки, вот, Галичина, откуда я, это Львов, Тернополь, если вы, может, знаете, это часть Украины, западная часть, перед Польшей. Вот, оттуда, вот, это осталось Данило-Галицкое княжество, потом оно перешло, это Речь Посполиту, там, Брест-Литовское княжество и все остальное. История. Вот. Понимаете? Все, а москали наглые, вот это, они хотят это самое, царствовать над всеми вот этими народами, которые бывшего Советского Союза. Вот. Они вот это сейчас вот, заманили среднеазиат, ребята этих самых Средней Азии, на работу, а потом издевались над ними. Ну, вы же сами видели, что делалось там. Вот, и все. И точно так же эти религии хотят использовать для порабощения, для обогащения, все.
Вот. Религия и вера – это разные вещи. Вот. Поэтому не надо бояться там, что там кто-то пугает и все остальное. Вот. Бог любит каждого человека, и мы имеем совесть, мы имеем разум. Вот, и есть, вот смотрите, каждый человек может сам себя проверить. Вот если, например, взять во внимание, какие мысли приходят человеку, вот мне, например, какие мысли приходят на голову. Вот. Есть хорошие мысли, а есть и плохие. Вот идешь, например, видишь, бабушка бедная несет эту сумку, ей тяжело. Вот. Мысль это хорошая, помоги ей, понимаешь? Приходишь, подходишь к ней, извините, не бойтесь, я хочу вам помочь, если вы не против, я куда вам поднести все. А есть другая мысль. Человек положил кошелек. Салам алейкум. Потом посмотришь, она исполняется или нет. Да. Вот. А другая мысль, смотри, приходит, слышишь, смотришь, вот лежит кошелек, понимаешь? О, возьми его, понимаешь? Мысль приходит. И тут ты уже знаешь, что откуда эта мысль. Пошла вон, паршивка, понимаешь? И все. Нет, ни в одной религии нету. Я сколько религий знаю, из которых люди выходят, ни одна религия не угрожает этому человеку за то, что он вышел из их религии, кроме мусульманской. Да, точно так. Ни одна не говорит там это самое, понимаешь? Все. Вот. Наоборот, вот некоторые религии, там, вот, ну, особенно у нас, христиан, есть разные доминации, там есть баптисты, пятидесятники, субботники. Это тоже неправильно, потому что это идет раскол, это самое. Вот. Потому что мы все Христовы, Он заплатил за нас, Он заменил жертвоприношение вот этих невинных животных, которые по закону иудейскому, который был Богом дан закон, вот, для того, чтобы человек не говорил, а я этого не знал, я этого не слышал, я этого не видел. Вот, Поэтому везде в мире есть законы, мирские законы, государственные законы. Вот. А тогда не было таких государств, вот, в те времена древние. Не было границ, не было таких институтов, не было все. Вот. И там просто были вот, моральные законы. И Бог дал евреям для того, чтобы они сами жили по этому закону и нас. Потому что вот я украинец, вы это самые ичкерцы, вот, и мы считались язычниками, потому что мы, ну, наши предки там бог солнца, бог воды, бог ветра и все остальное, многобожие было. Вот это все было просто помутнение разума человеческого. И Бог дал законы, и все, и правила, разъяснения. И евреи должны были жить сами по этому, но и нас научать этому, поучать. Вот. Но они начали отходить. И поэтому за нарушение закона наказание. Вот. Наказание, это значит, мы, люди, не должны были это самое. И Бог послал. Иисус Христос согласился, воплотился в человеческое тело, выполнил закон вот, за нас, людей, и заменил вот это жертвоприношение, потому что его распятие это было жертвоприношение. И все. И нам не надо вот этих барашек невинных приносить в жертву. Вот, а просто молимся Всевышнему Богу и благодарим во имя Иисуса Христа, что Ты нас простил, помиловал и все остальное. Вот. Но мы не угрожаем, кто вышел, не захотел там это самое или не что-то, вышел. Вот. Люди молятся за него, некоторые доминации молятся, просят, чтобы он вернулся и все остальное. Вот. Я тоже был в многих
с многими людьми общался, и сейчас я не принадлежу как христианин никакой доминации. Потому что я считаю, что это ошибка. Вот. Муджахиды пока как бы на паузе, да. В принципе, если есть желающие там подискутировать, исламские ученые, муджахиды. Ты не слышишь Хашватсон, ну? Ты слышишь, Буталь? участник Гушватсон, что Так, у него, если что, там глюк. Участник шбыч вахит, он участник Гушват. Напишите ему, что у него там баг, чтобы он перезашел. Да, я чувствую, что Гушват не хочу. Сонум речну, що є гунд речтат. Дер речну. Не, у него чисто баг был там. У него подвисли. Я никого не слышу. Вот смотрите, вот это самое. Кадыров, да? Вот строит там мечети, отстроил там это Грозный. А сколько там полегло мусульман? Вот. И сколько невинных людей полегло в Ичкерии, в Чечне. И он сейчас прислуживает и угнетает свой народ. Вот, живет в Шикуе, и его окружение, его это самые сыночки и прочее все остальное, и дочки. Вот. И прислуживает убийцам, который народ уничтожал его, понимаете, и все. Вот этому кремлевскому недоростку. Ну, там говорить об этом персонаже, да, что он там что-то отстроил или построил, не совсем будет как бы правильно, потому что он сам там не раз разъясняет, что чуть что, он сразу в кусты. То есть там из кустов его там достали откуда-то, посадили в качестве вот такой, ну, скажем, марионетки, да, там такой, как чучело поставят, да, все какие-то там паразиты, птицы, они это чучело как бы сторонятся, обходят. Вот типа такого чучела, которое, скажем так, ну, за которым не видно истинного виновника, да, всех вот этих там протекающих там политических и так далее вот этих событий. Ну, Ибрагим, он же поработил собственный народ, понимаешь? По указанию сверху Москвы. Он поработить никого не сможет, там, когда... Я понимаю, но он просто поставил, короче, в заключение, ну, как это самое, в заложники взял народ, понимаешь? Он как это в тюрьме, надзиратель, понимаешь? Вот в чем дело. Ну да, как бы... Вот как пупкарь, ну так называют, да, там, вот и грубо, какого-то вот этого тюремщика, которому дают дубинку и говорят, он охраняет их, которых мы туда загнали там. И вот примерно такая какая-то роль, да, потому что это всю тюремную систему и эти условия это создали вообще другие, да, там хозяева. Это просто в этой всей системе громоотвод, скажем такой. Потому что говорить, что вон чеченцев, русские там захватили, поработили, оккупировали государство,
вот такая тема, она неприемлемая в глазах мировой общественности. Поэтому надо сделать картинку, что вот чеченцы там между собой не могут что-то поделить, не понимают, что там как бы происходит. Они там, видите ли, у них внутринациональная там какая-то рознь, да, на основе, скажем так, религиозных каких-то разногласий. Вот что-то подобное, да, вот такую картинку. Когда ставят, и у всего там внешнего мира создается впечатление, что да, это какие-то там мусульмане, не мусульмане, что-то они там по-мусульмански не могут поделить между собой. Мы сейчас, кстати, вот чуть раньше идеолога Дугина здесь тоже крутили, показывали, как вообще в чеченских вот этих вот войнах, русско-чеченских, да, ну, уже это называют чеченскими войнами, хотя у каждой войны есть две стороны. Или кампания называют, как сейчас СВО, специальная военная операция, хотя, по сути, это война двух сторон. И вот Дугин прекрасно разъяснял сейчас в ролике, который мы ставили, да, как им удалось победить чеченцев, используя именно вот эту религиозную тему, да, там религиозные приемы применяя. И вот эти вот люди, которых туда поставили как громоотвод, вот, например, ЧГТРК, Чеченская государственная телерадиокомпания, которая нам, в частности, угрожает, там, призывает всяких этих исламистов, которые здесь наштамповали дистанционно вот так вот всякими этими тоже приемами, призывает там петушиться, всякому террору, терактам, всяким таким агрессивным методом, да. По сути, это ЧГТРК, там огромный опыт у вот этой пропагандистской машины Русни. И они там аккуратно управляют всем этим, но они как бы для зрителя поставили туда персону вот этого там Ахматов, Чингис какой-то, вообще необразованный, там где-то нашли его, лазить. Более такой приемлемая, скажем так, персона, которая готова врать ради собственной там вынужденной необходимости. И вот ее как бы весь, скажем так, фокус на нее, но не на тех, кто этим всем управляет, да, вот этой пропагандистской машиной. И вот так везде и повсюду. То есть вот эти вот лица, да, там, или головы говорящие там, это чисто вот громоотвод, чтобы мы, как бы, все мировое сообщество, там, мир не видел истинно происходящего, вот именно с таких позиций. Вот что-то там чеченцы, что-то у них непонятное, что-то у них между собой, что-то там Кадыров что-то им настроил. Человек, у которого 2,5 класса образования, которого 2 слова там связать не может, которого уже годами они учат, все равно у него не получается. Сейчас вообще там чем-то накачали его, чуть не лопнул, потом непонятно, что там с ним дальше происходит. То есть и вся тема вот Кадыров. Сейчас Кадыров мелкий еще один, следующее поколение. Кадыров там медали какие-то показывают. То есть крутят каких-то этих персон, там из памперса сейчас только вылез еще вот этот мелкий, теперь его там крутят. То есть весь фокус вот туда куда-то. Это никому не должно быть интересно, по сути, потому что это уберите нахрен оттуда всю эту оккупационную свою администрацию, свой Мухосранск, и не будет там никакой кадырки. И исламистов в том числе. Вот эту всю тему, да, там используем религиозных приемов. Конечно, как только Москва упадет, и там сразу
совсем весь Кавказ вздохнет. И тот же Ичкерия, Дагестан, и тот же Татарстан уйдет, понимаешь? Все. Вот. Что кому, смотри, все, например, смотри, братья Кутию, да? Все, короче, смотри, вот эти все природные ресурсы находятся там, все добывают там, а вот эти все офисы находятся в Москве, в Санкт-Петербурге, и деньги идут туда, понимаешь? Вот, все деньги идут туда. Вот, а там на месте ничего не остается, только на вот эти трубы и все остальное, на все там, ну и зарплата рабочим. А налоги, все это все идет в Москву. О. Там какую-то косточку кинут этим вот, северным народам, и все. Вот. А потом они идут от нищеты, идут зарабатывать деньги. Потому что они таких денег не видели за всю жизнь. Им и слышать не слышали, что там 200 тысяч платили им в месяц. Вот. Идут, отдают ручки, ножки, рожки свои, и все. Вот, тупоголовые. И остаются от них только рожки да ножки. Да. Вот, понимаешь? Вот. Вместо того, чтобы задавать вопросы, начиная с местной власти, а где же наши деньги, ресурсы, вот мы видим, сколько нефти качаем, сколько это все же деньги, это же золото, алмазы и все остальное. Почему мы живем в юртах и топим этим самым козяками или рыбой сушеной? Если даже если взять канадцев, да, там тоже и вот эти американцы, там вот эти все, вот эти есть вот эти, ну как народы, которые там оленеводы, все остальное, но они по традиции от древних времен. Так у них нету сейчас юрт, у них уже вот эти домики, понимаешь, все это самое, там вот газом закачал. Там эти резервуары, все, отопление, вода горячая, все в этих домиках они живут, они в юртах. Не переносят там. А он к джипу подцепил этот домик, все, переехали, или на санях перекатили, там, или вездеходом. Все, поехали дальше. Северные народы в Канаде, в Америке, там, на Аляске там, и все остальное. Вот. Понимаешь? А в России до сих пор в юртах живут эти вот, по традиции, и козяками топят. А газ, труба пошла, он капиталистам. А потом они пропаганду говорят, что все капиталисты, это все наши враги, они плохие, они все. Но деньги наши там, дети наши там, вот, яхты и виллы наши там. А для вас только будет это лапша на уши, что они плохие, они злые, от них нужно защищаться, надо вооружаться нам и все остальное. Помните, Бурят, по-моему, был какой-то, который на Москву шел с вот этой тележкой. Еще лет 10, по-моему, был. Потом... И вся Россия его лайкала там. Да, в психушку его отправили вроде. Да, в итоге в психушку поместили. А, это шамана, да, вот этот, который? По-моему, шаман, бурят, да? Да, шаман, да. Вот, бурят, да. Ну, взяли, лайкали, и шел, и до психушки дошел. Психушка, ребята, это еще хуже, чем тюрьма, понимаешь? В тюрьме там над тобой физически будут издеваться, вот, может быть, но все равно ты сохранишь, еще мышление свое. А в психушке начнут колоть, все, это овощ, это все, это короче, убьют полностью.
Он не, к сожалению. Но он тоже там, наверное, по-другому. Ему когда лайки все начали ставить, там, всякие вот. Я поверил. Да, вот не хотел сказать. Слишком сильно в себя поверил. Один бурят, все дураки там сидят, а он вот с тележкой до Кремля хотел дойти, и этот Кремль еще там, я не знаю, зачистить. Короче, я вот тоже здесь сижу, я себе лишнего не позволяю. Не то, что там я верю, куда-то я попаду. Просто для себя совесть есть. Зачем? Нормальный человек, я считаю, что он ищет друзей, товарищей, он не ищет врагов. Вот. Поэтому у меня есть знакомые мусульмане, но они светские мусульмане, они также там мало Коран читали, мало сунны. Просто обычные люди ходят на работу, детей растят. Вот. Я здесь про пророка слова плохого не сказал. Просто я в их группы захожу, там я пытаюсь задать вопросы вот свои там, чтобы мне сказали какую-то литературу по изучению ислама там, например. Они сразу меня выключают там, свою начинают качать тему, чтобы вот исламскую тему, какая у тебя мораль, какой смысл жизни и все прочее. Когда начинаешь им объяснять, сразу они как бы чувствуют, что теряют вот свое как бы превосходство, что ли, вот, если простыми словами сказать. Начинают проигрывать дискуссии. Да, сразу меня выключают и все, короче, давай. И все, потом даже они не разговаривают, просто выключают, не говорят причину, ничего. Поэтому я вот начал здесь сидеть на этом канале. Вот Вендетта, например, у него что не спросишь, он точно знает, где что описано. Что читать, например. Да, лучше даже, чем исламский ученый, потому что исламский ученый замалчивает все, а он может сразу как бы высказать. Поэтому мне вот приходится здесь сидеть. Вот. Мне интересна эта тема. Ислам как с научной точки зрения. Я считаю, что он хорошая религия для своего времени. Он решал проблемы того времени. Но сейчас уже общество развилось, сколько веков прошло, уже технический, научно-технический прогресс, социальный прогресс прошел, уже все по-другому. И сейчас это, как бы сказать, как философия, оно не отвечает тем вот современному миру, вопросам современного мира. Уже невозможно так жить, уже надо новое что-то. Устарело. Опа, я, по-моему, отключил. Нет, я все сказал, спасибо. Я вот другого гостя отключил. Случайно хотел у себя микрофон включить, и ему отключил. Я просто хотел поддержать, да? То, что полностью поддерживаю, что на каком-то этапе времени, да, вот, например, взять пустынную какую-то территорию. В этих условиях люди должны выживать как-то, да? Вот сегодня у нас современный мир цивилизованный, где есть судебная система, где есть там тюремная система, да, где можно, например, как-то перевоспитывать, скажем так, да, общество, содержать там в каких-то местах заключения, скажем так, защищать общество от этих людей там. И государство может себе позволить, да, вот это все содержание, потом перевоспитание там. И, соответственно, гуманное обращение. Самый лучший вариант — это если человек опасен для общества, его как бы изолировать. А тут ситуация какая, вот ты в пустыне, да, и нет у тебя ни судебной системы, ни государства там, да, ни экономики, ничего. И у тебя там 5-6 коз, наверное, там, я не знаю, пару овец, верблюд, что-то свое, какая-то это юшта там или палатка, что они там используют.
И тебе нужно как бы выжить, да, в этой ситуации, там, прокормить семью и так далее. И к тебе какой-то чувак заскакивает там в твой, не знаю, в твои владения, скажем. Оазис, колодец. На твою территорию пытается у тебя похитить там козла, какое-то там, то, что ты посадил, там, вырастил, что-то, короче, из такого, да, там, из выращенного, то есть, что у тебя определенно, как бы, все, ну, рассчитано, да, чтобы выжить, там, а тут тебе твоя семья, как бы, с голоду сдохнет, если вот такая ситуация. Своровать там козла, то есть остаться без молока, там, без еды. И этим же людям ты не будешь там говорить: ой, не делайте это в следующий раз, ребят, пожалуйста, там, ради там Аллаха, Иисуса, Будды, там, кого угодно. И, соответственно, нужно какие-то меры предпринимать. И вот в таких пустынных условиях, чтобы осадить вот этих разбойников, от которых потом люди, там, может, семьями там, с голоду погибают. Да, там кому-то что-то отрубить, плюс 32 осуждают. Ну, понятно, да, как бы, это такой механизм, чтобы наказать, там, чтобы другим неповадно было, и таким образом как бы общество его обезопасить. Теперь вот опять назад переносимся в современный мир, и это никаким образом здесь не работает. И невозможно, да, там какое-то уже позапрошлое тысячелетие его применить в нынешней там ситуации, в нынешних условиях, тем более там делать из этих безруких, безногих инвалидов, которые потом это же общество содержать должно, вообще и невыгодно, и нецелесообразно. То есть поэтому человечество вот так вот пришло, да, там к чему-то, еще гуманность это плюс. Но ты это не объяснишь, потому что вот идти, который сюда зашел, я идти. Вот такие я идти, им сложно это объяснить, потому что я, когда ему 4.24 суру произнасилования, плюс 32 осуждаю, попытался там здесь озвучить, он там, типа он знает, не знает, короче, все, что предписано, я принимаю, давай о другом, то есть сразу оттуда под корягу там с пробуксовками пытается заползти, да, от этой темы. И якобы все он принимает, короче. Но он сказал, что вы неправильно трактуете. Что а он по-своему трактует. Даже мечтают о таком, да, чтобы там наложниц захватить. Короче, вот такая вот, к сожалению, ситуация, в которой что-то все-таки надо делать там, всем миром. Так, дело в том, что я вот хотел сказать, я вообще не любитель обсуждать людей, психологию их, как личностей каких-то определенных. Это некрасиво, я считаю, не по-мужски. Вот лично для меня так отец воспитал. То есть у нас вечером, если начинался такой разговор, как сплетни какие-то, а отец сразу тормозил, короче, это все дело. Я извиняюсь. Я давно вылетел? Нет, только сейчас. Все нормально. В общем, отец сразу все темы у нас запрещал. Но вот если говорить про социологию, я вот заметил, здесь люди сидят. И вот, скажем так, идеология наша, или, как сказать, чеченцев здесь, скажем так, и других людей. И вот, как сказать, мышление здесь людей, которые чеченцы здесь сидят, и другие люди. И мышление, скажем так, пациентов, да? Как мыслит пациент, как я понимаю себе, я за себя отвечаю, как я это понимаю, то он мыслит так. Любое слово, которое он говорит, он мыслит, попаду ли я в рай или не попаду.
чисто эгоистическая точка зрения, если так разобрать на низком уровне. Он думает только про себя. Вот почему я отчасти не принял вот эту вот философию. То есть, а здесь вот, например, люди сидят, вот возьмем, да, например, здесь. Они мыслят так, народом целым, или говорят так, если мою дочку придет, то есть уже человек мыслит за другого, за свою дочку, там, как она чувства испытает, какие, или своя жена, там, как она будет себя чувствовать, или сестра, да, там, если эти законы он проецирует на своих родственников, там, на свой народ. То есть думает человек не только за себя эгоистично, а за весь народ сразу, понимаете? А вот что я увидел тоже вот в этой философии, так скажем, да, в этой в определенной религии, что я увидел, что человек, он мыслит только за себя. Попаду я в рай, не попаду, а там за других, за христиан или за чью-то жену там, или за свой народ, это там ладно. Главное, я куда попаду потом. Вот это я увидел и хотел вот сказать. А зачем вам за других думать? У тебя про других не спросят, все будут в судный день бежать друг от друга, поэтому надо за себя беспокоиться. То есть вот такая философия. Да, это и есть эгоистичная идеология. Вот это вот я увидел, что каждый вот чеченец, я там не пытаюсь подлизаться или что-то, я вот просто по фактам говорю, здесь я сколько сижу, наблюдаю, вот, и по-другому другой, да, представитель, пациент заходит, он сразу, ничего ему плохого не делают здесь, не говорят, он сразу мат-перемат и все прочее. Ладно, благодарю за внимание. Спасибо. До свидания, машаллах. Оставайтесь свободными. Иншаллах. Вам тоже всего хорошего. Оставайтесь, пребывайте, будучи свободными. Машаллах. Да, чеченцам быть, с одной стороны, тоже, ну, не то чтобы легко, вот не надо лицемерить, да? Когда тебе говорят, там, к кефиру там салам нельзя давать, или у него брать нельзя, только наполовину как-то взять. Где-то ходить, улыбаться там, потом на самом деле там внутри себя испытывать там, ненависть там, и так далее. То есть вообще полное противоречие там, чеченской культуре, укладу. Вот. Такое более искреннее, прямое, вот такое вот дело, его невозможно, вот такую культуру и вот это вот там лицемерное, непонятное, там, двуликое, вот это, короче, несовместимо. И именно вот это такое прямолинейное, искреннее, оно как раз-таки легче всего, да, там никому не надо ни врать, ни крутиться, ни выкручиваться, то есть с людьми нормально обращаешься, с друзьями по-дружески, там, с врагом соответственно, ну и так далее. То есть тебе никто не обозначает по каким-то там предписаниям, там, я не знаю, предопределениям и так далее, каких-то разъяснять, кто тебе друг, кто тебе враг, как тебе себя вести, а ты уже действуешь
соответствии там с ситуацией или окружающей там тобой средой, людьми, взаимоотношения, короче, все такое. Так, все, что ли, у нас больше нет интереса продолжать эфир. Когда сюда этот матершинник «Я идти» заходил, каждый хотел высказаться сюда, все как бы, я не знаю, пытались подняться, пытались в ответ ему что-то там. Кто-то вообще «выкиньте его отсюда», говорил. Ну, выкинули, ушел он. Давайте. Так, кот пишет: «Хакарю, гарю, он хажал». Абу Абдулла. Перевожу. Ты попадешься. Ну, еще как бы в женской форме. И собака. Пишет Абу Абдулла. Вот петушок, который петушится. Вот его научили там, его муж, короче, муж в лице России, да, который его стал его насильным, скажем так, короче, насильно стал мужем Российская вот Федерация, которая его сажает на бутылки, плюс 32, там, теряет всех без вести. Вот Путин, в частности, говорил, что на Аллаха управу найдет. Потом замочил, будучи во главе, 180 тысяч во Второй русско-чеченской войне население. На джихад, там, создал джихад в Украине, туда закидывает пушечное мясо. И вот воспитал или взрастил вот таких Абу Абдуллах. Абу Абдуллах. Перевожу, да, отец Абдуллаха. То есть у него, значит, сын Абдуллах какой-то. Сразу подчеркиваю, что для чеченцев вообще в нашей культуре наоборот как бы восхищаются своими родителями. И, например, сына или дочь называют по отчеству, да, там, то есть называя имя отца. Например, там какой-то Кюри, сын Кюри, короче, скажем так, висит. То есть вот наоборот, как бы уважение, восхищение родителями. А вот в этой вот арабской культуре, там исламской, там ситуация обратная. То есть наоборот восхищаются своими детьми и называют свое имя в честь своего ребенка. Что полностью противоречит, потому что у нас как бы отношения с детьми даже какие-то, я не знаю, даже там говорить о своих детях как бы не совсем приемлемо, да, там такая как бы субординация, дистанция. Это не говорит, что там человек с детьми не контактирует и так далее, но в обществе как бы соблюдает вот такую субординацию. И вот это вот все салафитское, исламистское, исламское, короче, оно все полностью ломает, рушит, короче, все устои. И вот эти люди, он даже не понимает, что вот Абу Абдуллах там вот так называется, что это вообще, что он уже отъехал куда-то. То есть вообще в другой теме. И вот это вот петушинство, да, которому его русские научили, вот его запугали, затерроризировали самого.
что он стал и готовым и джихад делать на пути Путина, и все что угодно, то есть уже сломали человека. И он вот таким образом уже стал одним из вот этих своих обидчиков. И уже, как и они, сломлены вот такой в их роли, пытается других ломать, да, там. Ты там собака, я тебя поймаю. Начинает петушиться, как обычно русский какой-то там имперец. Раб-имперец. И вот это вот петушиные такие бои происходят в ТикТоке. Вообще, если у человека есть проблема с другим человеком, то есть какая-то ненависть или конфликтная ситуация, то чеченец, он дает знать об этой проблеме, и ты уже как бы понимаешь, у кого с тобой какие-то враждебные отношения. И у нас даже вот в поговорках таких, в преданиях народных много есть вот таких там сказаний, да, одно из которых нахбоцнагац ергерлоцалилда, нахболчнагац доулилда волиду. То есть с людьми, у которых нету никакого достоинства, ни чести, чем с ними иметь родственные, дружеские отношения, лучше воевать с достойными людьми. И, вот типа того. То есть это мораль такова, да, смысл, что люди, которые имеют правила, да, там ведут достойный какой-то там образ жизни, скажем так. Ты знаешь, какие у них правила, откуда тебе ожидать какого-то там враждебного там ситуации какой-то. То есть тебе легко. Ты знаешь, что тебя в спину там не ударит и так далее. Люди чести, да, там, они себя будут вести так, даже если ты враждуешь, да. А вот там люди без чести, там, без достоинства, вот как это, салафизм, там, вот такое вот дерьмо, извиняюсь за откровенность, плюс 32. Оно как бы, у него нету никаких границ, даже лучше, чем с этим делом там отношения иметь, дружить, то есть лучше он с людьми чести, с ними иметь какую-то вражду. Вот как-то так. Поэтому вот здесь петушня, когда заходит, там, которых русский мир уже отпетушил и уподобил себе, они вот начинают петушиться. То есть ты не знаешь вообще, что это за петух, ты с ним никогда в жизни, у тебя никаких ни враждебных, ни дружб, ты знать не знаешь об этом. И вот эта петушня там, ты тебя поймаю, там туда-сюда, начинает петушиться. То есть какая-то хрень, аватарка какая-то, какой-то Абдулла, Хриндулла, непонятное что-то, надпись из ТикТока. Тебе вот такие какие-то эти писюльки начинают писать, и там, где-то там на диване, где оно валяется, там лежит, сидит, из себя какого-то там богатыря там строит. Вот такое
плачевная и очень даже плачевная ситуация. И когда не понимает еще, да, там вот эти люди, которые уже отошли, да, там от своей культуры, от своих корней. Короче, это как с 1 класса, да, там, с садика, там, обучать людей, у которых, ну, скажем так, взрослый человек, который никогда там ни школу, ни садик, там, ни другое учреждение не посещал, его надо вот уже сформировавшегося там какого-то жлоба, да, садить куда-то в 1 класс за парту. И ему все это объяснять, то, чего у него вообще там, к сожалению, нет. То есть лучше тебе из представителя другой нации создать уже с нуля там более там достойного, да, там какого-то себе соплеменника, чем вот это непонятную размазню, короче. Ты ей что-то объясняешь, она даже не может не внимать, короче, уже куда-то отъехала, да, там от своих корней. Один Эпштейн, Абу Эпштейн, так нам наши исламские ученые не объяснили, что сделал плохого по шарикату господин Петух плюс 32. Потому что по шарикату эти люди не могут ему ничего предъявить, потому что по шарикату заниматься сутенерством или за занятие сутенерством плюс 32 осуждаю и вот этими детскими делами, да, с детьми осуждаю плюс 32. За это нету никакого порицания или наказания. Вот такая ситуация. Поэтому Эпштейну тоже можно там салят какой-то, вассалят воздать, когда его имя упоминают. Петух вассалят. Ничего, Абу Тальха. Кстати, я вот примерно понимаю там евреев, очень им сочувствую, потому что вот эти камни, которыми там пуляются, эти вообще непонятно даже там, что это за камни, да, потому что, короче, там на протяжении уже сотен лет, наверное, использованные. Кстати, если вот есть представители из Израиля, по-моему, там все камни же убрали уже вокруг этих мечетей в самом Израиле.
Ну, вообще, камни, которыми пуляют они там постоянно. Вот раньше, когда какие-то конфликтные вот эти ситуации начинались, постоянно пуляли камнями. Имеется в виду, возможно, это вообще использованные, да, там, плюс 32 осуждают. Так, если все рассосались, то я тоже пошел рассасываться. Админ, на твое усмотрение. Эфир. Будут эти спикеры? Если кто-то хочет, поднимайтесь. Нет, так можно уже завершить эфир. Rises high over dirty earth, the ashes falling like black snow. They bind our hands, they drag us forth, where the freezing waters flow. The general smiles, he counts the prize, 46 flowers for his crown, but he does not see the wolf in our eyes. We will never bow down. The bridge is narrow, the drop is deep, the river roars a hungry song. Promises made that we must keep, to the land where we belong. Oh, Teddick River, take us home. Turning the history page. One look, no words, one step, towards the edge. Together we fall, together we fly, taking the fear with us as we die.
ayak duruyor. Yaşa çelmez, yaşa yer zayor. Am serçu gargaşa, yaşa bitmez. Oh